Доброго времени суток, дорогие телезрители, любители спорта. Национальная вещательная компания «Сахан» начинает трансляцию второго соревновательного дня третьего чемпионата мира по масс-рестлингу, который второй раз принимает город Якутск. Ну что ж, сегодня нас ждут состязания в весовых категориях среди мужчин до 70, до 80, до 105 и свыше 125 килограмм. Женщины же будут состязаться в весах до 65 и свыше 85 килограммов. За происходящим будем наблюдать вместе с вами мы, я Власий Сергеев и Александр Захаров. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня второй день чемпионата мира по масс-рестлингу. Вчера мы стали свидетелями зрелищных очень схваток и уверены, что сегодня также у нас ждут очень зрелищные и яркие схватки. Да, и сейчас мы видим состязание на помосте А. Встречаются Штефан Шпрох из Сербии и Армен Туранян из Армении. Это у нас весовая категория до 70 килограммов. И, конечно же, мы обращаем внимание в первую очередь на эту категорию, так как второй парой у нас выйдет чемпион России последних 2 лет Сергей Константинов. Ну и пока мы видим то, что Штефан Шпрох, представитель команды Сербии, ведет в этой встрече со счетом 1-0. Да, и сейчас второй период схватки. Итак, вторая схватка, и также без проблем серб вырывает палку и становится победителем. Уверенная, скажем, можно сказать, победа спортсмена из Сербии. Да, и хотелось бы напомнить то, что турнир у нас мирового первенства проходит по системе 2 групп. Победившие продолжают борьбу за золото в группе А, проигравший же спускается в группу Б. В случае, если спустившись в группу Б, спортсмен терпит второе поражение, он сразу завершает выступление. Поздравления принимает Штефан Шпрох от своего секунданта, товарища Зелена, который сегодня выступит в весовой категории свыше 125 килограммов. Всего в этой весовой категории заявлено 20 спортсменов. Да, в весовой категории до 70 килограммов. А если говорить о вчерашнем дне, сборная России завоевала 5 золотых медалей, 6 возможных. Отличный показатель. Ну, о достижениях других стран мы поговорим позже. Сейчас же на помост А приглашается Сергей Константинов. Он уже на помосте. Его соперником будет Андрейс Рачковс из Латвии. Сергей на протяжении последних лет является безусловным лидером и сборной нашей республики, и сборной России по масс-рестлингу. Секундирует Сергея его родной отец, старший тренер, главный тренер сборной команды России по масс-рестлингу Николай Эллеевич Константинов. Сергей является 3-кратным чемпионом республики, 2-кратным чемпионом России, как я уже сказал, последних 2 лет и обладателем Кубка мира 2017 года. Его соперник Андрей Срачковс из Латвии в графе достижения в анкете ничего не записал. Спортсмен 97-го года рождения. Итак, Сергей очень спокойно берет первую палку. 1-0. Ну да, Сергей очень опытный спортсмен. Спортсмен из Латвии, конечно, ему надо поднабраться опыта, выступая на таких соревнованиях с опытными, сильными спортсменами. Ну да, как раз таки и набирается опыта, да? Потому что именно лучшая тренировка — это, конечно, соревнования. Тем более, если соревнования такого масштаба, и если в таких соревнованиях ты состязаешься с такими опытными мастерами своего дела, как Сергей Константинов. Итак, 1-0. Сейчас начнется вторая схватка. Дается команда Че, и Сергей без проблем делает счет 2-0 и побеждает. И таким образом представитель сборной команды России продолжает состязаться в группе А. Его соперник спускается в группу Б. Поздравляем Сергея, поздравляем Николая Ляевича, поздравляем весь тренерский штаб. Отличный старт, да, отличное начало. И надеемся, что последующие победы будут столь же уверенными.
Ну, давайте вернемся все-таки ко вчерашнему дню, да, подведем некоторые итоги. Как я уже сказал, сборная России завоевала 5 из 6 возможных наград высшего достоинства. Сборная Кыргызстана завоевала 2 серебра и 2 бронзы. Узбекистан очень интересные результаты показал. 5 медалей и все бронзового отлива. Сборная Украины довольствуется пока что одной серебряной наградой и одной бронзовой. Казахстан, в активе Казахстана 2 бронзы. Всего за вчерашний день было разыграно 24 медали и 11 стран, да, вот, стали хозяевами медалей вот, различного достоинства. Ну, это тоже, можно сказать, хороший показатель, что спортсмены из 11 стран уже увезут в свои страны медали чемпионата мира. Это говорит о том, что конкуренция есть в мире. Безусловно, конкуренция есть и подчеркивает лишний раз вот, Географию, да, участников. Ну что ж, у нас следующая пара в красных шортах. Алгыз Скрябин, студент из Якутии, выступающий за сборную Чехии. Его соперник Кудайназар Алимов из Кыргызстана. Это у нас следующая весовая категория до 70 килограммов. В скором времени мы перейдем на помост «Б». Да, это интересная. Джилус Наговицын выступит 7-й парой. Ну а пока все внимание, конечно, на помост А. Интересная схватка, наверное, потому что наш земляк, студент Скрябин, он, конечно, знаком. Видим, представитель Кыргызстана. Да, представитель Кыргызстана без особых проблем добился победы в этом периоде. 1-0 в пользу Кудайназара Алимова из Кыргызстана. Ну, Кудайназар будет постарше своего соперника. Алгыз совсем молодой спортсмен, 2000 года рождения. Кудайназар Алимов 92-го. Да. Надо отметить, что сборная Кыргызстана очень сильная. Вчера по мужчинам у них 2 финалиста было. И мы помним, как мы болели, как заволновались за Евгения Удина, да, когда счет стал 1-1. Но в решающем схватке Женя настроился и победил. Очень достойная была, ну, равная такая схватка, скажем. Да, напряженный, красочный финал получился. Поэтому спортсмены из Кыргызстана показали, что они уже очень сильно прибавили и в техническом, и в физическом плане. И могут оказать достойное сопротивление сборной России. И сейчас тоже мы видим, как спортсмен из Кыргызстана показывает свой вот богатый технический арсенал, пытается выполнить прием стойку. И 2-0. Да. За счет зашагивания добился победы. Кудайназар Алиев со счетом 2-0 побеждает в этой встрече. Ну и продолжая тему, да, вот об успехах сборной Кыргызстана. По итогам вчерашнего дня, вот 2 серебра и 2 бронзы, тоже о многом говорят, да? Да. Ну и Кудайназар Алимов, он является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, как раз на домашнем чемпионате, да, получается, бронзу взял. Также у него 3-е место на Кубке мира прошлого года и серебряная медаль Всемирных игр кочевников. Ну, надо отметить, что Кыргызстан, да, не только у себя развивает. Вот я знаю, 2 студента из Киргизии учатся у нас в физкультурном институте непосредственно на кафедре масс-рестлинга. Вот эти ребята вот на следующий год уже закончат учебу и будут у себя на родине активно развивать, думаю, масс-рестлинг и повышать мастерство вот, своих спортсменов Киргизии. Поэтому я думаю, в этом плане другие страны могут взять пример, направлять своих студентов для учебы в нашу республику. Несомненно, мы можем тоже своих отправлять, чтобы и там как бы развивать масс-рестлинг. Только тогда будет, я думаю, вот такое развитие. Развитие и прогресс, да? Да. Ну что ж, у нас следующая пара, это уже 4-я по счету пара весовой категории до 70 килограммов. На ваших телеэкранах в ближнем плане Бигенч Реджепов. И вот только что поднимается на помост Алексей Кушнир. Алексей представляет Украину, Бигенч Реджепов Таджикистан. Туркменистан, извините. Спортсмены приветствуют зрителей, приветствуют друг друга.
Вот спортсмен из Украины Алексей Кушнир является действующим чемпионом своей страны, а также обладателем Кубка Украины. Тоже у нас очередной призер чемпионата мира 2016 года. У него в активе бронза чемпионата мира, который проходил в Кыргызстане. Также бронзовый призер второго этапа Кубка мира прошлого года. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года. Бронзовый призер Игр Кочевников также 2018 года. Один из, получается, ведущих, да, спортсменов этой категории. Да. Украину тоже надо отметить. Очень у себя в стране очень активно развивает масс-рестлинг. Вчера уже они тоже завоевали, да, медали. Да, в активе Украины по итогам первого соревновательного дня мирового первенства 1 серебряная медаль и 1 бронзовая награда. Уверен, что сегодня представители Украины постараются, да, вот, пополнить копилку своей команды. Ну и первым шаг к этому постарается сделать Алексей Кушнир. Бегенч Реджепов, представитель Туркменистана. Спортсмен тоже молодой, 94-го года рождения. Примерно одинакового роста оппоненты. Рост Алексея 176, у Бегенча Реджепова 173. Предупреждение Алексею Кушниру. Но очень ответственный момент, это предстартовая борьба, можно сказать. Да, когда состязание уже начинается, да, до самого старта, до команды Ч. Дается команда. И Алексей. Хорошо был дан старт, спортсмены работались после старта, и спортсмен из Украины повел пока 1-0. Ну и пользуясь этой заминкой, дорогие друзья, напомним триумфаторов состязаний вчерашнего дня в составе сборной России. Наталья Черноградская в весе 55, Саина Седалищева в весе 75, в весе среди мужчин до 60 Евгений Удин, до 90 килограммов Павел Черноградский и до 125 килограмм молодой спортсмен Иван Галкин из Калуги стал триумфатором. К сожалению, в категории до 85 килограммов среди женщин нет у нас медали. Представляла нашу команду Кристина Кочесокова из города Нальчик. В первом круге она проиграла Яне Васковой, которая в итоге и стала обладательницей золотой медали в этой весовой категории. Но уже во втором круге проиграла Назай Малибашевой, участницей бронзового финала. И таким образом в призеры не попала представительница сборной России. Да, мы там, надо сказать, что 85 килограмм среди женщин был очень сильный состав. Там по анкетам даже можно было посмотреть, все мастера спорта по силовым видам спорта, да. И достижения. Да, Strong Women, участники там чемпионатов Европы, там очень сильный состав был. И, к сожалению, наша спортсменка не смогла оказать достойное сопротивление. Но верим, что Кристина соберется и в следующих стартах проявит покажет. себя. Да, мы верим. Ну, мы знаем, она очень сильный спортсмен, сильная спортсменка. И этот проигрыш будет как бы уроком и для дальнейшего, скажем так, прогресса. Но без поражений побед не бывает. Проигрываем, мы учимся побеждать. Пожелаем Кристине удачи на следующих стартах. А сейчас вторая схватка между Кушниром и Реджеповым. Да. Алексей, 2-0. Со старта мы видим, как спортсмен из Украины контролировал все. И спокойно, не спеша, так, довел дело до победы. Алексей в таком силе может далеко пойти. Да, Алексей Кушнир, чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, серебряный призер чемпионата Европы этого года, также занявший 3-е место на играх кочевников этого года. Остается в группе А и продолжает бороться за золото. Что касается Бегенча Реджепова, он опускается в группу Б.
Говоря о программе, дорогие друзья, сегодня, ровно как и вчера, мы начали в 9 утра. У нас идут предварительные схватки, финалы и схватки за бронзовые награды мирового первенства начнутся сегодня в 16:40, согласно программе. Да, ну вчера тоже мы отмечали, да, когда очень много участников весовой категории, программа очень насыщенная соревнование. Скажем, за полдня спортсмены вчера 5 кругов сделали, да, 5 Да. схваток. Это очень энергоемко, ну, скажем, энергозатратно, да. Поэтому вот те спортсмены, которые с минимальными так затратой энергии побеждают, у них, скажем, больше сил останется в следующих кругах, чтобы. Поэтому иногда опытные спортсмены экономят свои эмоции, пока в первых кругах стараются с минимальными усилиями добиться победы за счет там мастерства, за счет технических каких-то. Мы вчера очень болели за венгерского спортсмена, да, очень эмоциональный, Колоритный такой колоритный персонаж. спортсмен. С первого круга вел очень яркие схватки, но, к сожалению, самые решающие схватки вот как раз и Не хватило вот этого чуточку драйва. не хватило и не смог попасть в призы. Но Четвертый стал, во да? всяком случае украсил своим участием Ну да. состязательный вчерашний день. Ну а сейчас мы видим повтор первой схватки между Бекжаном Амуралиевым из Кыргызстана и Баткишигом Церендоржем из Монголии. И вторая схватка также остается за Амуралиевым. Вот киргизский спортсмен тоже вот выполнил прием стойка. Это очень технически сложный, скажем, прием, да? Требует согласованной такого работы всех групп мышц. Координация должна быть особая. Чувство соперника, как он защищается вовремя, какие-то контрдвижения делать. Поэтому спортсмен, который овладел вот этим приемом, вот видите, да, поднялся и перетянул. У него, скажем так, уже преимущество в техническом плане появляется. Да, дорогие друзья, я предлагаю после просмотра повторов перейти на помост Б. Там сейчас у нас идет встреча американца. И после этого выйдет на помост представитель сборной команды России Джулус Наговицын. Ну а сейчас перед вами, дорогие друзья, Пол Колби Конрад из Соединенных Штатов Америки и его соперник Арнис Рукманис из Латвии. Это у нас весовая категория до 80 килограммов. Естественно, первый круг. Вот сразу с исходного положения можно отметить, да, спортсмены в разных таких стилях сидели. Один, чтобы атаковать, один, чтобы удержать. Повел все это Арнис Рукманис. Арнис Рукманис является участником чемпионатов Латвии по пауэрлифтингу. Также он, оказывается, занимается еще и триатлоном. Да, и чисто вот такой силовой манере по прямой потянул, вытянул. Вовремя подключил, скажем, как вытянул ноги и добился победы. Ну что ж, вторая схватка. Вот, американский спортсмен уже оказал достойное сопротивление, но... И все-таки Арнис Рукманис 2-0. Не хватило, скажем, выносливости захвата. Вот. Да, пауэрлифтинг и триатлон помогли представителю Латвии одержать победу в этой схватке. Поблагодарили спортсмены друг друга. Ну и
В следующей паре выйдет Джулус Наговицын. Внимание, дорогие друзья, но сейчас мы смотрим повтор прошедшего поединка. Победителем вышел, как мы видели, Арнис Рукманис, представитель Латвии. Участник чемпионатов Латвии по пауэрлифтингу, серебряный призер чемпионата своей страны по триатлону. Действительно, если молодой человек участвует в соревнованиях по триатлону, это говорит о том, что у него очень хорошая функциональная подготовка. Как мы знаем, там на очень длительные, большие дистанции идет заплыв, забег, потом велосипед. Это действительно выносливость нужна. Да, скажем так, супермены, да? Да, железные люди, есть даже соревнования, самые престижные. Ironman, так называемые. Где вот буквально на 40 и так далее. Вот, просто сумасшедшие дистанции. Пробегают, проплывают спортсмены. И у нас Арнис Рукманис празднует победу и продвигается дальше по группе А. Его соперник спускается в группу Б. И, дорогие друзья, Джулус Наговицын, Республика Саха-Якутия, Россия. Его соперник Диего да Сильва Полита из Бразилии. Ну, я думаю, Джулус должен сейчас подтвердить то, что он является лидером нашей страны, сборной страны. Джулус очень сильный, атлетичный спортсмен. Он и у нас в республике выступал и по национальным многоборьям. Тренируется сейчас под руководством Ивана Белолюбского. Ну и очень спокойно Джулус берет первую палку. Да. Отметим, что действующий чемпион республики и России перед вами, дорогие друзья, на ваших телеэкранах. Думаю, сейчас в горном лосе очень активно болеет. Да, у Джулуса отец, его родной отец Петр Наговицын, тоже является мастером спорта по масс-рестлингу. В свое время становился чемпионом республики среди ветеранов. Поэтому, несомненно, сейчас, наверное, смотрит по телевизору, болеет. Ну и за Джулуса, конечно, болеет вся республика, Да. вся Россия. Ну и судя по достижениям Джулуса, он с достоинством успешно продолжает дело отца. Итак, вторая схватка. Видим, как спокойно Джулус сидит, да? Да. Собран, член сборной команды сборной России. И вот, такое чувство, что поиграл со своим соперником 2-0. Ну, конечно, надо отметить, что вот наши спортсмены, вот тот же Джулус, они со школьных лет занимаются масс-рестлингом. Получается, уже не ошибусь, если я скажу, что у них 10 лет есть вот такого спортивного стажа, занятий масс-рестлингом, да. Это, как сказать, это объем, да, который неоценимый такой объем, багаж, за счет этого и побеждает. Может некоторым показаться, что так легко побеждает, да? Но наши-то друзья вот из других стран знакомы там с рестлингом относительно недавно, да? Некоторые вот год занимаются, некоторые может 2-3 года, ну максимум если даже 4-5 лет, да, это, скажем, не идет в сравнении с нашими спортсменами, у которых опыт выступлений, занятий уже десятками лет уже отличается. Но также стоит отметить то, что вот, пусть и недавно начинают, да, вот спортсмены из других стран заниматься, знакомиться с нашим масс-рестлингом, но идет работа. Вот если с первого чемпионата мира с 2014 года вот времени прошло, сейчас вот порядка 40-50 федераций по всему миру, федерации масс-рестлинга вот работают и развивают, пропагандируют наш национальный вид спорта в других странах. Масс-рестлинг продолжает покорять арену мирового спорта. Чему мы, конечно, очень рады, и это доказывает еще раз вот проведение третьего чемпионата мира. И очень отрадно, что у нас в Якутске. И отрадно тоже то, что появляются спортсмены, которые чисто рестлеры, маджины, скажем, да, в странах, которые своей специализацией выбирают масс-рестлинг, а не другие какие-то силовые виды спорта. Это, можно сказать, один из таких
вывод этого чемпионата, да, который для себя я сделал, что у нас уже появились чисто маджины в других странах. Это отрадно. Да, действительно, это очень радует, и я уверен, что число таких будет расти изо дня в день. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы видим повтор первой схватки встречи между Оганесом Давтяном из Армении и Эззат Ганим Абделазиз Ганимом из Египта. Ну, очень широкая география участников представлена. Вполне логично, так как у нас чемпионат мира. Вчера мы насчитали 39 стран, дорогие друзья. 154 спортсмена. И тем временем Оганес Давтян одерживает уверенную победу. 2-0. Оганес продолжает состязаться в группе А. Вот в первом чемпионате мира тоже очень сильный спортсмен был из Армении, да, который заводил наш тут зал, если не ошибаюсь, фамилия, ну я точно не помню, или Мартиросян был, или кто. Вот этот спортсмен потом впоследствии очень достойно сопротивление оказывал нашим спортсменам на этапах Кубка мира. К сожалению, на этом чемпионате нету его. Но я уверен, что мы увидим, наверное, этого спортсмена и на других международных стартах. Да, международных стартах. Ну а пока мы видим повтор, как Оганес Давтян. Да, очень технично, правильно. Шаг сделал в сторону и вытянул. Итак, сейчас на помост выйдет следующая пара. Уже 9-я пара в весовой категории до 80 килограммов. Первый круг. На ваших телеэкранах Хусейн Имад Карим, представляющий Ирак. И его соперник в красных шортах Джон Бенджамин Юди из Штатов. В этой весовой категории самое большое количество участников чемпионата, да, получается 26 атлетов. Да, самый многочисленный состав в этом весе. Бенджамин Джон Юди из Штатов. У нас очень интересная вот запись на его анкете. Является участником телешоу «Американский ниндзя». Там, где вот проходят вот эти очень сложные трассы, где надо карабкаться, плавать. Все на свете надо делать, лишь бы пройти дистанцию. Ну, посмотрим, насколько ловок, да? Ну да, ну я не смотрел американский, но если по русскому ниндзя смотреть, там очень вот такие этапы, да, которые нужно, да, сложно, которых нужна вот обязательно сила вот захвата. Да, очень вот большой играет роль, да? Там висеть надо. Вот висячие вот эти штанги, вот карабкаться по ним. Прыгать, если так, то думаю, американского атлета очень сильные такие. Захват пальца, наверное. Ну и видим, что американский ниндзя, назовем его так, ведет в счете 1-0. И в русском ниндзя на каком-то этапе выступал тоже масс-рестлер Евгений Пиконин. Он участник многих российских, всероссийских соревнований. Ну, интересная такая взаимосвязь получается, да, масс-рестлинга. Да, поэтому масс-рестлеры, наверное, могут принять участие там в этих состязаниях. И поздравляем мы Джона Бенджамина Юди из Соединенных Штатов. Да, американский ниндзя одержал первую победу. И думаю, наверное, и не последняя, наверное, сегодня. Ну, судя по старту, очень, да? Очень атлетично хорошо сложен, взрывной. Мы поздравляем представителя Соединенных Штатов. Уверенная, красивая победа. Ну а Имад Карим Хусейн спускается в группу Б. А мост Б приглашается Бохан Чачич, Сербия, Янти Юхавеса, Финляндия. Итак, следующая пара на ваших телеэкранах. Боян
Качич. Извините, если я неправильно назвал фамилию, может, найдутся знатоки сербского языка, но мне кажется, что читается это как Качич. Боян и его соперник Юхавеса Янти, представитель Финляндии. По итогам вчерашнего дня в активе Финляндии 1 медаль. В активе сербов пока нет наград. Вот обратите внимание на татуировку финского спортсмена. Только она татуировка на спине. У этого спортсмена там на татуировке палка нарисована, да? Палка масс-рестлинга. Вот настоящий фанат, скажем, масс-рестлинга. И написано на якутском языке «Ханда Берниме». Да, та самая знаменитая татуировка. Что на якутском означает «никогда не сдавайся». Ну и видим снизу тоже, на всякий случай, перевод на английском «Never give up». Ну что ж, посмотрим, сдается ли Юхавеса Янти. Очень колоритный тоже участник нашего чемпионата. Ну все готово для начала этой схватки. Итак, так. И побеждает. И финский атлет Юхавеса повел в этой схватке 1-0. Да, очень интересно, конечно, да? Вот, история с татуировкой. В одно время фотографии очень активно распространялись в социальных сетях и посредством массовой информации, да, вот крутили эту фотографию. Ну, проявил дань уважения своему любимому виду спорта представитель Финляндии. И у себя на родине активно тоже начал развивать масс-рестлинг. Что, конечно, нас радует. Сейчас второй период. И вторая схватка сейчас начнется. Дается команда Че. И также финский атлет атакует. Зрители болеют. Равная такая схватка. Упорная борьба. Да. И вовремя, вот, скажем, финский атлет сделал закрутку палки. И за счет этого победил. Да, Юхавеса Янти, который никогда не сдается, побеждает в этой схватке со счетом 2-0. Ну, видимо, узнали, да? Да, зрители. Зрители очень тепло приветствуют представителя команды Финляндии. Ну, благодарят друг друга спортсмены. И Юхавеса Янти идет дальше, записывая в свой актив первую победу на старте состязаний весовой категории до 80 килограммов. Ну, во втором периоде уже такая равная была борьба. Ну, очень приятно все-таки видеть изображение палки, надпись на якутском языке, на атлетах из других стран, которые с большим удовольствием
Вот, сделал закрутку соревнуются в палки нашем и виде спорта. победил. Так, это у нас, дорогие друзья, уже помост А. На помосте Б готовятся Так, Дмитрий Попов, Дмитрий я Попов вижу. и Сергей Трофименко из Узбекистана. Это уже 105 килограмм. Да, и ох, О, и мы стали свидетелем, как на этом чемпионате, впервые на этом чемпионате, да? да, Сломалась палка. сломалась палка. Вот, Не выдержала но, к мощи сожалению, атлетов. Дима, кажется, немножко что-то с рукой. на помосте Б со счетом 1-0. Как мы знаем, эта палка диаметром 34. А тут сломалась как, вообще не знаю. Как зубочистка, наверное, да? Да. Ну что ж, сейчас сначала начнут спортсмены. И во второй раз уже Дима не дал шанса своему сопернику и со счетом 2-0 победил. Поздравляем Дмитрия. Представители сборной команды России продолжает бороться за золото. И очень надеемся, что с рукой все в порядке. И это никак не помешает дальнейшему выступлению нашего Маджингы. Да, Дима очень сильный спортсмен. Уже тоже на протяжении последних лет является безусловным лидером нашей сборной. Да, чемпион России последних 2 лет. Помост А приглашается. Победитель первого чемпионата мира штурмует в очередной раз пьедестал мирового первенства и вновь на домашней арене. Чаба Джуха. Ну, в этой категории очень, надо сказать, очень сильная конкуренция у нас в России. Есть несколько очень сильных спортсменов. Помост Б приглашается. Следующая пара на ваших телеэкранах. Саба Юхас из Венгрии. Еще один представитель команды Венгрии. На протяжении первого соревновательного дня они нас очень радовали. И вот его соперник Рольф Якоб Вайсброд из Германии. Спортсмен одел капу. Да, кстати, вчера тоже заметил, как вот честно не вспомню, кто именно, из какой команды, тоже капу надевает. Очень интересно, да? Я тоже впервые заметил, что спортсмены по масс-рестлингу одевают капу. Хотя вот я представить не могу, вот, в чем же Но надобность капы в этом виде спорта. из личного опыта у меня там 1-2 раза было, наверное, когда соперник перелетает через тебя, да? Ну или локтем, там Да, колено упадет. локтем, коленем, ногой может там ударить, но это редко очень, скажем. Но, как видим, Рольфу Якобу не получилось вот настолько вот сильно перетянуть соперника к себе, чтобы вот могли пострадать зубы, пока что он проигрывает со счетом 1-0. Но это, скорее всего, не из-за того, что во время такого напряжения сжимает зубы, наверное. Кстати, да. Да, из-за этого могут одеть. Но тут, на мой взгляд, лучше не сжимать зубы, а наоборот открыть выдох, кричать надо во время усилия. Тогда у тебя и усилие будет намного мощнее. Помост Б готовится. Итак, 1-0. Саба Юхас из Венгрии ведет в этой встрече. Ну, видно, очень мощный, сильный атлет. Да, даже визуально, если судить. Да, вот. И Ну да, без проблем. Саба Юхас побеждает. Приветствует собравшихся зрителей. Ну а Рольф Якоб Вайсброд спускается в группу Б. Джухаш, Венгрия. Чаба Юхаш, Hungary. Тепло приветствуют болельщики представители команды Венгрии. На помост А приглашаются Кришна Рейни
ничем не помогла Капа. И сейчас, дорогие друзья, следующая пара. Напомним на всякий случай, то, что это весовая категория до 105 килограммов. И у нас выходит Хавсеп Мурадян из Армении. Его соперник в красных шортах Вамзи Кришна Редди Падала из Индии. Победу одержал Русланбек Дженебекулов, Кыргызстан. Вот всю географию участников чемпионата мира можно во всей красе воочию увидеть вчера на церемонии открытия нашего чемпионата. Парад участников получился очень зрелищным. И действительно, смотря на такое, создавалось вот, ну, лишний раз убеждаешься, что спорт объединяет разные народы, нации. Что все эти люди, несмотря на то, что они совсем разные, их объединяет одно. И в сегодняшнем, в данном случае, это масс-рестлинг. Остается команда Че и Ягубов. Да, спортсмен из Армении. Вырывает. Вырывает просто палку, но в Индии, как нам говорили, да, очень сильно развивает масс-рестлинг. Ввели в школьную программу. И думаем, через пару лет они будут очень достойно представлять свою страну на мировых соревнованиях. Ну и вторая схватка тоже без проблем проходит для представителя Армении. 2-0. Поздравления принимает Хавсеп Мурадян. Ну а представитель Индии продолжит состязаться в группе Б. И таким образом он может рассчитывать максимум на бронзовую медаль мирового первенства. Ну, видим, да, все-таки какова же разница в силе тяги между этими спортсменами. Ну, да. Без каких-либо ощутимых проблем Мурадян 2 раза вырвал палку и уверенно победил в этой схватке. И у нас сейчас на помост А выйдет уже 4-я по счету пара первого круга весовой категории до 105 килограммов. Яхангир Ягубов, представитель Азербайджана. И его соперником будет Тамас Дели из Венгрии, еще один представитель Венгрии. Джангир Ягубов, Азербайджан. Дели Тамаш, Венгрия, помост А. Да, вот представитель Азербайджана на ваших телеэкранах, ну а следом выходит Тамас Дели из Венгрии. Ну, сейчас уже, думаю, будет, наверное, более такая равная схватка. Помост Б счет сравнивается 1-1. Янгир Ягубов на ваших телеэкранах. Помост А готовятся. Виталий Дубов. Оба спортсмена очень мощные, да, видим. Да. Сразу это заметно даже по телевизионной картинке. Хочу напомнить, что в первом периоде выбирает положение захвата вот спортсмен из красного угла. Вот. Спортсмен из Азербайджана выбрал широкий захват, наружный. А во втором периоде уже положение захвата уже выбирает спортсмен из синего угла. Вот равная схватка. Упорнейшая борьба. Вот уже несколько раз уже азербайджанский спортсмен пытался вот 2-3 раза, да,
О, венгерский спортсмен удержал. Да, Дели Томас. Подождал, пока атлет из Азербайджана, скажем, свои первые такие мощные рывки сделает и немножко расслабится. После этого уже сам включился и вырвал. Очень такая зрелищная такая схватка у нас получилась, равная, скажем. Вот тут уже ноги, скажем, ноги не так поставил. Ну, Дели Томас, Да, очень мощно так работает со старта. представитель Венгрии, имеет опыт выступлений на международных турнирах. Занимал первое место на Кубке Европы, второе место на чемпионате Старого Света и третье место также на Кубке мира. И в Арнольд Классик тоже входил в число призеров. Да, вот это ему и помогло. Вот уже имеющийся опыт, правильно защитился. Помост Б готовятся. Сергей Фролкин, Сейчас посмотрим. Золтан Чибрак, Венгрия. On stage B, be ready. Sergey Frolkin, Russia, and Zoltan Chibrak, Hungary. Дается команда Че и Вот уже значительно взял азербайджанский спортсмен на свою сторону. О! И сейчас уже венгерский. И как атлет. здорово Да. все-таки, да, вот работает представитель Венгрии. Да, спортсмены вот показали, да, что можно не только просто атаковать, а отдать сперва атлет сопернику поработать, а потом уже самому включиться и грамотно вот так. Очень поработал венгерский атлет и одержал заслуженную, скажем, победу. Ну, тактически очень грамотно Да. поработал венгр. Дели Томас, дорогие друзья, победитель и призер различных международных соревнований, в том числе чемпионата Европы и Кубков мира. Спортсмен, мне кажется, очень уверенный захват у него. Поэтому Виталий Дубовс, Латвия. Давид Зумадзе, Грузия. вот, если бы у азербайджанского спортсмена в арсенале был бы прием стойка, он бы, наверное, вытянул бы. Как вчера мы смотрели, вот Иван Галкин, да, выполнял. Он подтяги-то вот берет. Дальше что делать? Вот дальше надо или вот стойку делать, или против захвата прием работать. Ну, думаю, он еще вот обогатит свой технический арсенал, тогда уже Это заметно улучшит, да, его. да, варианты у него уже появятся дальше, что делать. Преимущество вот берет очень хорошо тягу. Но что дальше делать с этим преимуществом? On stage B, Ну и венгр, Sergey Frolkin, Russia, and Zoltan Chibrak. дав поработать первым номером своему сопернику, здорово включился и одержал победу. Помост Б со счетом. Итак, дорогие друзья, мы сейчас увидим следующую пару. Виталий Дубовс из Латвии. И его соперником будет Давид Зумадзе, представитель Грузии. Сейчас по мосте Б должен выйти Сергей Фролкин, представитель нашей команды, член сборной команды России, весовой категории свыше 125. Да, перейдем на помост Б. Сергей Фролкин, Да, так и есть. Россия. Приглашается Сергей Фролкин. И его соперник Золтан Чибрак из Венгрии. Zoltan Chibrak, Hungary. Самая, скажем, такая почетная весовая категория. Богатыри. Да, самые тяжелые атлеты мирового первенства на ваших телеэкранах
Сергей Фролкин, чемпион России, обладатель Кубка мира, призер абсолютного чемпионата мира. Настоящий богатырь из Томпонского улуса. Ну, видим, тоже мощный, да, тоже богатырь, его соперник из Венгрии. Ну, я верю, что Сергей должен победить. У его соперника Салтана Кшибзага из Венгрии в активе имеется 4-е место открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки и 5-е место на чемпионате Европы. Сергей тоже по своим таким антропометрическим, по всем данным, скажем, рожден для масс-рестлинга. Первую схватку более чем уверенно выиграл Сергей. Да. Вот. Сборная России очень большая конкуренция в этой весовой категории. Вот тот же Виктор Калибарчук, да. Вот. И Сергей в такой конкуренции заслужил право представлять команду России на этом чемпионате. И в его весе всего 12 Да, участников. 12 спортсменов представлено на состязаниях в этой весовой категории. Сергей Фролкин уверенно побеждает в первой схватке на старте этого чемпионата 2-0. И пожелаю успеха Сергею на этом чемпионате. Верю, что он должен победить на этом чемпионате, на домашнем. И мы будем все болеть за это. Да, желаем удачи Сергею. И мы, конечно, с большим удовольствием будем наблюдать за его выступлениями. Сейчас, дорогие друзья, выйдет следующая пара в этой весовой категории. Ямал Фейзиев из Азербайджана и Давранбек Иримбетов из Туркменистана. Это у нас самая тяжелая весовая категория. Напомню, дорогие друзья, всего 12 спортсменов. И напомню еще раз, что у нас соревнования проходят в группе А и группе Б. Победители продолжают бороться за золото в высшем дивизионе. Проигравшие будут претендовать на бронзу. В случае 2 поражений спортсмены завершают выступление. Итак, Давранбек Иримбетов в синих шортах, его соперник. А нет, конечно же, Ямалов Фейзиев и, да, Давранбек Иримбетов. Итак, первая схватка. Фейзиев побеждает. Представитель Азербайджана Джамал Фейзиев является серебряным призером чемпионата Европы текущего года. И также у себя в стране он завоевал кубок Азербайджана тоже в этом году. Спортсмен молодой, 2000 года рождения. Ну, в схватках тяжеловесов тоже свои особенности, да, можно сказать. Обычно вот, в этих весовых категориях мы редко видим, когда схватки очень продолжительное время продолжаются, так как атлеты очень мощные, очень такие значительные, такие силовые усилия проявляют. Когда как вот среди женщин, среди малых весовых категорий, когда равные спортсмены встречаются, у них, скажем, схватки намного продолжительнее бывают. Вот эта особенность тяжеловесов должна всегда тоже учитываться при подготовке атлетов, наверное. Более тренировки должны быть более такие силовые. Ну и приветствуем победителя этой схватки Джамал Фейзиев.
серебряный призер чемпионата Европы и обладатель Кубка Азербайджана 2018 года, побеждает, ну, более чем уверенно. Да. Вчера лично мне очень вот Иван Галкин понравился. Тоже атлет, скажем, 125 килограмм. Это тоже очень мощные, сильные атлеты, да. И как он легко поднимался в стойку. Если не ошибаюсь, все встречи со счетом 2-0 вчера Да. Иван выиграл. Думаю, наверное, Иван может в скором времени перейти в более тяжелую весовую категорию и оказать вот достойную конкуренцию среди спортсменов в данной уже более тяжелой весовой категории. Ну да, обладает просто сумасшедшей физической силой Иван Галкин, представитель сборной России из Калуги. Вчера очень уверенную победу одержал. Но я думаю, мы продолжим смотреть весовую категорию до свыше 125. Выходят участники следующей пары. Антонас Абрутис на ваших телеэкранах из Литвы. Его соперником будет представитель команды Соединенных Штатов Америки Денвонта Камал Монтгомери. Ну, видно, что Абрутис очень атлетичный спортсмен. Американский атлет очень здорово настраивается. Ну, посмотрим сейчас, помост покажет. Денвонта Монтгомери, вот, представитель Соединенных Штатов Америки, в активе, ну, имеет, ну, входил он в число призеров чемпионата Северной Америки по масс-рестлингу. Ну, видим то, что преимущество в росте есть, да, у представителя Литвы. Да, мы Антонаса уже видели. Вот, как вот перетянул мощно. Да, тут Капа помогла бы, наверное. Нужна была. Вспоминаем, да, ту историю с Капой. Как раз удар получился по голове. Вот, держится за голову Абрутис. Да, и Антонас Абрутис, представитель Литвы, вот, получается, у него первое место в соревнованиях Арнольд Классик 2014 года. И в прошлом году входил в число призеров Кубка мира. Ну, смотрим, как он вот на себя. Абрутис, думаю, может составить конкуренцию нашему спортсмену. Очень атлетичный, такой сильный спортсмен. Ну, да, видимо, нелегкий такой удар получился, да, по голове. Ну да, если на тебя масса-то больше 125 килограмм. Да, напоминаем, что это категория свыше 125. С таким еще ускорением идет, да? А как мы знаем, сила — это масса умноженная на ускорение. Это... Да. И Абрутис на этот раз поаккуратнее. Да. Поаккуратнее победил своего соперника. Да, интересно будет понаблюдать за следующей схваткой Абрутиса. Да, итак, Антонас Абрутис принимает поздравления. Ну, не оставил шансов своему сопернику из США. Говоря о США, да, по итогам вчерашнего дня у них в активе 1 медаль. Ну, можно огласить весь список, у кого в активе по итогам вчерашнего дня, да, по 1 медали. Это Финляндия, это Чехия, это Азербайджан, это Словакия, это Соединенные Штаты и Венгрия. У всех этих стран по итогам вчерашнего дня по 1 медали различного достоинства. Ну, а сборная России вчера на радость всех любителей спорта нашей страны завоевала 5 из 6 возможных золотых медалей. Кыргызстан тоже прилично обогатил свою копилку. В активе кыргызских спортсменов 2 серебра и 2 бронзы. У Узбекистана очень интересный результат, как мы уже отмечали в начале нашей трансляции. 5 медалей, все бронзового отлива. Украинцы завоевали 1 серебряную и 1 бронзовую награды. И Казахстан. 2 бронзы. 11 стран стали хозяевами медали по итогам вчерашнего дня. Так, сейчас выходят у нас Австралия и Сербия.
Да, на Наверное, самые тяжеловесы, наверное, да? Интересно, сколько Да, вот килограмм весит спортсмен из Сербии? в красных шортах Тимоши Джеймс, представитель Австралии, и Далибор Зелен из Сербии. Вчера вот на церемонии открытия я обратил внимание на вот, господина Далибора Зелена. Последним он выходил в составе своей команды, очень активно махал флагом и настраивал своих, поднимал все время настроение вот, своих парней. Видимо, он является таким вот лидером в раздевалке, как говорится. Да, и Зелен, Далибор 1-0. Молодец. Сейчас я вот, видя на спортсмена из Сербии, вспомнил вот Окко, да, наш богатырь был, Окко богатырь, Платон Прокопьев. Вот когда он первый раз появился у нас на республиканских соревнованиях, все зрители, скажем, приходили смотреть на Окко. И очень сильный, быстрый спортсмен был. Побеждал на чемпионатах у нас. Ну, наверное, в Сербии тоже также собираются смотреть на Зелена. Вот мы видим на повторе, как он вырывает свою первую палку. Да, Ну, сейчас очень серьезен, молодец. да, вчера на открытии вот он самым веселым был в составе своей команды. Активно приветствовал болельщиков, И махал флагом. секундировал своим Да, спортсменам, настраивал. сегодня, кстати, его секундируют те же спортсмены, которые, ну, вчера им секундировал, да. Вот, что-то на этот раз затянулось. Нет, но все равно спортсмен из Сербии одержал победу в этой схватке. Да, Далибор Зелен, представитель Сербии, победил со счетом 2-0. Ну и даже после победы вот не улыбается. Вот, совсем не узнать, что вчера был весельчак, что сейчас. Но, видимо, вне соревнований, да, можно себе Уже позволить так пошутить. настраивается. А на соревнованиях уже вот полностью сконцентрированный, серьезный. Далибор Зелен, дорогие друзья. В активе вот, его вот, достижений числится Кубок Хорватии. Интересно. Очень рослый спортсмен. 202 сантиметра, как записано в анкете. Но несмотря на то, что схватка, скажем так, для тяжеловеса очень долго шла, да, но спортсмен из Сербии показал, что он и выносливый, и может и более продолжительное время вот так сидеть и тянуть палку. Что, скажу, не характерно для тяжеловеса. Молодец. Да, ну что ж, сейчас мы можем перейти на помост А. Там у нас стартовали соревнования среди женщин в весовой категории до 65 килограммов. Сейчас на помосте Юлия Лебеденко, представительница Украины, и Алтын Акилбек из Казахстана. В этой весовой категории... Это уже второй период, да? Счет пока 1-0 в пользу спортсмена из Казахстана. Но очень долго вот уже вот говорили, да, среди женщин схватки уже более продолжительные. И вот девушки доказывают, и за счет морально-волевых таких качеств счет сравнивает спортсменка из Украины. Да, счет становится 1-1. Видно, что девушки выложились полностью. Но сейчас им время дается, чтобы восстановить силы, подготовиться к третьему решающему периоду. Ну и как мы знаем, дорогие друзья, в случае ничейного счета бросается жребий. И как выпал кубик, право выбора захвата будет за Алтын Акилбек из Казахстана. Да, вот видим, вот спортсменка из Казахстана сразу начала атаковать. Представительница Казахстана является чемпионкой своей страны. Да.
Также в ее активе бронза на третьем этапе Кубка мира 2018 года. В этой весовой категории мы, конечно же, ждем выхода нашей спортсменки Ирины Севрюк. Она выйдет в составе третьей пары. Ну, видно, спортсменка из Казахстана вот, взяла изнутри более таком невыигрышном положении, да, и попала на ключ, вот, на прием ключ. И этим вот грамотно воспользовалась спортсменка из Украины и в нужный момент применила этот прием. Так, счет 1-1. Дорогие друзья, сейчас будет решающая схватка. И Алтын Акылбек. Посмотрим, какой захват она выберет. Вот. Секунданты все активно советуют своих спортсменок. И сейчас мы увидим третий решающий период. Юлия Лебеденко является чемпионкой Украины, обладательница Кубка своей страны. В прошлом году она занимала третье место на втором этапе Кубка мира. Также в ее активе, опять-таки, третье место на третьем этапе Кубка мира. Ну, опыт выступления на международных турнирах, безусловно, есть. И сейчас посмотрим, какой захват выберет Алтын. Ну, спортсменка из Казахстана, она, на мой взгляд, имеет преимущество вот тяги, да? Вытягивает палку, но дальше вот развить успех не смогла. Сейчас посмотрим, как это. Итак, помост Б. Первый круг. Женщины, весовая категория свыше 80 Так, в решающем периоде уже мы видим, какой захват выбрали спортсменки. Ну, у кого больше сил осталось? Да, сейчас уже кто выносливые будет решать, наверное. И также активно начала, но судья остановил, предупреждение дал за то, что спортсменка из Казахстана перекрутила, ну, наклон более 90 градусов сделала. Я думаю, после этой встречи мы вернемся, да, на помост Б. У нас прямо сейчас там выходит Татьяна Григорь. Да. Правильно взяли девушки, потому что после того, как остановка была, захват уже менять не надо. Нарастает напряжение, да? Да. Никак стартовать не можем в этой схватке, решающей схватке, между прочим. Ну, здесь и решается половина успеха. Дается команда Ч, и Сейчас внимательно надо быть спортсменом из Казахстана, потому что у нее уже есть предупреждение. Если она второй раз получит предупреждение, то судья остановит и победу даст украинке. Поэтому, ну, очень внимательно сидит спортсменка из Казахстана, но, видимо, уже пальцы устают. Попыталась в другую сторону. Очень грамотно защищается спортсменка из Украины. перетянула на свою сторону палку представительница Казахстана, но Лебеденко держится. Параллельно у нас на помосте Б пока что Григорий проигрывает 1-0. Уже украинка. И вот как, да? Победу одержала спортсменка из Украины. Да, Юлия Лебеденко, ну, по-настоящему Показала, волевая победа. Да, показала, как надо грамотно защищаться и использовать свои сильные стороны, да, против тех спортсменов, которые у которых преимущество по силе. Как против них надо работать. Ну и прекрасно Молодец. слышим, как трибуны высоко оценили выступление представительницы команды Украины Юлия Лебеденко. Вторым номером выступала в этой схватке и проявила действительно волю к победе, свой характер.
А параллельно, дорогие друзья, у нас на помосте Б пока что Татьяна Григорь уступает своей сопернице. Счет 1-0. Да, там параллельно очень интересная схватка происходит. Мы не заметили, но Татьяна Григорь проигрывает. Да, соперница из Финляндии Анине Варманма. Ну а пока мы видим повтору, как же здорово держалась, да, и вот Юлия. Да. Очень красивая победа. Ну что ж, переходим на помост Да. Б. Мы слышим, как зал все скандирует Григорь. И Очень ответственный момент. итак, дается старт Че. Тоже И победа. все-таки Татьяна Григорь, к сожалению, проигрывает. Да. Вот самая главная сенсация чемпионата, наверное. И да, к сожалению, наша спортсменка проиграла. Татьяна. Это, можно сказать, да. И для меня неожиданно. Да, Ну, поздравим, конечно, финскую спортсменку. Очень мощная спортсменка. видим, как она радуется, да. Конечно, она в курсе всех достижений нашей Татьяны Григорь. А Нина Варманма делает сенсацию на старте второго соревновательного дня. Побеждает. Да, ну, на повторе сейчас мы посмотрим более детально, да. Ну, видно, спортсменка из Финляндии, она более мощнее, так, преимущество у нее в весе. Я думаю, одолеть двукратную чемпионку мира, 12-кратную чемпионку России, 5-кратную. Да. Можно перечислять без конца. Вот одолеть настолько именитую спортсменку, думаю, это придает, да, вот определенный запас сил, уверенности в себе. Посмотрим, как дальше будет выступать. Видно, что финская атлетка не просто она весом, да, больше, она и очень хорошо, активно включилась в тягу. И, скажем так, не остановилась до конца. Вот поработала и вырвала палку. Молодец. Видно, что очень подготовленная спортсменка. Будем следить за ней. Напомним, сколько их там в весовой категории? Шестеро, да? Да, 6 участниц. Ну а мы возвращаемся на помост А. У нас тут объявляется имя победительницы. Акбата Кашаган со счетом 2-0 выиграла в этой схватке. И сейчас в следующей паре, дорогие друзья, на помост выйдет представительница сборной команды России из Тампонского улуса Ирина Севрюк. Ждем с нетерпением ее выхода. Ну и видим, как представительница Казахстана в хорошем настроении идет отдыхать. Она продолжает борьбу за золото в группе А. Да, на помосте Б продолжается состязание в весе свыше 85 килограмм среди женщин. Ну и вот, дождались, да. Первая приглашается Марианна Богданова из команды Эстонии и Ирина Севрюк. Дорогие друзья, двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, которая 5 раз становилась лучшей в республике, абсолютно чемпионка Азии. Ирина Севрюк еще и, мы знаем, занимается и армлифтингом, и всегда не пропускает соревнований и по силовому экстриму. Да, физически очень сильная спортсменка. Ира, видим, очень сосредоточена. Ире секундирует вот старший тренер нашей команды Яна Захарова и ведущая наша тоже спортсменка Марина Федоренко. Они в свое время были соперницами на помосте, а сейчас очень отрадно видеть их, как они помогают друг другу. Да, но Ира безусловно. очень сосредоточена. И я верю, что она должна победить в этой схватке. Соперница Ирины, Марианна Богданова из Эстонии, является чемпионкой своей страны по пауэрлифтингу и является
обладательницей номинации Estonia Strong Woman. Ну, визуально видим, да, как Ирина находится, впрочем, как всегда, в прекрасной физической форме. Надо на середину палку отпустить. Дается команда Чай, и Ирина уверенно первую палку берет. Ну что ж, в этой весовой категории у нас 9 участников. В этом кругу представительница Монголии свободная. Ну, Ирина, мы надеемся, что во второй схватке также здорово себя проявит и будет продвигаться дальше по группе А. Ну, главное, если Ира хорошо восстановилась после сгонки веса, я думаю, она главный претендент на золотые медали в этой весовой категории. Да, конечно, от Ирины мы ждем успеха в этой весовой категории, самых высоких результатов. Итак, вторая схватка сейчас стартует. Наша Ирина Севрюк, двукратная чемпионка Европы, против обладательницы звания Estonia Strong Woman. Ждем, пока выровняется палка. Тут арбитры очень внимательно следят за тем, чтобы палка была. Ирина здорово берет и вторую палку. 2-0. Ирина Севрюк побеждает и остается в группе А. Напомним, что у нас соревнования проходят в двух группах. Ирина Севрюк 2-0 побеждает Марьяну Богданову из Эстонии. Первый круг очень такой ответственный, да, когда первый раз выходишь, ну, на первом кругу выходишь, надо как бы вработаться, да, потом уже второй, третий круг уже намного легче обычно идет. Войти в рельсы, да, так сказать, поэтому спортсмены очень настраиваются на первый круг. Может быть, Татьяне вот Григорий, может, в этом плане что-то не хватило в первом круге настроя или наоборот, может быть, слишком переволновалась. Если бы встретились уже во втором круге с этой спортсменкой, может быть, уже иначе сложилось бы, да? Да. Ну, если бы не считается все-таки соревнования, и Татьяна Григорий, по крайней мере, претендует на бронзовую медаль. Да. Пожелаем ей удачи в дальнейших выступлениях. Ну а сейчас мы видим, как Ирина Севрюк выхватывала свою вторую палку в противостоянии с Марьяной Богдановой из Эстонии. Дорогие друзья, это у нас весовая категория до 65 килограммов. У нас остается последняя пара в этом весе. Ну а мы перешли на помост Б, где у нас продолжается состязание среди женщин весовой категории свыше 85 килограммов. Это у нас, да, Дилдора Рахманова из Кыргызстана и Джоа Холл из Соединенных Штатов Америки. Ведет Дилдора со счетом 1-0. И у нас, как мы уже говорили, да, в этой весовой категории 6 участниц. Во второй паре тоже победа одержала и спортсменка из Финляндии в этой весовой категории, поэтому финские атлеты очень сильно привезли тяжелую весовую категорию среди женщин. А это у нас уже пара в составе Кымбата Нарджанова из Кыргызстана и Ребекка Фани Варги из Венгрии. Весовая категория до 65 килограммов. Ведет представительница Венгрии. Здорово у нас все-таки Кыргызстан выступает на этом чемпионате мира. По итогам вчерашнего дня заработали 2 награды серебряного отлива и 2 бронзовые медали. Посмотрим, сколько медалей будет по итогам второго дня. И постараемся делать, конечно, какой-то подсчет, да? Неофициальный, да. командный подсчет по медалям, да? Ну, радостно, что мы лидируем, как и ожидалось.
Напомню, 5 золотых медалей вчера российские спортсмены завоевали из 6 возможных. Сегодня ждем продолжения этой медальной активности. И 2-0 побеждает Ребекка Фанни Варга. Да. Поздравим спортсменку. Принимает поздравления представительница Венгрии. Она продолжит борьбу в группе А. И посмотрим на повторе. На помоста Вот говорили мы о медалях, да? Золотых медалях продолжаем говорить, потому что говорить об этом приятно, безусловно. Вчера Наталья Черноградская в весе до 55 завоевала золото. Также из россиянок Саина Седалищева в весе до 75 стала лучшей. В весе до 60 килограмм среди мужчин Евгений Удин зашел на первую ступень пьедестала. До 90 килограмм Павел Черноградский в третий раз в своей спортивной карьере выиграл чемпионат мира. И Иван Галкин из России в весе до 125 килограммов стал лучшим. Вчера, кстати, в интервью, да, в прямом эфире Павел Черноградский сказал, что возможно это был последний чемпионат, возможно, продолжу. Ну, то, что столько наград, столько выступлений дает о себе знать. И мы надеемся, что Павел еще будет нас радовать своими победами и в дальнейшем. Весовая категория до 70 килограммов. Андрей Рачков. Медицинская пауза на помосте Б. Это у нас уже второй круг. Армен Туранян из Армении в первой схватке выиграл. Это группа у нас Б. Это то есть те спортсмены, которые в первом круге проиграли, да, и второй проигрыш уже улетает из соревнований. Поэтому очень ответственно для каждого, наверное. Ну да, это спортсмен, который не потерпит ни одного поражения в группе Б, соответственно, и имеет реальные шансы, да, на бронзу. Вторая схватка. Спортсмен из Армении имеет некоторое вот такое маленькое преимущество, но его отдает. Андрей Срачков всеми силами. Да, спортсмен из Латвии атакует, вытянул, да, и 1-1. сравнивает счет. Помоста счет 1-1. Ну и сейчас будет бросаться жребий. Посмотрим, в чью пользу. Итак, право выбора достается Тураняну. Спортсмен отправляется восстанавливаться. Армен Турнян, 93-го года рождения, спортсмен, относительно молодой. Сейчас посмотрим, да, вот спортсмен из Армении проиграл из внутреннего, удерживая палку внутренним хватом, да. Сейчас какой он захват выберет, интересно. Поменяет ли? Или также изнутри возьмет? Вот, в начале схватки он имел преимущество, вытянул, но не смог развить свой успех. Ну, приложил, да, много усилий, все-таки сравнял счет. У нас там уже дается команда старт, и со счетом 2-1 побеждает Армен. Да, поменял захват, кажется, да, и... нет, тоже из... Но все-таки Армен Туранян выходит победителем из этого очень упорного противостояния 2-1. И он выходит в третий круг. Армен Турнян, представитель команды Армении, идет восстанавливаться и готовится к третьему кругу. Ну а Андрей Срачков спускается в группу Б и продолжит состязаться уже во втором дивизионе, что означает, что он претендует на бронзовую награду. Выходит у нас следующая пара. Алгыс Скрябин в красных шортах, представитель Чехии, студент из Якутии.
Так уж получилось, что да, интересная ситуация. Бегинч Реджепов из Туркменистана. Ну, в первом периоде Алгыс проиграл спортсмену из Киргизии. Будем болеть сейчас за него. Смотрим. Это у нас по-прежнему группа Б. Сейчас в этой группе 9 участников. Ну, если считать то, что у нас вылетел Андрей Срачков, уже 8. Итак, оба спортсмена поднимаются на помост и готовы начать эту встречу. Видно, что соперник у Алгыса очень так тоже сложенный спортсмен, сильный в физическом плане. Готовятся спортсмены. Это весовая категория до 70 килограммов. Напомним на всякий случай. Итак, все готово для старта этого поединка. Параллельно у нас там очень шумно проходят состязания среди женщин до 80, свыше 85 килограммов. Ну а мы ждем, пока выровняется уровень опалки относительно опорной доски. Так, первое предупреждение арбитр сразу отдал. Арбитром работает Битал Губжев, арбитр из Кабардино-Балкарии. И стартовала схватка, и Реджепов, Да, Туркменистан, выходит вперед 1-0. Реджепов Ну, активно включился сразу. давайте посмотрим на Шаг в повторе. сторону и вот. С чем-то не согласен был, по всей Тут видимости. никаких таких нет спорных таких моментов. На мой взгляд, да, все в рамках правил. Ну что ж, и сейчас у нас будет вторая схватка. Айсен Скрябин, Алгыз Скрябин и Бегенч Реджепов, соперник из Туркменистана. On stage B, we invite В этом напоминаем, что это группа Б, и спортсмены, участвующие в этой группе, борются за бронзовые медали. На золото и серебро они никак не претендуют. И стартовала вторая схватка. И сейчас Спорный. можно было... Мне показалось, что Скрябин взял, но судья посчитал спорный. Ну и помним, да, что у Скрябина есть предупреждение. Итак, схватка стартовала. О, сейчас уже наоборот сам упустил. И Реджепов со счетом 2-0 все-таки Да. побеждает. Очень интересный момент. Ну, Скрябин почти в шпагат сел, да? Да. Ну, посмотрим на повторе, как же у нас развивались события во второй схватке, по итогам которой, к сожалению, Алгыз Скрябин потерпел поражение. Ну, давайте смотреть. Ну, видно, спортсмен из Туркменистана, он имеет преимущество. Вот тут был шанс у Алгыса, но сумел это из этой сложной ситуации выйти спортсмен из Туркменистана. Ну и видим, как раздосадован Вот Алгыз. тут посмотрите, вот тут надо было завалить на...
Но не получилось. Да, Алгас не успел, так как, ну, ноги свои не включил, скажем. Надо было шагом вот этот удар сделать. Итак, дорогие друзья, мы идем дальше. Продолжаются состязания в весовой категории до 70 килограммов. Это у нас группа Б, еще раз напомню. Следующими выйдут Вот, очень грамотно работает против хвата. Там, наклоняет палку в разные стороны. На помосте следующая пара, дорогие друзья. Батхишик Церендорш, представляющий сборную команду Монголии, и Юрий Сакунц из Армении. Очень интересный, кстати, момент. Оказывается, в активе спортсмен из Монголии сразу вытянул палку и в силовой манере. Если во второй схватке он вот это свое преимущество силы тоже также использует, то он сможет победить, думаю. Знаем, что монгольские спортсмены очень, в Монголии, да, вот в масс-рестлинг пропагандируют то, что они выступают, но в активе пока у них нет медалей. Ну и, дорогие друзья, проигравшие у нас вылетают. Все мы это прекрасно помним. Группа Б. Поэтому борьба идет, можно сказать, на выживание. Ну и, конечно, с целью выйти в бронзовый финал. Монгольский спортсмен лидирует 1-0. Сейчас посмотрим. Да, монгольский спортсмен тоже взял на свою сторону. Также пытается просто по прямой вытянуть. Но, к сожалению, пальцем, кажется, уже отпускают монгольского спортсмена. Да. 1-1. Ну и какие бурные эмоции, да, представители Армении. Ух. Сейчас жеребьевка. Ну давайте оставим эмоции и посмотрим, что решит жребий. Да, Церендорш будет выбирать захват. Говоря, кстати, о представителе Монголии, является он чемпионом, действующим своей страны в этой весовой категории. Интересно, что сейчас секунданты советуют, да, своим спортсменам. Ну, видно, что монгольский атлет, он имеет преимущество в тяге, да, но по выносливости вот захвата армянский спортсмен из Армении имеет в этом компоненте преимущество. Вот кто грамотно воспользуется своими вот сильными сторонами, в этом вот заключается вот сейчас тактическая, я думаю, борьба, да? Ну да, очень упорную борьбу. За очень упорной борьбой мы с вами уже наблюдаем. видим, что вот захват отходит у монгольского атлета. Да, вот с этого ракурса это отлично заметно, кстати. Да. Сейчас, получается, монгольский атлет внутренний взял, более для себя удобный, наверное. Потому что он впереди изнутри взял, победил. Посмотрим, что будет на сей раз. Сейчас армянский спортсмен пытается вот по прямой тоже по силе работать. И решающая схватка. Монгольский атлет тоже взял. Но он... 2-1. И тут мы видим, что, как сказать, может быть, и жребий помог, да, скажем, монгольскому атлету, потому что жребий в третьем периоде ему выпал. Он выбрал для себя удобный захват, положение захвата. Может, это и стало решающим фактором, скажем. Ну и видели, как мы Бегенч, то есть Юрий Сакунц,
схватясь за голову, Да, ну тут, ходил по мосту. тут челлендж армянская сторона бросила, но я не понимаю, Что именно хотят они что оспорить, они, да? да. Ну что тут может быть, по вашему мнению? Ну, может, на старте что-то там они за зону стартовую, может, упор был. Но это арбитр контролировал, я думаю. А по ходу схватки там никакого такого спорного момента не было. Наверное, спортсмены, представитель из Армении воспользовался последним таким шансом, чтобы... Авось, да, как говорится. Ну, представители судейского корпуса совместно с секундантом, спортсмены из Армении сейчас, видимо, ознакомливаются с видеоматериалом. Возвращаются обратно. Что-то армянская сторона довольная идет. Да, что-то вот быстренько так. Будто бы с хорошими новостями. На табло пока счет остается прежним. Ну, продолжится, видимо, да? Да. Непонятно, за счет чего они оспорили. Но счет, по крайней мере, стал 1-1. И еще одну схватку проведут спортсмены. Ну вот тут уже Судейская коллегия рассмотрела протест при старте. Перед стартовом моменте, наверное, у одного из спортсменов нога была выше. То есть упор был выше по правилам. Упор должен быть пятка касаться помоста. Вот на этот момент, наверное, указали. Вот после старта пошел атаковать монгольский атлет. и это четвертая уже схватка. И монгольский спортсмен. Как ни крути, да? Церендор все-таки вышел победителем. И видим, как за него рады болельщики, собравшиеся в центре спортивной подготовки «Триумф». И доказал, что он победил. Бадхишик Церендор, несмотря ни на что, все-таки доказал, что на этот день он лучше своего соперника из Армении. Ну а Юрий Сакунц таким образом завершает. Вот, заметили, да, вот перед стартом у нас еще вот стартовая зона есть, вот светлая, да, на доске посередине. На этой, внутри этой зоны должен быть упор ногами. И до старта пятка должна касаться помоста. Вот. Ну и как мы видели, именно за счет этого и добились, да, представители Армении. Да. Было бы интересно, если бы победил спортсмен из Армении, Да. они бы опротестовали. Отметили бы, указали бы на то, что были эти нарушения на старте. Этого мы уже не узнаем. Ну, во всяком случае, Церендорш выиграл, и он продолжает борьбу за бронзовые медали. Очень упорная, да, вот схватка получилась. Напряжение прям нарастало и нарастало, и в итоге представитель Монголии вышел победителем. У нас на помосте выходит последняя пара второго круга весовой категории до 70 килограммов. Дао Хунг Чонг из Вьетнама и его соперник Баха Ахмед Исмаил из Египта. Ну, спортсмены, наверное, равные по уровню подготовки. Думаю, посмотрим. Небольшая заминка перед стартом. Итак, поехали, дорогие друзья. Представитель Вьетнама 1-0. И ведет спортсмен из Вьетнама 1-0.
Постарался я найти какую-либо информацию о их достижениях в анкетах, но оба спортсмена ставили эту графу пустой. Это молодые спортсмены, только начинают заниматься масс-рестлингом. Все впереди. Да, потому что я первый раз вижу, да, спортсменов из Вьетнама на международных стартах, соревнованиях. Действительно, молодые спортсмены. Вот еще впереди много спортивных стартов разных масштабов. И послужной список будет пополняться в зависимости от их стараний. Сейчас 1-1, дорогие друзья. Спортсмен из Египта сравнял счет 1-1. И сейчас тоже очень внимательно надо посмотреть за жеребьевкой, потому что жеребьевка, как мы сейчас заметили в предыдущей схватке, да, дает какое-то преимущество, наверное. Когда, скажем так, когда уровень еще спортсменов, он, скажем, на начальном таком уровне, вот жеребьевка один из таких факторов, таких решающих получается. Но когда уже уровень повышается спортсменов, они более такие мастеровитые становятся, там внутренний или наружный захват, он сильно не имеет значения там. Но есть, конечно, любимые там, наверное, захваты у каждого спортсмена, но большой разницы нет. Опытный соперник будет готов Да. конкурировать в любом захвате. Да? Ну, сейчас мы видим выступление достаточно молодых спортсменов. Посмотрим, как сейчас эта ситуация с захватом. Сыграет ли решающую роль? О, спорный момент был. Спорный момент был. Представитель Египта по итогам жребия получил право выбора захватов, и он внутренний выбрал. Комфортнее ему работать с этим захватом. Ну, получается внутренний захват, обе руки вместе, и получается более как-то удобнее контролировать захват. О! Что решит арбитр? Да, Дао Хунг из Вьетнама становится победителем в этой... Нет. Предупреждение дал ему судья, потому что палка более 90 градусов была повернута. Тут тоже немножко опыта не хватило вьетнамскому спортсмену. Можно было контролировать этот угол, да, и довести дело до победы, потому что соперник уже лежал в таком проигрышном положении. Ну и его все-таки победу одержал. Вот, получается, отыгрался, да, по ходу встречи. Представители Египта Исмаил Ахмед Баха. Принимает он поздравления. Проявил стойкость духа. Выступает со счетом 1-0. Вышел победителем из этого противостояния со счетом 2-1. И сейчас мы смотрим повторы прошедшей встречи, после которой мы перейдем к просмотру группы А той же весовой категории. Ждем выхода лидера нашей сборной команды в этой весовой категории Сергея Константинова против спортсмена из Сербии Штефан Шпрох. Итак, группа А, дорогие друзья, это у нас спортсмены весовой категории до 70 килограммов, та же категория, которые еще не идут без поражений и продолжают бороться за золото. Итак, Сергей Константинов на ваших телеэкранах, трехкратный чемпион республики, чемпион России последних 2 лет, обладатель Кубка мира прошлого года. И в соперниках у него Штефан Шпрох из Сербии. Сергей более на вид тоже мощнее своего соперника. Доказательство ваших слов. Сергей уверенно берет первую палку.
ничего не смог противопоставить серб на ваших телеэкранах. Вот, Как видим. Николай Аляевич секундирует своему сыну родному. Ну, еще раз Видно, посмотрим. да, Сергей на старте очень настроен, очень в таком состоянии сидит, потому что старт, еще раз говорю, очень многое решает, когда встречаются спортсмены высокого класса, скажем, да. Ну что ж, вторая схватка. Сергей Константинов, Россия, и спортсмен из Сербии Штефан Шпрох. Продолжается борьба в лидирующей группе, группе А. Проигравший, соответственно, спустится в группу Б. И дается команда Ча, и Сергей Константинов без проблем побеждает и во второй схватке. И вторая победа за сегодняшний день Сергея. Да, и приветствую. Многие болеют за Сергея здесь в зале. Приветствуют ее. Принимает поздравления от своего отца, главного тренера сборной страны Николая Аляевича. И приветствует, машет в сторону экрана, телекамеры нашей. Ну и Сергей идет отдыхать, восстанавливаться и готовится к следующему кругу. Штефан Шпрох тоже идет готовиться, но уже к состязаниям в группе Б. 2-0. Очень хорошая победа члена сборной команды России. И мы продолжим просмотр состязания группы А, весовой категории до 70 килограммов. И следующая пара у нас на ваших телеэкранах: Алексей Кушнир из Украины и его соперник, представитель команды Кыргызстана Кудайназар Алимов. Ну, спортсмен из Украины оставил очень хорошее впечатление в первом круге. Он одолел спортсмена из Туркменистана. Очень интересное противостояние нас с вами ждет, дорогие друзья. Вот Алексей Кушнир, чемпион Украины, обладатель кубка своей страны, бронзовый призер чемпионата мира в Кыргызстане, бронзовый призер этапов Кубка мира, серебряный призер чемпионата Европы этого года. На играх кочевников у него также 3-е место. Ну а если говорить о Кудайназаре Алимове из Кыргызстана, он также бронзовый призер чемпионата мира 2016 года. По всей видимости, стояли на одной ступени пьедестала вместе с своим соперником. На Кубке мира в 2017 году он занимал 3-е место. На играх кочевников у него серебряная медаль. Да, опытные спортсмены. Уже, скажем, масс-рестлерам знакомы давно. Сейчас очень интересно будет понаблюдать за их схваткой. Очень интересная обувь у представителя команды Украины. Да. Ну, сейчас специальной такой обуви нету для масс-рестлера, да? Вот разработанной. Работа в этом направлении ведется. И в скором времени, наверное, будут разработаны специальные обуви, учитывающие специфику вида спорта, да? Когда вот сидим, вот пятка, когда вот особенно касается пола, да, там помоста, то есть там, на мой взгляд, возникают очень такие чрезмерные нагрузки из-за этого на заднюю поверхность бедра, на мышцы. Вот надо вот эти моменты как-то изучить и разработать специальную обувь. Вот, очень интересно, схватка началась. Ровная и упорная борьба. Да, видно. Здорово передвигается Алимов. Да. 1-0. Да. Вроде бы спортсмен из Украины ожидал, что такое движение будет. И Кудайназар Алимов выходит вперед.
контрдвижение сделал, но не смог. Очень сосредоточенно сидят. И вот сейчас Вот даже в этом положении спортсмен из Кыргызстана нагружает эту захват, да, немножко движение кистями делает. Очень важное вот это, если спортсмен вот так делает, это уже говорит, что он более опытный, так постоянно работает. Вот потом движение сделал и обратно пошел. И за счет этого спортсмен из Украины не смог это переключиться, скажем, да, он думал уже в одну сторону и еще ногами до конца не оттолкнулся, упор потерял. Итак, вторая схватка. Посмотрим, сможет ли Алексей Кушнир остаться, скажем так, в игре, да, сравнять счет, перевести поединок на третью схватку. Со счетом 1-0 ведет Кудай-Назар Алимов. Ну, действительно, продолжая разговор о обуви, да, Алексея Кушнира, чем-то вот напоминает обувь скалолазов, которые вот на скалодромах именно занимаются. Но, как я подозреваю, это из тяжелой атлетики, видимо, да, обувь специальная. Нет, тяжелой атлетики у них другая обувь. У них более такая массивная, там подошва такая. Так, сейчас посмотрим. Думаю, украинский спортсмен должен немножко поменять тактику. Но нет, тоже начал атаковать. Спортсмен из Кыргызстана очень хорошо контролирует, когда спортсмен вот атакует. Да? Очень активно подсказывают секунданты Кушнира, но все бесполезно. 2-0. Тактически почти такая же схватка, как и первая получилась. Да? Вот. Украинский атлет начал работать, а киргизский выжидал, и потом уже контр такие очень хорошие движения сделал. Запутал, скажем, своего соперника. И Кудай-Назар Алимов становится победителем в этой схватке. И продолжает он бороться за золото в рамках состязаний в группе А. Да, напомним, что это группа А. И у украинского спортсмена еще остается шанс побороться за бронзовые медали. Ну и, Александр, вот вы проводили аналогию, да, с первой схваткой. Вот опять да, вот движения пошли. Ну, Алексей Кушнир таким образом терпит поражение и спускается в группу Б, где, конечно же, продолжит, постарается претендовать на третью ступень пьедестала чемпионата мира. У нас продолжится состязание в группе А этой весовой категории. И хотелось бы напомнить, что сегодня у нас мужчины ведут состязания в весовых категориях до 70, до 80, до 105, свыше 125 килограммов. Женщины ведут борьбу, оспаривают медали в категориях до 65, свыше 85 килограммов. Как и вчера, 6 весовых категорий. Ну а мы идем дальше, дорогие друзья. Следующая пара. Бекжан Амуралиев, Кыргызстан, и Канбар Зухаир из Сирии. Выравнивается палка и дается команда Че. И очень уверенно Муралиев побеждает в первой схватке. Да, отметим, что сборная Киргизии, у сборной Киргизии очень сильные спортсмены. Да, вчера 2 серебра и 2 бронзы взяли. И в техническом плане очень прибавили. Тот арсенал приемов, который они показывают, говорит о том, что они специально готовятся, специально тренируются по масс-рестлингу. И уже оказывают достойное сопротивление нашей сборной, да? Тренировки, конечно же, приносят свои результаты. И уверенное выступление кыргызских спортсменов подтверждает и статистика.
Ну и сегодня они, конечно же, постараются заявить о себе. Посмотрим, что будет во второй схватке. Предупреждение Амуралиеву. Амос Б со счетом 2-0. До команды арбитра спортсмен уже стартует. Плюс еще держит на своей стороне. Если сейчас вторую даст, нет, не дал арбитр. И с помощью вот приема стойка. Бекжан Амуралиев побеждает в этой встрече. Не смог ничего предложить, да, своему сопернику Канбар Зухаир из Сирии. Таким образом, сириец спускается в группу Б, а Бекжан Амуралиев идет дальше. Получается, следующий круг 2 спортсмена из Киргизии выходят, да, без поражений. Да. Вчера вот кыргызские спортсмены особенно хорошо выступили, да, вот в весовой категории среди мужчин до 90 килограммов с Павлом Черноградским в финале. Да. Вот Азат Таштанбеков встречался, проиграл нашему спортсмену со счетом 2-0. Ну и среди бронзовых призеров тоже Эмиль Мусаралиев, также представитель Кыргызстана. В одном весе сразу 2 спортсмена, да, на пьедестале почета. Ну и мы видим, как работает, да, как приносит успех стойка. Да. Еще раз скажу, что это очень технически сложный прием. Клейтон Антонис Ралим, Бразилия. Никола Лекович, Сербия. Итак, у нас следующая пара уже вышла. Это у нас ближе к вам по телевизионной картинке Ибрагимджон Кимсанов из Таджикистана и его соперник в красных шортах Тимирлан Шамет из Казахстана. Победители продолжают претендовать на золото, проигравшие спускаются в группу Б. Согласитесь, на кону стоит многое. Тимирлан Шамет. Спортсмен из Казахстана более рослый такой, высокий спортсмен. И резко победил. Очень быстро, да? Да, очень быстро, очень резко со старта вытянул палку и победил спортсмен из Казахстана. 1-0. Бывает очень сложно соревноваться с высокими спортсменами. У них и рычаг большой, да. И, как правило, такие спортсмены могут и долго удерживать палку. Преимущество в росте, конечно, создает, да, вот Да, определенное. некое преимущество. Итак, вторая схватка. И также уверенно, да, вот Тимирлан Шамет. Да, также сразу можно отметить, что спортсмен с рестлингом тоже специально тренируется. Тоже со старта показал, что он владеет также вот богатым техническим арсеналом приемов. И Тимирлан Шамет продолжает, да, получается вторая победа уже в активе представителя Казахстана. Ну а что касается Ибрагимджона Кимсанова из Таджикистана, потерпел он поражение и продолжит борьбу за бронзу уже. Да, очень красиво перекинул соперника. Уверенно, скажем. Итак, дорогие друзья, второй круг у нас будет завершен встречей бразильца с сербом. Клейтон Ралим Антонис встретится с Николой Лековичем. Вот, а Клейтон Антонис на переднем плане. Представитель Бразилии. Следом идет Никола Лекович из Сербии.
Оба спортсмена готовы. Спортсмены вышли. Ассистирует Никола Лековичу его родной брат Немания, который также участвует на чемпионате мира. Ассистировал бы на самом деле Зелен, да, но Ну, он участвует. да, он участвует, поэтому Настраивается, наверное, сейчас. да. Итак, Бразилия против Сербии. Такое интересное противостояние во втором круге группы А. Европа, Америка, да? Да. И судья очень внимательно следит за расположением ног и палки. Дается команда старт. И Бразильский атлет со старта взял преимущество. И на вид даже видно, что он более мощный такой. да, ну, Ралим Клейтон может похвастаться победами на национальных чемпионатах Бразилии. Становился он лучшим в своей стране в 2016 и 2017 годах. Также он является победителем чемпионата Южной Америки 2018 года и неоднократно побеждал на южноамериканской версии соревнований Арнольд Классик. Трижды. Ну, мы знаем, Бразилия уже несколько лет развивает у себя масс-рестлинг, да. Даже вот можно заметить у секунданта футболки на спине уже эмблема масс-рестлинга, да. Палка нарисована. Даже у наших спортсменов или у наших судей такие футболки не заметишь, да? Мы вроде бы давно развиваем масс-рестлинг, но почему-то не носим такие футболки с логотипом масс-рестлинг. Редко кто носит, а тут очень приятно смотреть, когда вот секундант выходит, и у него в футболке сзади написано масс-рестлинг, эмблема. Ралим Клейтон не ощутил, да, серьезного сопротивления. Да, очень сильный спортсмен, но челлендж тоже бросили. Сейчас судейская коллегия посмотрит и решит. Да. Посмотрим, что же решит, да, судейская коллегия. Камера отправилась к столу судей, и сейчас после просмотра будет объявлено решение по этому вопросу. Ну вот, продолжая, да, вот насчет экипировки. Сейчас у нас эмблемы там патентируется, производится специальная экипировка, форма, вот инвентарь тоже. И Джулус, да, Наговицын. Да, Джулус Наговицын держал победу в этой схватке, ведет со счетом 1-0. Это мы вернулись на помост Б, дорогие друзья. 80 килограмм. Да, группа А. И нашему Джулусу противостоит Аганес Давтян из Армении. Ну и Да, вот видите, Джулус работает, вот кистями работает, но он взял хват более такой неудобный, поэтому не ощущает вот эти нагрузки на пальцы армянский спортсмен. Но за счет потом стойки Джулус пока ведет своей схватки. да, бразилец объявляется победителем. Ну, видно было, что бразильский атлет, он более такой сильный, очень хорошо приветствует. Очень отрадно, что спортсмены приветствуют зрителей, друг друга, вот, секундантов. Приятно всегда смотреть на такие моменты. И как вот Влас раньше говорил, да, спорт объединяет. Вот вторая вперед схватки Джулуса и Давтяна. И все, внимание на помост, дорогие друзья.
Да, Джулус заберет вторую палку. 2-0. Ну, скажем, не так легко, да. Может быть, показаться легко, но Джулус полностью уработался. 100% достойно. Спортсмен из Армении оказал сопротивление нашему лидеру. Да, Джулус сломил сопротивление серебряного призера Кубка мира из Армении. И Да. Джулус продолжает идти без поражений. Вот, Джулус вот головой крутит, ему тяжело далась эта победа. В этом году Джулус побеждал, является победителем чемпионата республики, чемпионата России. Было бы очень здорово, да, вот записать к этому еще и победу на мировом первенстве, на домашнем мировом первенстве. И соперник Джулуса, Аганес Давтян, спускается в группу «Б». Ну, а это победа уже вторая по счету Джулуса на этом чемпионате мира. На этом чемпионате вот нашу сборную представляют самые лучшие, да, которые прошли, скажем, жесточайший отбор. Начиная с чемпионата республики, где в каждом весе по 10, скажем, очень сильных спортсменов, равных. Потом на чемпионате России, где также очень сильная конкуренция. И здесь отобрались самые лучшие. Да, конечно, на то и сборная, да, но Да, если сравнивать с другими странами, уровень конкуренции внутри команды, конечно же, да. совсем другая история. И поэтому у нас сегодня и вчера представлены самые лучшие. Но это на ваших телеэкранах Юхавес Янти. Ранее мы тоже вот говорили о его татуировке. Хаганда Беренеме, Never Give Up. В первом круге он одержал победу. Сейчас посмотрим, да? Кстати, опять-таки с американцем вроде встречался, да, вот представитель Финляндии. Джон Бенджамин Юди, на этот раз его соперник. Тут у нас спортсмен за пределы помоста вылетел. Так, идет. Итак, у нас, да, и вытягивает американец все-таки. Да. 1-0 повел в счете Финский представитель Америки. спортсмен немножко расслабился, думал удержит, а спортсмен из Америки грамотно вот немножко приподнялся. Вот посмотрим, тут на замедленном кадре очень четко это будет видно. Вроде бы спокойно удерживает, сидит. И немножко поднимется стойку. Вот, поднялся немножко, и этого оказалось достаточно, да, вот, скажем, не более 5 сантиметров, наверное. Ну и Бенджамин, представитель Штатов, да, вот в прошлой схватке тоже о себе хорошее впечатление оставил. Отмечали мы то, что вот он у нас является участником телешоу «Американский ниндзя» и, по всей видимости, обладает очень хорошей функциональной подготовкой и цепкими, сильными пальцами. Координация тоже. Все в купе ему дало вот первое очко. Ну и когда вот представители Финляндии, да, Юхавес Янти победил в первой схватке, местные болельщики очень тепло встретили Янти. И посмотрим, как бы сложится ситуация на этот раз. Видимо, Тоже американский спортсмен пытается выполнить стойку, но удержал Янти. Но тут на хват, я думаю, у американца преимущество есть, наверное. Он же ниндзя, да? Да. Отмечает диктор на арене, что сражается финн как лев. Да. Очень хорошо защищается финский. И тут уже... Вот это да! Вот это да! Очень... И как зашумели трибуны. Да. Определенно. Очень хорошая схватка получилась, да? Юхавес Янти на ваших телеэкранах. Я думаю, он уже заслужил вот приз зрительских симпатий, да, из зарубежных команд. Да. Получается, американский атлет
со старта начал первым номером работать, и может быть вот излишняя такая активность, больше сил он потратил. А финский атлет грамотно вот сидел, минимум таких усилий затратил. Вот. Еще сейчас попытается, да? Ну, несмотря на все старания Бенджамина, Джона Уди, Юха Веса ждал Да. своего момента, здорово защищался и в нужный момент, почувствовав этот момент, вышел победителем. Вот сколько секунд они, да? Где-то секунд 20-30 вот поработали, да? Представьте, вот это работать постоянно почти на максимальных усилиях в течение этого времени. Штангу уже, когда один раз поднимешь, сколько там? 2 секунды пройдет. 2 раза потянул, 3 раза, 5 секунд сделал. А тут в течение почти 20 секунд надо. При этом еще двигаться. И читать движения соперника, тоже подстраиваться под эти движения, Да, готовить поэтому свои. очень такие значительные нагрузки испытывают спортсмена. Ну что ж, Да, третий. сейчас уже хват. Третья решающая схватка. Хват Янти взял с наружной. Итак, стартовала третья. решающая схватка. Так, зал болеет. Я думаю, больше за финского, да? Я думаю, тоже да. И смотрите. Юха Веса Янти. Как зрители болеют радостные. О! Он спустился с помоста, он бежит перед трибунами. Татуировка помогает, наверное. О, молодец. Да, он заслужил вот это признание, вот эти симпатии, вот не только со своей татуировкой, да, но и Да. действительно вот своей очень яркой борьбой. Ну, посмотрите, да, физически какой это американец. Он и выше ростом, да, и такой мощнее, но это не оказалось достаточно для победы. Да, Тут характер, тут это воля к победе. Вот ну, то, о главная чем, составляющая победы, наверное, да? да, Еще раз доказывает, что никогда не надо сдаваться, да? да, мы поняли, что Юха Веса действительно не сдается. Ну, очень Да, зрелищный поединок нам подарили, да, спортсмены? И видно, в техническом плане он здорово прибавил. Мы знаем, что он приезжал специально в Якутск, там тренировался с местными ребятами в течение долгого времени. Вот это сказалось, наверное, и в этом результате у него. Да, ну, представитель Финляндии, конечно, я думаю, покорил сердца местных болельщиков. Просто молодец. Да, и одержал вторую победу. Ну и подстать, да, вот празднование. Тоже сам на эмоциях спустился к трибунам. Ну и, конечно, очень-очень тепло его встречают. Ну а мы переходим на помост А. Дмитрий Попов сейчас будет состязаться с представителем Монголии Намахае Баторжем. Это у нас группа А, уже другая весовая категория. Естественно, 105 до 105 килограммов. Итак, Дмитрий Попов берет первую палку. Это группа А. Группа. Видим, что у Димы там палец, да, забинтован. Ну да, это с первой схватки, когда Первой схватки сломалась напомним, палка. у них сломалась палка, и
какое-то повреждение получил, кажется, Дима. Но будем верить, что это ему не помешает. Дима очень такой волевой, сильный спортсмен. Не раз он доказывал это на всех соревнованиях, в которых участвовал. С соперником. Хочу отметить у Димы, что очень сильный вот тоже захват. Я никогда еще не видел, наверное, чтобы Дима кому-нибудь проигрывал на пальцах, так скажем. В этом компоненте. Да. А потом он последние годы вот здорово прибавил и в стиле, вот в тяге. Поэтому такой универсальный спортсмен, который может и тянуть, который может и удержать, если надо. Поэтому такой один из таких, на мой взгляд, самых универсальных спортсменов в масс-рестлинге. В том компоненте, что он может разные тактики. Ну и отметим, что соперником Дмитрия был чемпион Монголии. Ничего не смог противопоставить монгольский атлет против нашего Дмитрия. И Дмитрий Попов продолжает идти без поражений. В первой схватке, вот как вы заметили, как зубочистка сломалась, да, у них палка. Хотя вот палка у нас делается из березы, да, считается одна из самых таких твердых древесин, да. Да, и поэтому вот представьте, дорогие друзья, да, какой силой у нас. Да, какое усилие надо, чтобы сломать такую палку. И Дмитрий Попов, чемпион России последних 2 лет, обладатель Кубка мира, чемпион, победитель первого чемпионата мира, идет дальше без поражения. Это у нас уже следующая пара. Ксаба Юхас, Венгрия, он в красных шортах, его соперник Ховсеп Мурадян, Армения. Также спортсмены продолжают состязаться в рамках группы А. Тоже они идут без поражений. Спортсмен из Армении сразу со старта вытянул и одержал победу. Повел в счете 1-0. Повел счет. Ховсеп Мурадян, трехкратный чемпион Армении, бронзовый призер Кубка мира. Может он похвастаться такими достижениями в масс-рестлинге. Сейчас венгерскому атлету надо что-то придумать, изменить свою тактику или... Ну, посмотрим, да, что он предложит спортсмену из Армении во второй схватке. Ну и не смог. Не смог, да. В физическом плане превосходство видно армянского атлета. Объявляется победителем Ховсеп Мурадян, представитель сборной команды Армении, трехкратный чемпион в следующем своей страны. круге именно он, наверное, встретится с нашим Дмитрием. Да. Да, обратим внимание на этого спортсмена, дорогие друзья, потенциального Да, соперника. может какие-то проблемы нам устроить, да? Сильная тяга со старта, так грамотно так использовать свою тягу. Ну, я еще раз повторюсь, Дима очень у нас универсальный атлет, может и в защите очень хорошо поработать. Так что будем верить, что у Димы все сложится удачно. Мы тем временем вернулись на помост Б, где у нас продолжается состязание среди самых тяжелых участников нашего чемпионата весовой категории свыше 125 килограммов. И у нас тут ничейный счет и жребий бросают. Ну, пока мы смотрим повтор. Помост А готовился. Шимул, немец, Польша,
Самая тяжелая весовая категория, дорогие друзья, напомним, свыше 125. И у нас равный счет. Вот-то. Ну, это Венгрия и Таджикистан, кажется, да? Да, если мы не ошибаемся, Оу. именно так. И спортсмен из Венгрии одержал победу 2-1. Со счетом 2-1 на помосте Б победу Объявляется. Чебрак Золтан. Да. Золтан Чебрак и представитель команды Венгрии победил своего соперника из Таджикистана Навруза Арабова со счетом 2-1. Это у нас была группа Б. И мы возвращаемся к помосту А. Это у нас, да, Тамас Дели, Венгрия, тоже еще один представитель Венгрии. И Давид Зумадзе, Грузия. Да. — 1-0 в пользу венгра. Да, венгр в первом круге, помним, очень тоже такой яркой схватки победил. И сейчас ведет во втором периоде. Очень хорошо защищался. И сейчас... О, пальцы отпускает. Да. Помоста счет становится 1-1. Да, счет 1-1. Сейчас надо повнимательно посмотреть на жеребьевку. Итак, что решит жребий? Право выбора за грузинцем. За грузином. Итак, Давид Зумадзе сейчас получит последние наставки перед стартом решающей схватки и выберет захват. Ну, сегодня много, да, у нас схваток доходит до третьей. Много поединков доходит до третьей схватки. Это говорит о хорошей плотности, да, вот по уровню подготовки спортсменов. Да. Более равные такие схватки показывают. Для телезрителей отметим на всякий случай, это у нас весовая категория до 105 килограммов. Также группа А. Дмитрий Попов уже свой поединок в этом кругу выиграл у представителя Монголии со счетом 2-0. Ну а вот сейчас перед вами Давид Зумадзе из Грузии и Тамас Дели из Венгрии. Тоже хотят продлить серию побед. Спортсмены выбрали тот же захват, который был и во втором, где грузинский атлет вышел победителем. И сейчас мы узнаем, как же сложится все на сей раз. Перетягивает на свою сторону грузин. Сильные руки, кажется, у грузинского атлета. Прямо руки согнуты и за счет рук тянет. Упорная борьба у нас идет. И все-таки Давид Зумадзе, представитель Грузии, побеждает. Очень устал спортсмен из Венгрии. Видно. Немножко, может, функционалки вот их не хватило. Благодарит зрителей. Да, и отправляется отдыхать, восстанавливаться перед третьим кругом. И пока мы смотрим повтор, ну, венгерский спортсмен Тамас, ну, здорово себя проявил. И Давид Зумадзе записывает таким образом в свой актив вторую победу. Получается, у Давида вот наружный захват более предпочтителен, да? В решающей схватке выбрал наружный захват и не прогадал, скажем.
Да, дорогие друзья, у нас состязание в группе А, в группе лидеров, да, весовой категории до 105 килограммов. Спортсмены, которые идут без поражений, будет программа продолжена противостоянием Польши и Кыргызстана. Да, мы Киргизию отмечаем, что у него очень сильные спортсмены были в других весовых категориях. Но здесь надо отметить, что польский атлет Шимон Немец, он не первый год знаком с масс-рестлингом. Так что посмотрим. О, палка опять вторая сломала. палка. Счет, уже можем вести счет, дорогие друзья. Наши атлеты уже вторую палку в щепки сломали. Да, вот видно, кыргызский атлет очень такой атлетичный, слаженный, да, физически очень сильный. Со старта он уже брал на себя палку, и в этот момент палка сломалась. Да. И сейчас уже будем состязаться с новой палкой. Итак, Шимон Нимек, Польша. Да, и спортсмен из Кыргызстана Келдибек Атайбек Улу из Кыргызстана выходит вперед. Очень мощный, да? Вот, визуально даже Да, видно. очень мощный атлет. Если он так, играя, еще берет польского атлета, то основной конкурент нашему спортсмену может быть стать он. Ну, как я полагаю, победитель этой пары встретится с представителем Да. Грузии, да, с Давидом Замадзе. С Давидом Замадзе, и потом уже победитель уже выходит. О, Шимон вот продемонстрировал, что он тоже умеет. К сожалению, не смог. 2-0 победу одержал Кульдибек Атайбек Улу. Принимает он поздравления. И продолжает он идти без поражений. Интересно понаблюдать за этим атлетом в следующем круге. Вот именно с грузинским атлетом. И победитель будет уже, на мой взгляд, реальным конкурентом нашему атлету Попову. Да, посмотрим на повтор. Смотрим на повторе, как здорово, да, действует. Не, Шимон тут, да, вроде бы выровнял позицию, но вот выровнял позицию. Вот, на мой взгляд, поспешил. Шаг сделал, и тут неправильная постановка ног. Вот это и решил. Слишком узко поставил ноги, и сам же и упал, можно сказать. Ну а на помосте А, дорогие друзья, у нас сейчас выходят женщины. Весовая категория до 65 килограммов. Это группа Б. Алтын Акилбек и Казахстан. Она в красных шортах. Ее соперница из Индии, соответственно, в синих шортах Кальяни Бурте. Это группа Б. Соответственно, проигравший завершает выступление на чемпионате. Победитель продолжает бороться за бронзовую награду. Итак, стартует встреча и сразу без проблем. Акилбек Алтын из Казахстана повела в счете 1-0. В этой категории наша команда представляет, напомню, Ирина Северюк. Она в первом круге одержала победу. И мы видим сейчас повтор. Оказалась не готова к такому развитию событий представительница команды Индии Кальяни Бурте.
В этой группе наша Ирина, спортсменка сборной России Ирина Севрюк, выступает, конечно же, в группе А. Увидим ее выступление после схваток этой группы. Ну а сейчас вторая схватка в противостоянии Алтын Акылбек из Казахстана и Кальяни Бурте из Индии. Ну, спортсменка из Казахстана имеет преимущество и в физическом плане, что и она и воплощает, да, во время схватки. И выше ростом. Да, победа и со счетом относительно, 2-0. скажем, легко, да, затратив минимум таких усилий, победу одерживает спортсменка из Казахстана. Уверенная победа со счетом 2-0. Совсем не смогла, да, оказать какого-либо противостояния представительница Индии Кальяни Бурте. На сегодняшний день Алтын Акылбек сильнее. И если говорить о команде Казахстана, да, вчера казахские МС-рестлеры стали хозяевами 2 медалей, и 2 награды оказались бронзового отлива. Мы сейчас видим, как выходит лидер нашей сборной тяжелой весовой категории Сергей Фролкин. Сергей родом с Тампонского района. Уже многие годы вот занимается масс-рестлингом. Да, и за эти годы становился и чемпионом России, обладателем Кубка мира, призером абсолютного чемпионата мира. Тампонский богатырь Сергей Фролкин идет к своей следующей победе. Здорово. Хорошо. 1-0. Молодец, Сергей. Сергей в молодости, то есть в детстве еще занимался волейболом, так как очень высокий, да, очень удачно занимался волейболом, но потом перешел вот в масс-рестлинг. Я думаю, не прогадал. Ну, рост позволяет, да? Да. Его соперник из Бразилии Рикардо не смог ничего противопоставить Сергею в первой схватке. Сейчас посмотрим, что будет во второй. 1-0 впереди Сергей Фролкин. А это второй. Сейчас второй круг. Второй круг, и сейчас второй период будет. И сразу после этой схватки, да, мы посмотрим следующую пару. И, скорее всего, мы узнаем соперника. Ну а пока сейчас, да, видим, как Сергей Фролкин без проблем разбирается и во второй схватке, и как он празднует. Все зрители поздравляют Сергея. Сергей Фролкин одерживает очередную победу на чемпионате мира, и он продолжает идти без поражений, дорогие друзья. Ну а Рикардо, его соперник из Бразилии, южноамериканец, продолжит выступление в группе Б. Сейчас у Сергея личным тренером работает тоже наш один из ведущих Маджины Виктор Дакалов. Ну и Рикардо ничего не смог предложить. Уверенная победа представителя сборной команды России. И сейчас уже на помост вышла следующая пара. Пара спортсменов, которая также идет без поражений. Ямал Файзиев из Азербайджана и Антонас Абрутис. Хочу сказать, что Сергей сейчас работает у себя в районе, в Хандыге, заместителем директора культурно-спортивного комплекса. Развивает у себя в районе тоже, скажем, спорт и масс-рестлинг в частности. Ну что ж, с нетерпением ждем следующих встреч Сергея Фролкина. Сейчас перед вами на помосте Ямал Файзиев из Азербайджана и его соперник в синих шортах Антонас Абрутис, Литва. Да, мы отметили в первом круге, какую мощь вот имеет Абрутис, да. Сейчас посмотрим, как. Ну и
если я не ошибаюсь, да, вот товарищ Антонас Абрутис, он, да, он выступает часто на соревнованиях по силовому экстриму. Выходит он как раз вперед 1-0. Занимал он первое место на Арнольд Классик 2014 года. Ну а что касается Кубка мира, ну, что касается масс-рестлинга, призеры, он входил в Кубка мира 2017 года. Ну, в Литве вообще, как мы все знаем, да, силовой экстрим очень силен. Да. Все мы прекрасно знаем Жидрунаса Савицкаса, Бликайтиса и других звезд. Ну и видим, что неплохо себя проявляет и в масс-рестлинге. Да, и как раз, наверное, Абрутис в следующем круге и будет противостоять нашему Сергею Фролкину, наверное. Но для этого ему надо сейчас... Вторую схватку выиграть. Да. Итак, вторая схватка. Внимательно продолжаем следить за представителем Литвы, который, возможно, встретится с нашим спортсменом. Итак, вторая схватка. Ямал Фейзуев и Антонас Абрутис. Не раз мы уже отмечали, что Абрутис обладает очень мощной тягой. Но спортсмен из Азербайджана тоже показал, что он тоже может тянуть, но до старта, да? Да. Итак, сейчас выровняется положение палки и начнется вторая схватка. Абрутис слишком напрягается. Это тоже чревато, да? Слишком быть напряженным. И 2-0. Очень много энергии, сил тратишь в этом случае. Но несмотря на это, побеждает Абрутис. Да, побеждает Антонас Абрутис 2-0. И Ямал Фейзиев идет, спускается в группу Б. Антонас Абрутис продолжает выступать без поражений. Да. Ну и судя по реакции трибун, да, запомнился Антонас местным болельщикам. Тепло его приветствуют. Благодарят друг друга спортсмены и отправляются на отдых до начала следующего круга. И у нас осталась последняя пара в группе А этой весовой категории. Ну а пока мы смотрим, как выступал Антонас Абрутис. Ну, видно, да, то, что действительно очень... мощно. Немножко был шанс у азербайджанского спортсмена, если бы сделал шаг в сторону, вот, левую, да, но не смог. Вот при такой силе тяги ноги, скажем, приклеиваются там к доске, там очень трудно их передвинуть. Ну и Антонас Абрутис одерживает очередную победу. Ну а мы возвращаемся на помост А. Это у нас уже вторая схватка между спортсменками. И со счетом... Нет, хотел сказать со счетом 2-0, но счет у нас стал равный. Юлия Лебеденко сравняла счет в противостоянии с представительницей Монголии Аюнер Дене Томарбатар. Так, 1-1. И сейчас будет, в скором времени стартует решающая схватка. Вот, реальное преимущество имела, да, спортсменка из Монголии, но украинская спортсменка из последних сил, удерживая палку, даже голову вот наклонила вниз, не смотрит уже на соперницу, но вырвала. Сама даже удивилась, кажется, когда палка оказалась на ее стороне, на ее руках. Сейчас многое решает, наверное, жеребьевка. Посмотрим, кто как возьмет.
Как раз украинка победила из внутреннего захвата. Но мы видим то, что Но монголка выбирает внутренний. Да, монголка выбирает внутренний захват. Но по тяге-то монголка побеждает. Берет на свою сторону. Сейчас посмотрим, украинка как сможет. Но захват взяла на ключ украинская спортсменка. У нее есть шанс использовать вот это. Но нет. И да, побеждает Да. Аюн Эрдене Томарбатар, чемпионка Монголии. Молодец, монгольская спортсменка. Вот сила, как раз вот сила в тяге, преимущество. Вот это и стало решающим, скажем, фактором В этой схватке. в этой схватке. И таким образом она нанесла первое поражение Юлии Лебеденко. Да, Лебеденко, а монгольская спортсменка дальше идет без проигрыша. И, возможно, она в следующем круге встретится с нашей Ирой Северюк, если сейчас Ира пройдет дальше, да? Ну, Да. будем верить, что Ира пройдет. Конечно, сейчас будем болеть за Ирину. После просмотра повторов у нас на помост выйдут Ирина Севрюк и представительница Казахстана Акбата Кашакан. Ну и стоит отдать должное, чемпионка Монголии Аюн Эрдене Томарбатар нанесла первое поражение чемпионки Украины, призерки Кубков мира, разных этапов, обладательницы Кубка Украины. Ну, оказалась сильнее представительница Монголии. Итак, дорогие друзья, выходит у нас в переднем плане мы видим Акбата Кашаган из Казахстана. И следом идет член сборной команды России Ирина Северюк. Ира тоже родом из Тампонского района, так же, как и Сергей Фролкин. Ну, у Ирины огромный список достижений. 2 Да. победы на чемпионатах России, также 2 победы на чемпионате Европы. 5 раз она побеждала на чемпионате республики, и плюс становилась абсолютной чемпионкой Азии. Ну и ко всем достижениям по масс-рестлингу записываем еще и арм, лифтинг и силовой экстрим. Да, 1-0. Ира ведет в этой схватке. Счет 1-0. Да, сейчас в случае, если Ирина побеждает и во второй схватке, да, вот мы запомнили предыдущую предыдущую схватку, в которой вот победила представительница Монголии Аюн Эрдене. Скорее всего, с ней, да, она встретится. Ну и здорово, в первой схватке Ирина Северюк оказалась сильнее своей соперницы. Итак, сейчас начнется вторая схватка, дорогие друзья. У спортсменки из Казахстана на руках пластером наклеено. Кажется, у нее мозоли до этого отошли. Поэтому... Ну и Ирина стремительно взяла 2 схватки, и она побеждает. Да, И поздравляем Ирину. Дальше идет без проигрыша. Уже видно, не как в первом круге, да, напряженные такие, а уже более раскованная Ира. ну, это то, о чем вы говорили, Александр, да, в Да. начале нашей трансляции, то, что Да. важно начать. Первый круг, да, включиться, вот, ощутить соревновательный дух, да, войти как бы в соревновательную струю или... On stage B, women over 85 kilograms, second round group У нас на помосте Б Finland and Saya Kantala, продолжается соревнование женщин свыше 85. Да. John is the hole is free. Ну и сейчас мы узнаем, кто будет состязаться на помосте А. А по мосте Б вышли представительницы Финляндии. Напомню, в первом круге была очень у нас такая сенсация. Вот одна из них
победила нашу спортсменку Татьяну Григорь. Сейчас посмотрим. И она же берет первый круг в первом периоде 1-0. Очень сильная такая, мощная спортсменка из И Финляндии. мне кажется, это у нас идет финское, да, противостояние. Финская. Да, если не ошибаюсь. Да, действительно, Аннина Варманма, которая у нас сотворила, да, сенсацию, и ее соперница Сая Кантола, также член сборной команды Финляндии. И победительница у них, соответственно, выходит в финал. Ее там ждет спортсменка из Америки, получается. Да, Линдси Холл из Штатов. И сейчас вот в этом противостоянии, да, кто же выйдет победительницей? Счет 1-0. Ну и видим то, что очень уверенно, да, Да. победила Аннина Варманма. 2-0. И таким образом она встретится с американкой в решающей схватке. С американкой Линдси Джон Холл. Принимает она поздравления от своей сокомандницы и, конечно же, принимает еще и аплодисменты. Поздравления от болельщиков. Благодарят друг друга спортсмены. Это у нас, напомню, женщины весовой категории свыше 85. Помост Б, мужчины, весовая категория 80 килограммов, третий группа Б. На помост приглашается Рукшан Руминда. Мы вернулись на помост А. Шри-Ланка, Микаэль Манхарт, Германия. И это у нас группа Б. On stage B, we invited men И 80 если я не ошибаюсь, это представитель Шри-Ланки и против него представитель... Нет, это все-таки... И со счетом 2-0 спортсмен из Казахстана, Победу одержал Сергей Трофименко. из Узбекистана, конечно. Сергей Трофименко выходит победителем из этой встречи. Ну а Бура Радков, представитель сборной Сербии, таким образом завершает выступление на чемпионате мира. Сергей Трофименко, представитель Узбекистана, продолжает бороться за бронзу. Это группа Б весовой категории до 105 килограммов. Помост Б готовится. Ну и Мустафа Терек. у нас тут продолжают, да, в этой группе состязания 8 спортсменов. Уже 7, если учитывать вылет Боры Радкова. Все они пока что претендуют только на бронзовую медаль. Ну и, конечно же, мы не можем не напомнить о том, что Дмитрий Попов у нас будет состязаться в группе А этой же весовой категории. Встретиться, как мы и говорили, с Хасепом Мурадяном, представителем Армении. Ну а сейчас мы продолжаем просмотр состязаний в группе Б на ваших телеэкранах. На помост первым вышел представитель Азербайджана Ягубов. Его соперником будет член сборной Латвии Виталис Дубовс. Да, появился Виталис. Немножко задержался, выходит Да. он. Ну, он вначале вышел, но думал с красного помоста, в красных шортах, поэтому вернулся и поменял шорты. Судьи внимательно следят за тем, чтобы На помост Б вызывает соответствовали. Ну, Ягубов без каких-либо трудностей, да, берет первую палку. Да. on stage B, we И сейчас мы посмотрим на повторе. Terek, Egypt, and Paul Colby Conrad, USA.
Якубов очень сильный, оставил очень хорошее впечатление в предыдущем круге. Он боролся с Дмитрием Поповым. И я думаю, вот имеет реальные шансы побороться за третье место. Очень сильный, атлетичный спортсмен. По крайней мере, этот поединок он выиграл очень уверенно. Да. И да, объявляется победителем Янгир Ягубов, Азербайджан. Не оставил шанса своему сопернику из Латвии Виталиса Дубовса. Продолжаются у нас состязания в группе «Б». А это значит то, что представитель Латвии, для представителя Латвии это была последняя схватка на этом турнире. И Ягубов встретится в следующем круге с Сергеем Трофименко, чье выступление мы видели ранее. Ну и здорово идет Ягубов, отметим. И у нас следующая пара появляется на помосте. На ваших телеэкранах Намкай Баддорш, Монголия. Его соперник в синих шортах Саба Юхас, Венгрия. Уговорили мы про венгра, да? Будет интересно понаблюдать за ним, за этой схваткой. Более, я думаю, равные спортсмены. Баддорш, напомним, является чемпионом Монголии. Готово все для старта. Да. Ставится команда Ч и... Венгерский атлет большое преимущество имеет, должен воплотить, да. Берет первую палку. Юхас. Очень мощный атлет. Видим мы и по телевизионной картинке это очень заметно, да? В свою очередь, да, Ксаба, вот, представляющий Венгрию, является чемпионом своей страны. То есть у нас встретились в этом поединке два лучших представителя своих стран в весовой категории до 105 килограммов. Ну. Венгрия является очень активной федерацией, которая развивает масс-рестлинг. В Венгрии проводились и международные турниры. Ну и видим то, что и спортсмены, представляющие эту страну, вполне успешно выступают на мировом первенстве, которое проходит в Якутске уже второй раз. Ну, по тому же сценарию, да, у нас идет и вторая схватка. Вот активно поработал против захвата. Начал вот движение палкой делать. И этого оказалось достаточно, чтобы вырвать победу. И заслуженные аплодисменты Ксаба Юхас получает. Он идет дальше. Ну а Баддорш Намхай из Монголии завершает. Вот эти маленькие такие детали, да, технические. Вот спортсмен во время тяги уже одновременно работает против захвата. Тоже говорит о том, что спортсмены развиваются. Вот на прошлом, первом чемпионате почти такого не было, чтобы иностранные атлеты во время вот силовой такой тяги еще одновременно работали против захвата. И это для меня вот, да, тоже радует, что атлеты, спортсмены из других стран развиваются в этом плане, используют вот такие приемы, используют. Ну и с каждым вот, таким международным стартом, да, вот, собственно, борясь с опытными мастерами, они получают для себя каждый раз что-то новое. Что-то новое для себя. И у нас заключительная пара третьего круга в группе Б весовой категории до 105 килограммов. Томас Дели из Венгрии и Шимон Нимек, Польша. Да, вот недавно только вот Шимон боролся, да, с Кыргызстаном.
очень таким сильным, таким атлетичным спортсменом. Да, мы видели, как он здорово защищается, да, он умеет это делать. Посмотрим, О, что получится на этот раз. Шимон Нимик выходит победителем. 1-0. Да, и напомним еще раз для телезрителей, то что это у нас группа Б, а это значит о том, что проигравшие. Для проигравших это будет уже второе поражение, и, соответственно, они завершают выступление, а победившие продолжают бороться за бронзовую медаль чемпионата. И сейчас после этого выйдет спортсмены группы А, и там мы увидим Дмитрия Попова. Дели Томас, представитель Венгрии, он в красных шортах, занимал первое место на Кубке Европы, завоевывал серебро на чемпионате Европы, с бронзовой медалью Кубка мира, также входил в призеры в состязаниях Арнольд Классик. И сейчас он уступает 1-0. И сейчас у нас стартует вторая схватка, дорогие друзья. И вторую палку тоже берет. Он, если я не ошибаюсь, участник тоже первого чемпионата мира, поэтому знаком с рестлингом давно, участвовал во многих соревнованиях, я держал победу. Шимон Нимик принимает поздравления. Продолжает он борьбу, благодарит своего соперника из Венгрии. Тот, в свою очередь, тоже говорит спасибо. И спортсмены отправляются восстанавливаться. Да. И, дорогие друзья, сейчас у нас здесь стартует состязание в группе А. Этой же весовой категории среди спортсменов, которые не потерпели еще поражение. Да, это получается 4 спортсмена осталось в этой группе. Полуфинальная, скажем, схватка. Победитель уже выйдет в финал. А проигравшие уже будут бороться за третье место. Да, итак, Дмитрий Попов, Россия, и Хавсеп Мурадян из Армении. Спортсмены готовы начать эту встречу. Отмечали мы Хавсепа Мурадяна в предыдущих его встречах, да? Да, здорово у него борется. очень все сильные руки были, прямо руками тянул соперников. Но сейчас посмотрим, Дима не должен давать. Выравнивается палка, дается команда чая. Дмитрий Попов. Упорная борьба у нас идет. Очень упорно. И есть. Дима за счет вот технического такого действия грамотного. И Дмитрий Попов повел в счете 1-0. Да. Ну, очень достойное сопротивление оказал спортсмен из Армении. Ну, что мы можем сказать насчет по поводу Мурадяна, да? Трехкратный чемпион Армении, бронзовый призер Кубка мира. Ну, о достижениях Попова прекрасно все знаем. Чемпион России последних 2 лет, обладатель Кубка мира 15-17 годов, чемпион мира 2014 года. Вот сейчас повел в счете 1-0 и сейчас. И ждем, конечно же, Дмитрия победы во второй схватке. На повторе видим, вот Дима нагружал это хват, но спортсмен из Армении вот держал спокойно. Потом Дима за счет того, что вот шагнул, сделал шаг, вырвал победу. Это говорит о том, что очень сильный хват у спортсмена из Армении. Итак, в скором времени стартует вторая схватка. Ну, да, тоже надо отметить, у Димы вот пластыри на руках. Это от того, что в первой схватке у них сломалась палка и какие-то там... Щепками, видимо, да, щепки повредили кожу ладони. Кожу, да.
Зрители активно поддерживают Дмитрия. Сейчас со старта, может, Дима сделает что-то. Вот, тоже против пальца работает Дима. Но армянский спортсмен, да, держит. О, И все-таки Дмитрий Попов под овации собравшейся публики побеждает и во второй схватке. И он выходит в финал. да. Он может со стороны показаться, что Дмитрий очень так спокойно взял, но видно было, что очень такая равная борьба была. Достойное сопротивление оказал соперник. И повтор этой напряженной, Да, вот упорной схватки. Дима вот работает, попеременно старается тянуть руками, да. Вот, и вот движения пошли, но Хавцеп держался. Да, держит. Другой бы на его месте, наверное, сразу там же отпустил бы, наверное, захват. Потому что у Дмитрия, я знаю, очень сильная тяга при этом. И одновременно вот такие движения руками делать, это очень нагружает захват. Вот потом Дима сделал стойку, да. Пошел вот, поменял направление атаки и полностью включился в тягу, скажем. Тем самым добившись успеха и во второй Да. схватке. Ну а сейчас мы И узнаем вот это, да, имя интересная соперника. схватка. Вот кыргызский спортсмен вот был очень резкий до этого. Посмотрим сейчас, что он покажет. Кельдибек Атайбек-Улу. И смотрим, как уверенно, да? Тоже очень резко. Ну, мы его Победил. тоже отмечали, да, его физическую мощь, его тягу. Да, в предыдущих схватках тоже отмечали это и говорили, что он возможный такой самый главный соперник Дмитрия будет. Скорее всего, так и будет, наверное. И в финале мы увидим Дмитрия против спортсмена из Киргизии. Атайбек становился у нас, входил в число призеров чемпионата мира, побеждал на чемпионате Азии и является чемпионом Кыргызстана. Ну и что сможет противопоставить Давид Зумадзе? Ничего, дорогие друзья, 2-0. Да. Победа Кельдибека Атайбек-Улу. Да, очень взрывной спортсмен. И Дмитрию надо на старте быть очень внимательным. Я думаю, если не давать ему работать первым номером, потому что при такой мощи, если он начнет атаковать, то его удержать будет очень проблематично. Ну и, конечно, доволен своим выступлением Калдыбек. Да, Очень интересное противостояние нас ждет. в финале, да, будет очень интересно понаблюдать в финале. Да, впечатляющей мощью, конечно, обладает представитель Кыргызстана. Ну и на повторе видим, как не смог, да, против этой тяги что-нибудь, Да, и в силы тяги техническом плане придумать. вот вытянул и сразу вот немножко приподнимается, как бы стойку делает. Когда вот так спортсмен тянет, то очень сложно его удержать. Не просто сидя тянет, да, а он при этом приподнимается. Остаемся на помосте А. У нас представитель Армении с Иордании. Да, это в красных шортах у нас. Ну, давайте говорить о том, кто победил. Начнем с него. Армен Турунян из Армении. Его соперник из Иордании Халид Алла Рафик. Это у нас группа Б. Весовой категории до 70 килограммов. И проигравший вылетит из турнира. Тут у нас в группе Б осталось 10 спортсменов. 5 пар.
Ну, тоже многочисленный, да, у нас. Да, много было участников. У них еще в утренней программе, наверное, еще будет круг. Итак, вторая схватка. Халид Алар-Рафик и Армен Торунян. Ну, чуть лучше держался представитель Иордании в этой схватке, но Армен Торунян все-таки довел поединок до победного. Поздравления принимает Армен. И Халид Алар-Рафик завершает свое выступление на чемпионате мира. Армен идет дальше. И давайте посмотрим на повторе, как действовали спортсмены. Да. Не оставил никаких шансов своему сопернику. Атлет из Армении. Вытянул и... Тут надо отметить, что да, уже таких эффектных таких никаких приемов не сделали спортсмены. Просто по прямой сидя соревновались, кто кого перетянет. И у нас следующая пара. Тоже группа Б, весовой категории до 70 килограммов. Бегенч Реджепов, Туркменистан, и Батхишик Царендорш, Монголия. Да. До этого монгольский атлет мы видели, да, он победил. Мы вот на экране видим болельщиков, и там наверху сидит Петр Наговицын. Это отец нашего Джулстана Наговицына. Болеет за своего сына. Пришел поддержать. Да. Итак, тем временем у нас продолжается противостояние Туркменистана и Монголии. Сейчас у нас стартует первая схватка. Бегенч Реджепов и Батхишик Царендорш. В предыдущем круге монгольский атлет оставил очень хорошее впечатление. Он вырвал, но его оспорили. Он все равно собрался и доказал, что он сильнее. Сейчас посмотрим. Предупреждение. Синему на помосте. Так, равная такая борьба идет. Потихоньку перетягивает палку в свою сторону Царендорш. Но он на ключ попался, да, на ключ. Поэтому ему сложнее удерживать захват будет в конце. Вот. И Реджепов. Да, Реджепов вот грамотно использовал прием ключ и вырвал палку. Помост Б приготовиться. Ну, напряженную, упорную борьбу нам продемонстрировали спортсмены. Реджепов, конечно, здорово защитился и сам также проявил себя и в атаке. Да, вроде бы в начале равная такая, потом преимущество взял монгольский атлет. Вот. Ну, за счет того, что он... За счет того, что у него захват был такой невыигрышный, да? Вот. Грамотно использовал соперник прием ключ и вырвал палку. Но это тоже говорит о том, что спортсмен из Туркменистана, он в техническом плане тоже подготовленный. Сейчас посмотрим, поменяли захват. Сейчас начнется вторая схватка.
Впереди Реджепов, представитель Туркменистана. On stage B, we invite Birgul Munbatar, Mongolia, and Andres Marpal, Hungary. Итак, Так, стартовала вторая схватка. тоже вытягивает, но видно сразу. О, На этот раз Церендорш. да. Хотя и 1-1. пальцы отходили, было видно, что пальцы отходят у монгольского спортсмена, но все-таки сумел перетянуть соперника. Сейчас жеребьевку. Реджепов будет выбирать захват. Да. Ну и очень похоже, да, у нас начинались эти две схватки. Сразу вот на старте здорово работал Да, вот Церендорш. со старта вот вытягивает палку. Jules Nagavitsen, Russia, Хорошо довел. И счет у нас 1-1, дорогие Вот, друзья. вы можете заметить, да, пальцы отходят, но все-таки удержал захват до конца монгольский атлет. У нас Церендорш уже вышел на помост. Ждем выхода Реджепова. Ждет своего соперника, но дается время, минута, поэтому спортсмен знает свои, скажем так, права, да, и полностью старается использовать отведенное время, чтобы восстановиться, чтобы до конца выслушать, скажем, советы своих секундантов, настроиться, привести экипировку в норму. Ну и помним, что по результатам жеребьевки хват выбирает у нас Реджепов. Да, он в первом периоде вот как раз с наружного широкого захвата он одержал победу. И также вот на ключ берет монгольский атлет. Это может быть решающим таким фактором, наверное. Но видно, что у него это такой односторонний, да, не может, наверное, в другом захвате. И начинается решающая схватка. Также монгольский атлет вытягивает. Схватка затягивается, и захват под конец может быть решающим фактором, наверное. Если сейчас прием начнет ключ использовать, начинает он уже наклонять палку, но упускает момент. Слишком отдал. Да, и монгольский атлет, несмотря на то, что он в каком-то неудобном, невыигрышном захвате был, Да. все-таки сумел выиграть. Бадхишик Церендорш Да. принимает поздравления. Очень хороший характер в том, что он как начинает тянуть и не дает слабинку. Очень долгое время вот не расслабляя вот силу тяги натянул. Вот на экране мы видим Джулстана Нагавитсена и против любимца публики, да, сегодняшнего, Да. против финского нашего спортсмена. И у нас это первая схватка, и Джулстан Да, Джулстан повел в за счет, счете. да, технического такого зашагивания. Это земляки Джулстана. Вот он удар. И тут мы видим отца вот Джулуса и Айталину Колодезникову, нашего ведущих спортсменов. Тут и Денис Заволский сидит. Все болеют. Секундирует Иван Белолюбский, дает наставки перед ответственной схваткой. Ну и вот делегация, да, болельщиков. Да, у Джулуса много, оказывается, среди зрителей. Хорошо, что и зрители, да, специально готовятся к чемпионату. Баннеры какие заготовили. Да, это, конечно, радует. Ну и вот, да, та самая татуировка. Никогда не сдавайся. На двух языках написано. Но посмотрим, заставит ли
Джулустан Наговицын сдаться финского атлета из Финляндии. Но сдаваться-то не сдаться. Он может проиграть этой схватки, Но не сдаться, да? Да. Итак, группа А. Оба спортсмена идут без поражений, но в любом случае сейчас в активе у одного из них появится поражение. Наговицын ведет в счете 1-0. Да, что-то очень долго затягивает. Джулус. Так, что у нас? Да. Джулус отмечает, наверное, что финский атлет крутит до старта. Два предупреждения. И да, накопил два предупреждения и проиграл Юхавеса Янти. Ну, арбитра зовут, да? Да. Болельщики выражают недовольство. Хотят все-таки они увидеть, да, вот схватку Джулуса с этим очень колоритным представителем сборной команды Финляндии. Действительно, очень много вот персональных болельщиков у Джулуса на трибунах. И все-таки, да, мы увидим схватку. Главный судья вызывает финского атлета к себе. Профилактическую беседу, видимо, Да. проведет быстренько. И Юхавеса Янти возвращается на свою позицию. Мы увидим вторую схватку. Ну, по правилам, первым должен захватить внутренний захват. Вот финский атлет должен захватить, потом наружный захват должен захватить, и они не должны перехватывать уже, по идее. Вот, взяли. Вот, и пошла. Никто не перехватил. Стартовала все-таки вторая схватка. И Джулус Наговицын. Да, Джулус, конечно, он в техническом и физическом плане он подготовлен на сегодня лучше, скажем, да? Да, и победа со счетом 2-0. И Джулус и моложе, да, отметим. Да, вот Юхавеса Янти, спортсмен 69-го года рождения. Да, но все равно надо финского атлета поблагодарить. До этого он две очень яркие такие схватки провел. Да, и увидим то, что Иван Белолюбский тоже пожал руку спортсмену из Финляндии. Но, во всяком случае, он здорово себя проявил на нашем турнире, да? Да. Яркие поединки провел, ну и, конечно, его татуировка знаменитая. Ну, мы его еще и да, увидим. Да, в группе Б. В группе Б еще есть шанс побороться за третье место. Но Джулусу остаются вот самые решающие схватки, да, впереди. Ну и отдадим, да, должное спортсмену из Финляндии. Очень красивую, очень интересную борьбу продемонстрировал. И, как мы уже сказали, он продолжит борьбу за бронзовую награду. Много любителей спорта собралось на трибунах Центра спортивной подготовки «Триумф». Всех приглашаем, кстати, посетить чемпионат мира, воочию увидеть выступления ведущих Маджига Планеты и смотреть наши трансляции. Это у нас самая тяжелая весовая категория, выше 125 килограммов, третий круг.
Группа Б. Золтан Шибрак из Венгрии, и против него в синих шортах представители штатов Монгомери Денвонта Камал. Вот. Как настроен американец. Вырвал палку. Да, очень резкий старт был. Если честно, я даже не заметил, в какой стороне палка была. Потом она оказалась в руках у американского спортсмена, да? Да, все произошло очень стремительно, быстро. Ну, видели, да, мы по выражению лица вот Девонте Монгомери, насколько он был собран, сконцентрирован, чтобы сделать этот рывок. Да. Ну, в случае поражения, да, вот Шибрак Золтан покинет турнир. Сейчас у нас идет борьба за выживание, можно так сказать. Ну и, конечно же, выживание с целью претендовать на бронзовую медаль. Тут уже нет права на ошибку. Группа Б, проигравший вылетает. 6 человек пока что в этой группе. Напомню, сборная России представляет в этой весовой категории Сергей Фролкин. Он выступает в группе А. В скором времени мы его увидим. Да. Ну что ж, будет ли второй такой резвый старт в исполнении Девонте Монгомери? Я думаю, будет также резко, наверное. Дается команда Чей. И, ох, какую тягу демонстрирует Монгомери. На взгляд он чуть меньше, да, хотя сказать, что он маленький, язык не поворачивается, да? Да. Ну, да, очень резкий спортсмен. И заслуженно победил в этой схватке. ну и очень бурно аплодируют ему трибуны. Камал Денвонта Монгомери побеждает и продолжает оставаться в игре. Он все еще борется за бронзовую медаль. Ну а Золтан Шибрак таким образом уже покинул чемпионат. Еще раз смотрим, как Девонта Монгомери. Да, как резко и как резво потянул. И тоже в стойке так, в подъеме потянул. И сейчас у нас выйдет следующая пара этой же весовой категории и той же группы Б. Тимоти Джеймс Оши, представитель Австралии. И против него выйдет Рикардо из Бразилии. Спортсмены уже на помосте. Весовая категория свыше 125, напомню, дорогие друзья. Это у нас третий круг. То есть спортсмены до этого имели одну победу, одно поражение. И очень легко в первой схватке побеждает бразилец. Как записано в анкете бразильца Рикардо, он победитель Арнольд Классик. Правда, по масс-рестлингу или в других Нет, по масс-рестлингу, скорее всего, потому если что... не уточнено, да? Ну, победитель Арнольд Классик по масс-рестлингу из Бразилии. Рикардо побеждает в первой схватке третьего круга. В предыдущем круге как раз он боролся с нашим Фролкиным Сергеем. И спортсмены готовятся начать вторую схватку. Итак, ну тут да, борьбы мы не увидели. Представитель Бразилии Рикардо уверенно взял две палки и выиграл. 2-0. Таким образом, Джеймс Тимоти Оши завершает свое выступление на мировом первенстве. Из Бразилии, солнечной Бразилии, Рикардо пойдет дальше и будет бороться за бронзу. Мы Так,
возвращаемся на помост А. Да, и тут на помост выходит Сергей Константинов. On stage B, we invited Jamal Feyziyev, Azerbaijan, and Delaborze. Против кыргызского спортсмена. Да, кыргызский спортсмен тоже оставил очень хорошее впечатление, очень техничные схватки показывал в предыдущих кругах. Be ready, Sergey Frokin, Russia, and Но Сергея мы знаем как очень сильного спортсмена, у которого очень мощная тяга. Ну и сейчас, конечно, с волнением будем смотреть за этим поединком. Константинов, Россия против Алимова, Кыргызстан. Так, палка пока на стороне кыргызского спортсмена. Итак, начинается схватка, и Константинов берет первую палку. 1-0 повел член сборной команды России в этом поединке. Получает наставки от Николая Ильича Константинова, от своего отца. И Сергей очень спокойный спортсмен. Все свои схватки в таком же и в ключе проводит. Ну, посмотрим, что сможет противопоставить Кудайназар Алимов, представитель Кыргызстана. Сейчас вторая схватка. Внимание, дорогие друзья. Сергей Константинов, трехкратный чемпион Республики Саха-Якутия, чемпион России последних 2 лет, обладатель Кубка мира 2017 года. Сейчас продолжает свое восхождение по турнирной таблице 3-го чемпионата мира по масс-рестлингу. Помост Б со счетом 2-0. Думаю, также должен Сергей в своей силовой манере вытянуть палку и за счет стойки или зашагивания решить исход этой схватки. Что ж, вторая схватка. Да, и Ай, молодец, Константинов, здорово, 2-0. да, стойку выполнил, но, скажем так, вначале было чуть волнительно, да? Да, Сергей Константинов принимает поздравления, молодец. Выиграл он Кудайназара Алимова со счетом 2-0, но у нас тут челлендж. Челлендж бросили. Да, ну, если говорить о сопернике, да, Сергея. Давайте посмотрим на повторе, что же могут тут оспаривать. Круг А, третий круг. Сергей Фролкин, Россия, Антана Сабрудин. Ну, сильно такого ничего я не заметил. on stage B, we invited Вот Сергей 5 kilograms. еще до конца не берет палку. Вот тут был шанс у спортсмена синего угла. Вот ноги чуть узко поставил Сергей, но вовремя вот Свободный в этом круге. перешагнул. Blasco is free on this round. А тут Красивые кадры. Замедленные. продолжается совещание судейской коллегии. Есть решение. Судья выходит на помост. Да. Да, и И победу дали Сергею Константинову. Счет 2-0. Но отметим, что спортсмен из Кыргызстана во втором периоде на равных так оказывал сопротивление. На равных боролся. да, и Сергей Константинов молодец, У побеждает. Сергея не очень такие уверенные движения были, когда выполнял стойку. Ногу слишком узко поставил. Этим хотел воспользоваться, но наш спортсмен вовремя исправился и
довел дело до победы. И мы сейчас перешли на помост Б. Сейчас увидим выступление Фролкина. Да, и с этим Абрутис, да? И сразу, да, вот мы ждали, да, вот это вот противостояние. Да. А это уже вторая схватка, да, и Сергей Фролкин со счетом 2-0, да. Да, 2-0 побеждает Антонаса Абрутиса. И выходит в финал. Уже мы Сергея увидим в вечерней программе. Будем болеть за него и верить, что он возьмет золото чемпионата мира. Да, конечно, будем ждать очередных побед от Сергея Фролкина. И видим, отмечали, да, мы до этого, то, что Антонас Абрутис обладает мощной физической силой. Но, как мы увидели, в очном противостоянии с Сергеем это не помогло. Сергей оказался сильнее. Ну, какие мощные тяги. Это уже третья схватка у этих спортсменов за утреннюю программу. И Сергей идет без поражений. Мы вернулись на помост А. On stage B, be ready. Paul Colby Conrad, USA, and Nassimova Polina, Diego, Brazil. У нас представитель Казахстана и Кыргызстана продолжают борьбу. Счет 1-0. Да. Счет в пользу Бекжана Муралиева, спортсмена из Кыргызстана. Да. Не смог защититься спортсмен. Тимирлан Шамет возвращается на помост. И сейчас мы, дорогие друзья, увидим вторую схватку. Спортсмены готовы начать схватку. Это команда Ч. Да, также атакует спортсмен из Киргизии. Но тут что решил арбитр? Арбитр дал победу Амуралиеву. И да, он отмечает, что тот коснулся бокового крепления помоста. Да, требует спортсмен челлендж. И челлендж выбрасывается. Да, челлендж. Там, потому что мне тоже показался спорным моментом, потому что заранее уверовал, этот до конца как-то не довел действия спортсмен из Киргизии. Сейчас посмотрим. И сам завалился, упал. Ну да, тут арбитр может быть прав, да, коснулся бокового крепления. Раньше спортсмен из Казахстана. И, скорее всего, победу дадут киргизскому спортсмену. Сейчас посмотрим, как он. Вот тут тоже у него нога отошла, вот. Вторая нога, да. На это отмечает тоже. Ну, такой спорный момент. Ну и посмотрим, какое решение примет судейская коллегия. Да. У одного обе ноги отошли от доски, а с этого видно, что тот коснулся бокового крепления, да? Получается, оба спортсмена как бы проиграли, да? Это тоже отошло. И посмотрим, что решит судейская коллегия. Там продолжается дискуссия. Скорее всего, может быть, да, спорное могут дать. Решение принято, и арбитр возвращается, судья возвращается к помосту. Нет, все-таки
Оставили все так, как и было решено изначально. Да. Победа Бекжана Амуралиева со счетом 2-0. Наверное, судьи решили, что вторая нога у него отошла позже, чем тот коснулся Да. бокового крепления, да? Вот это и оказался этот факт решающим, наверное. Тамерлан Шамед поздравил своего соперника Бекжана Амуралиев и поблагодарил секундантов своего соперника, поблагодарил своих секундантов и побежал восстанавливаться. Ну да, вот, ну, все равно очень такая спорная схватка была. С одного ракурса видишь, этот проиграл, с другого ракурса видишь, другой проиграл. А одновременно с двух ракурсов посмотреть как-то не получается, да? Да, ну судьям виднее. Да. Ну, Решение. арбитр, он рядом стоял, сверху виделся. Напомним, что в арбитрах вообще судействе работают самые опытные у нас судьи, арбитры со всего мира. И очень достойно в этом плане идут наши соревнования. На помосте А у нас выходят женщины весовой категории до 65 килограммов. Это у нас третий круг в группе Б. Выходят в красных шортах Алтын Акылбек из Казахстана и ее соперница из Кыргызстана в синих шортах Кымбат Нурджанова. Да, также Казахстан и Кыргызстан получается, да, как и до этого было противостояние. Да, и посмотрим, что из этого получится. Да. Тут уже, как мы уже не раз отмечали, да, Очень нет права на ошибку. интересно наблюдать бывает за схватками у женщин, потому что схватки у них идут более продолжительное время, да, более такие эмоции, скажем, ярче проявляются иногда у девушек. Также вот девушки сидят уже. Поэтому тоже подготовка вот женщин, она должна вот тоже учитывать вот эти особенности ведения схваток у женщин. Предупреждение. Да, предупреждение за то, что палка там была перекручена более 90 градусов. Арбитр дал первое предупреждение спортсменке из Кыргызстана. И если получит второе предупреждение, то она проиграет в первом периоде. Поэтому ей надо быть очень внимательной. Возобновляется Также схватка. в ту же сторону идут. И сейчас даже вот упор вот она сделает. Вот второе предупреждение. Вот она упирала. На повторе об можно. опорную доску. Да, об опорную доску. На повторе очень внимательно. Это четко будет видно, да. Концом палки она упирала об доску и тянула. А это запрещенный прием. И благодаря этому Алтын Акылбек Да. вышла вперед. 1-0. Ну, можно сказать, у киргизской спортсменки просто опыта не хватило, наверное. Вот туда прекрасно видно. Да. Первой схватки тоже упор был. Вот спортсмен, арбитр требует, чтобы она не упирала. Вот она еще вниз опустила. И сейчас посмотрим, движение сделает. Вот упирает, вот упор пошел в движение, да. Конец палки упирается об доску, и она тянет. Но арбитр, да, очень вовремя среагировал на это. Дал предупреждение. Арбитр в случае с первым предупреждением постоянно контролировал ситуацию, да, вот Да. говорил. Дальше постоянно находился в общении со спортсменкой. И у нас сейчас стартует вторая схватка. Да, уже счет 1-0 в пользу Акылбек. Акылбек Алтын.
Идет в счете 1-0. О, сейчас она как уже здорово начала. Да, здорово атаковала спортсменка из Киргизии. Да, еще сравняла. Если она в третьей также использует свои преимущества в силе, да, где будет активно двигаться, а не стараясь там использовать какие-то запрещенные приемы, то у нее шансов выше. Ну и к тому же жребий в ее пользу выпал. Да. Комбат Нуржанова будет выбирать хват. Да, и, наверное, изнутри тоже возьмет свой выигрышный захват. Получают спортсменки последние наставления перед стартом решающей схватки. Вот, изнутри взяла, пошла в сторону, шагнула. Да, упустила немножко спортсменка из Казахстана. Смогла занять такое более защитно удобное положение. Вот, правую ногу еще бы на 10 сантиметров передвинула бы в сторону. Более удобнее было бы ей контролировать тягу соперника, но не успели, скажем. Поэтому в масс-рестлинге постоянно вот, умение чувствовать соперника, да, очень необходимое качество. Как-никак это единоборство. И как мы вчера тоже отмечали, единоборство такое специфическое, да, где контакт идет через палку. То есть чувствовать надо соперника через палку, через доску. Таких единоборств, наверное, нет, наверное. Вас Да, что скажешь? пожалуй, нет, но, по крайней мере, сейчас в голову ничего не приходит. Ну, в этом, да, это заключается специфика нашего вида спорта, масс-рестлинга. Итак, третья решающая также схватка. Изнутри активно работает спортсменка из Киргизии. Вот, не ослабляя тягу, старается работать. А она из-за своей неопытности тоже упирается в боковое крепление. Это грубое, скажем, нарушение правил. И арбитр сразу же и напоминает, да? Ну, тут же вылетает челлендж. Секунданты не видели, наверное, им не видно со своей стороны, Да. что сделала своя спортсменка, да? Но мне кажется, сама вот комбат Да, из-за своей, говорит о том, скажем, что неопытности. Вот она имеет преимущество, тянет. Но хотя казахская спортсменка уже успела тоже вернуться, подойти в угол. Уже более такое защитное положение имеет. Но вот тут посмотрите. Дальше уже нету уже. И ну вот, сейчас на повторе мы увидим то, что да. она коснется боковой стойки. И Сидит. И да, сейчас... у нас... Нет, сейчас ногами она еще упирается. Заметный кадр. Вот, да. Пошел упор ногой. И Ну, тут, это... да, это запрещен. технический проигрыш, дорогие друзья. Ну, тут, да, видимо, сама даже не поняла, да, вот, Да. что она сделала. Может, она и не знала, что это запрещено правилами упираться в боковое крепление. Я, если честно, тоже раньше не видел, чтобы кто-то из спортсменов так пользовался, но в правилах это, Ну, это прописано, и да, это наказывается. отмечено, что так нельзя. Да. Да, Акалбек Интересная Алтын. схватка. И получается, вы заметите, да, в первой схватке казахские спортсменки дали, что 2 раза использовала запрещенный прием, да. И в третьей решающей киргизская спортсменка тоже использовала запрещенные действия и Ну, проиграла, очень скажем. интересное такое, да, стечение обстоятельств, дорогие друзья. Ну и у нас продолжается состязание в весе до 65 килограммов среди женщин. Идем дальше. У нас группа Б, вторая пара.
Юлия Лебеденко, представительница Украины. Она в красных шортах, а пока мы видим на телеэкранах, ну вот, да, Юлия Лебеденко из Украины. Ее соперница Акбота Кашаган из Казахстана. Еще одна представительница Казахстана продолжает борьбу за бронзовые медали, за бронзовую медаль турнира. Ну, предыдущая схватка действительно очень интересно для арбитра, наверное, получилось, да? Да, и надо отметить, арбитр очень грамотно Да. все сделал, все в рамках правил, четко все. Фани Ребека Варга, Венгрия. Итак, по-прежнему это группа Б. Нет права на ошибку. Проигравший вылетает. Лебеденко и Кашаган. Противостояние Украины и Казахстана в третьем круге. Да. Надо отметить, что вот представительницы Украины и Казахстана, да, особенно вот женские мастерство, очень сильные, да, спортсменки. Чемпионка Казахстана последних, нет, не последних 2 лет, а 2016-2017 года сейчас вот перетянула палку на свою сторону, продолжает пытаться вырвать палку, но Лебеденко защищается, держится. Лебеденко, у нее стиль такой ярко выраженный, вот защитный, да. До предыдущих схватках тоже она вот так отдавала палку, давала соперницам работать. И также побеждала. И побеждала, но одну схватку проиграла, кажется. Но у нее стиль такой. Есть такие, бывают такие мастер-рестлеры, да, которые предпочитают защитный стиль, у которых, скажем, захват выносливый. Юлия Лебеденко повела в счете 1-0. Напомним вам, дорогие друзья, Юлия Лебеденко, она у нас является чемпионкой Украины, обладательница Кубка Украины. В прошлом году занимала 3-е место на втором этапе Кубка мира. И в 3-м этапе она завоевала бронзу. Да, вот сказали же про Лебеденко, что она представитель, скажем, защитного стиля, да, но, к сожалению, на мой взгляд, да, к сожалению, в лидерах сейчас ярко атакующие спортсмены выходят, да, поэтому такие спортсмены, скажем, последние годы, они становится меньше и меньше, да, да, тех, кто придерживается такого стиля. Да, ну, с одной стороны, смотреть за схватками таких спортсменов приятно вот, иногда бывает. Схватки дольше проходят, интереснее проходят. Ну, и представительница Казахстана вновь старается, да, вот Да, из этого положения выжать максимум. С этим положением, наоборот, кажется, казахская спортсменка работает, но на самом деле вот Лебеденко тоже против захвата работает, сидит. Она на ключ взяла и пытается за счет этого вот, пытается тянуть вот. Здорово. Вроде бы казачка взяла на свою сторону, а на самом деле работает там Лебеденко. Вот. Яркий представитель защитного стиля. Она взяла на ключ и работала и добила своего. Сорвала захват соперницы. Да, такой вот стиль в очередной раз принес успех представительницы Украины Юлия Лебеденко. Хорошее настроение, с чувством выполненного долга она отправляется на отдых. А мы сейчас посмотрим, как же она здорово провела Вот эту она схватку. дошла до стороны и вот основной акцент при тяге она вот лежа на защите, да, вот на правую руку дает. То есть ту руку, которая захватила сверху палку. Вот, заметьте, там она не просто так сидит и удерживает, да, работает. Да, еще раз поздравляем Юлию Лебеденко. Очень действительно красивая победа в исполнении представительницы сборной команды Украины. 2 схватки одинаково провела и добилась успеха. Послушаем диктора на арене.
групп. Так, да, у нас на помосте А сейчас выйдут представительницы весовой категории до 65 килограммов. Это уже группа А. Перед вами, дорогие друзья, Оюн Эрдене Томбатор, представительница Монголии. Ну а чуть ранее вот мы увидели выход в красной форме Фани Ребекка Варга из Венгрии. Так получилось по жребию, что наша спортсменка Ирина Северюк свободная в этом круге и сразу выходит в финал, да? Победительница этой паре. Да, очень, ну, повезло, да, такое тоже бывает. И больше времени отдохнуть у Ирины. Ну, везет-то сильнейшим, говорят. Да, это действительно так. Ну и сейчас, конечно, все внимание на помост. Да, интересная очень схватка. Ребекка Варга. Монгольская спортсменка до этого тоже очень хорошее впечатление оставила, но венгерская спортсменка не оставила никаких шансов. Сразу со старта резко вытянула и довела дело до победы. Ну да, мощно, конечно, стартовала Варга. Мы посмотрим в замедленном действии. Спортсменка из Монголии со старта захотела вот убежать, скажем, в сторону, и ноги у нее, скажем, На помост разошлись, да, в слишком широком упоре. Сейчас посмотрим, сможет ли она. Так, вторая схватка. Варга тоже атакует. Очень резко. Да, и побеждает венгерка, да, и нам сейчас нужно уверенно будет побеждает. перейти на помост Б. Уверенно побеждает. Фани Ребекка Варга принимает поздравления. Со счетом 2-0 она выиграла. И таким образом мы узнали имя соперницы Ирины Северюк по финалу. Вечером мы увидим противостояние вот этих вот этой Ребекки против нашей Ирины Северюк. Итак, да, наш Джулус Наговицын. Это у нас помост Б. И соперник Джулуса Пал Андрас Марк из Венгрии. Еще раз обращаем внимание на персональных болельщиков, земляков Джулуса. Не прошлое пришли, да, вот изготовили такие баннеры. И ух, как уверенно. Да, 1-0. Сразу со старта выполнил стойку. Ну и, конечно, с радостью встречают этот успех друзья, земляки, болельщики Джулуса. 1-0. Джулуса секундирует его личный тренер Иван Белолюбский. Это у нас уже 4-й круг, да? И осталось 4 спортсмена в серии группе А. Получается, победители уже встретятся в В финале, да. Итак, вторая схватка готова стартовать. Она может стать решающей. Джулусу осталось сделать один шаг, чтобы выйти в финал. И бороться за золото домашнего чемпионата мира. Да, вот мы заметили, что мы показываем не одних и тех же людей, да, а их действительно много. И такие вот замечательные баннеры они с собой принесли. И спокойненько Джулус Наговицын берет и вторую палку. 2-0. Ничего не мог противопоставить Джулусу Марк Андрас Пал из Венгрии. Джулус еще раз показал, что он очень такой сильный спортсмен. Ну, ему и осталось еще один раз в финале достойно выступить. Ну, очень уверенно, да, вот. Да, это манера ведения схватки Джулуса. Если вот до этого мы отмечали защитные такие, да, стили, то у Джулуса ярко выраженный вот атакующий стиль. Он со старта очень резко
тянет, выполняет очень хорошо вот технический прием стойка. За счет этого вот быстро добивается победы. Но чтобы такого стиля придерживаться, человек, ну, спортсмен должен быть очень сильным в физическом плане. On stage B, in white men, 70 Скажем, соперника должен у него быть преимущество в силовых таких Armenia качествах. and Lakushing, Да, сейчас Mongolia. по мосту Б, да, вызываются спортсмены весовой категории до 70 килограммов, группа Б. Сербия, Алексей Кушнир, Украина. И нас там с вами, конечно же, интересует группа А, где Сергей Константинов поспорит за выход в финал с Клейтоном Ралимом Антонесом из Бразилии. С бразильцем предстоит встретиться нашему спортсмену. Ну и сейчас это помост А. Счет 1-1. И решающая схватка у нас. Так, спортсмены сели в решающем поединке. Азербайджан и Узбекистан. Противостояние. Счет 1-1. На помост Б приглашаются Армен Турунян, Армения, Бахтишик, Церендош, Монголия. Итак, у нас Что-то долго арбитр не может дать старт. Дал старт. О! И спортсмен из О, что случилось? Так. Тут, по всей видимости, понадобится, да, вмешательство группы врачей. Так, надеемся, ничего серьезного там. За область живота держится. Ну, скорее всего, там спазм. Очень такие значительные такие усилия проявляют спортсмена. Ну, там врачи подошли, помогают. Вот мы видим начало схватки. Палка вот вытянул и какой радостный. Помост А Да. со счетом 2-1 победу одержал Сергей Трофименко, Узбекистан. Да, ну и поднялся Сергей Трофименко и продолжает он свое выступление. Все нормально, благо все обошлось. Да. На помост А приглашается Чаба Джухаш, Венгрия, Шимон, немец. Ну и давайте на Польша. повторе, да, смотреть. Да, очень большая тяга у ребят. И надо отметить, что они вот эту тягу проявляют без снижения, скажем, да, силовых таких усилий очень долгое время. И за счет этого потом, может быть, и какие-то спазм какой-то группы мышц происходит. То, что мы сейчас заметили у спортсмена из Узбекистана. Вот он радуется. И потом вот мышца схватила и... Ну, потом, слава богу, все отошло. Да, следующая пара у нас уже на помосте. Это Ксаба Юхас из Венгрии и его соперник Шимон Немек, Польша. Это уже 4-й круг, группа Б тоже. Помост Б готовятся Никола Лекович, Сербия. Сейчас уже, на мой взгляд, выходит, скажем так, больше функциональная подготовка. Да, 4-ю схватку вести за утро. За одну утреннюю программу. Да, это кто больше функционально готов, выносливый, у кого мозоли, скажем, не отошли, да, у кого еще силы, адреналин вот остался, запас. Вот, у того больше шансов победить. Стартовала первая схватка. И так, Что-то
Что-то арбитр остановил. И предупреждение дает. Да, предупреждение венгерскому атлету. Юхасу. Счет по-прежнему 0-0 на помосте А. Венгрия, Польша. Тоже упор был на доску, на опорную доску. Арбитр все прекрасно видел, остановил и сделал предупреждение спортсмену из Венгрии, Юхасу. И возобновляется у нас Да. поединок. Также берет на свою сторону и вытягивает первую палку спортсмен из Венгрии. Повел в счете 1-0. Да. Очень ярко, в силовой манере победил. Сейчас главное восстановить силы. Вот одной из самых вот нагружаемых мышц, это мышцы вот предплечья, да, вот на это и секунданты обращают внимание, массируют руки спортсменов. И помост Б. Стефан Строх просит аплодисментов от публики. Итак, сейчас у нас будет вторая схватка Да. в этом противостоянии, которая может стать решающей. И Юхас из Венгрии, Немек из Польши продолжают оспаривать право продолжения борьбы за бронзовую награду. И сейчас Атлет очень сосредоточен, но по тяге преимущество у венгра есть. Юхас является чемпионом Венгрии. О, нет, Шимон активнее включился в работу и 1-1 счет. сравнивает счет. Нет, Что-то? Нет, да, перекрут был, сказал арбитр, да. 90 градусов перекрут был. Счет по-прежнему 1-0. ну и предупреждение за этот перекрут польскому спортсмену. И Юхас тоже показывал, да, ты сделал перекрут. Да. Вот шаг сделал. Ну, на этом повторе, да, видно, что действительно был перекрут. Предупреждение получил Сейчас, таким образом поляк. Во второй Шимон уже активнее включился, но сейчас уже венгерский атлет справился на старте и довел дело до конца. 2-0. 2-0, дорогие друзья. Ксаба Юхас из Венгрии. О, Шимон тоже держится за мышцы. Ну, видно, да, сколько же Да. сил оставил в этой схватке Юхас. Ну и учитываем то, что, не забываем то, что это четвертая уже Да, встреча. Очень значительные усилия, большая нагрузка на организм идет. Поэтому кто свежее выйдет в следующий круг, да, у того уже преимущество будет. Поэтому, если даже заметить, схватки первого круга и пятого круга уже совсем отличаются. Даже у одного и того же атлета могут совсем отличаться. Ну, Поэтому специальная подготовка должна быть, чтобы уметь вести схватку в течение вот и соревновательного дня, да, успеть восстанавливаться между схватками. Поэтому у многих целая команда вот за кулисами работает, там массажисты, и кто-то коктейли спортивные подготовит. да, ну все-таки действительно очень энергозатратно это выступать в рамках одной утренней программы, проводить по 3, по 4 схватки. Ну и эмоции О, Юхаса. какой кадр, да? Еще раз поздравляем Ксабу Юхаса. Так, это у нас следующая пара. Хавсеп Мурадян из Армении и Давид Зумадзе. Первая схватка стартовала и Да, очень равные спортсмены. И армянский. Мурадян. Да, Мурадян первое очко зарабатывает. Хавсеп является трехкратным чемпионом Армении. Также становился он и бронзовым призером Кубка мира. Спортсмен 93-го года рождения из Армении. Добился успеха в первой схватке и ведет со счетом Да, 1-0. очень хорошо включился в работу.
видно, вот спортсмен во время тяги, наоборот, если он кричит, наоборот, хорошо, вот видно, да, вот рот открытый, воздух выходит, не напряжение сидит, скажем, да, не натуживается, а постоянно динамика работает. За счет этого он очень вот долгое время может вот это усилие сохранить. Сейчас тоже включился, работает. Так. Вот тоже с криками продолжает Да, атаковать. с криком продолжает атаковать, но еще бы включиться против захвата бы. Вот. Включается, но грузинский атлет крепкий такой захват держит. Зумадзе, да, вот. Работает против захвата. Да, схватка затягивается, и сейчас может быть то, что слишком работали, злую шутку, да, со спортсменом сыграть. Ну и видим, как Зумадзе периодически вот виляет головой, да, в сторону, как бы говоря, нет, я не отпущу. Но Мурадян все-таки. Все-таки вот атака победила, скажем, защиту, да? Да. Ну и сколько же сил было потрачено в одной этой схватке. Да. Очень продолжительная она получилась. Итак, поздравления принимает Хасеп Мурадян. Отметим, что очень активно работал и долгое такое время, да. Это говорит о том, что спортсмен очень специально готов вести схватку, да. Вот посмотрите, грузинский атлет уверенный был, что он удержит. Но, наверное, какой-то момент упустил момент, что чуть раньше, может, надо было атаковать, контратаковать, скажем, да. И вот упустил момент и захват отпустил. И при этом тоже отметим, что на ключ взял армянский спортсмен. Может быть, это и стало решающим фактором. Да, может и быть, конечно. Конец. Отметим то, что спортсмен из Армении очень хорошо работал. Не снижал, скажем, такое усилие тяги свое. Секундант на заднем фоне вот очень активно волнуется, вот, реагирует так на все действия своего спортсмена. Очень хорошая схватка. Особенно вот когда в замедленном кадре видишь, да, как все мышцы работают, за счет чего вот он побеждает. Вот это очень... Сколько же сил и стараний, да, вложено. Вот это очень классно. В эти мгновения. Как замедленный кадр, как пальцы отпускают. Дорогие друзья, это помост Б, весовая категория до 70 килограммов, 4-й круг в группе А. Сергей Константинов, член сборной команды России в синих шортах, сейчас будет состязаться с Клейтоном Ралимом Антонесом из Бразилии. И в случае победы Сергей выходит в финал. Где уже ждет, да, представитель Кыргызстана Бекжан Амуралиев, который по жеребьевке оказался свободным в этом круге. Ну и я думаю, Сергей должен победить сейчас. Посмотрим. ну что ж, и сразу первая палка есть. 1-0. Сергей повел, очень здорово. Бразильский спортсмен как-то не готовый сидел на старте. Ралим Клейтон из Бразилии является чемпионом своей страны 16 и 17 годов. Чемпион Арнольд Классик 16, 17 и 18 годов. Победитель чемпионата Южной Америки также 18 года. Впечатляющий послужной список. Ну а Константинов, трехкратный чемпион России. Последних 3 лет, да, 16, 17, 18. Трехкратный чемпион республики, конечно, 16, 17, 18 годов. Чемпион России он последних 2 лет. Обладатель Кубка мира.
Сейчас Сергей Константинов, очень надеемся, также выиграет и вторую схватку. И мы увидим его в финале с представителем, ну, в противостоянии с представителем Кыргызстана. Итак, вторая Также схватка. Кыргызстан, да, в финал вышел. Да. Так. Арбитр следит, чтобы это ноги были ниже опущены. Вот, И Сергей Константинов, здорово. да. 2-0. И член сборной команды России принимает поздравления своего соперника. Признал бразилец, что не может он на сегодняшний день тягаться с Сергеем. Признал поражение. И поздравляем мы Сергея Константинова с тем, что он выходит в финал. Проанонсируем, в решающей схватке он встретится с Бекжаном Амуралиевым из Кыргызстана. Да. Сергей ярко выраженный вот такой атакующий спортсмен. Он в совершенстве владеет вот техническим приемом стойка, который вот сейчас вот и продемонстрировал. Очень такой эффективный прием в атаке. И в свое время его отец Николай Аляевич также в таком же стиле, в стойке, побеждал многие республиканские наши турниры. Был в свое время лидером своей весовой категории. И что примечательно, Николай Аляевич и сейчас может конкуренцию составить, наверное, и молодым спортсменам. Поэтому вот такая спортивная семья. Хочу отметить, что и сестра у Сергея Намына, да, которая сейчас работает в секретариате у нас, тоже является ведущей спортсменкой нашей республики, активно участвует в соревнованиях по масс-рестлингу, поэтому очень такая спортивная семья. Stage B, men, 80 kilograms, fifth round. Да, действительно, в этой семье спорт дело поколений, да? Передается из поколения в поколение. А сейчас, дорогие друзья, на помосте Б у нас начинается состязание мужчин весовой категории до 80 килограммов. Группа Б. На ваших телеэкранах Майкл Манхарт из Германии и Улу Русланбек Ченебек из Кыргызстана. Вот что касается представителя Германии, да, многие, наверное, телезрители скажут, что зовут его Михаэль, или другие варианты могут предложить. Так, дорогие друзья. Нет, это у нас все-таки пятый. Да, Бразилия. Круг, да, бразилец с кыргызом встречаются. Это у нас Русланбек Улу Синебек и против него бразилец Диего Полита да Сильва. Да, очень классно победил атлет из Бразилии в таком атакующем стиле. И бразилец повел 1-0. Да. Ну, представьте себе, вот пятый круг, да, Да, уже пятая схватка. за первую половину дня. Ну, за утреннюю программу, вернее. В Да, свое время, когда мы соревновались, мы 5 схваток за весь день делали. ну, а тут уже, видим, Но у нас соревнования тогда проводились 2 дня, скажем. Чтобы выявить победителя, 2 дня приходилось соревноваться. Но это тоже было свои особенности, да, свои, скажем, сложности. Поэтому спортсмены и тренеры должны соответствовать всегда вот изменениям правил. Да, даже незначительные какие-то изменения в правилах, они всегда отражаются в методике подготовки и так далее. Спортсмен из Кыргызстана сравнивает счет 1-1. да, счет равный. Сейчас жребий будет решать, кто выберет захват. И Ценебек Улу Русланбек выберет захват в третьей решающей схватке. Platform A, please
И сейчас спортсмены получат наставки, наставления. Да, уже первым номером сам решил работать Урсламбек. Если говорить о бразильце, Диего да Сильва. Интересно, сейчас третий кто выиграл жеребьевку? Я что-то пропустил. Жеребьевку Русланбек выиграл, и он будет выбирать. Тоже изнутри, наверное, возьмет. Да, так и есть, он выбрал внутренний. Так, с чем не согласен бразилец? Вот, это тоже может быть решающим, кто выбрал захват. Бронзовый призер чемпионата Бразилии текущего года, чемпион Бразилии 16-17 года на помосте. Дают до старта. Видно, что он... И 2-1. Здорово, очень уверенно выиграл решающие схватки. Да, но тут, как мы и предполагали, наверное, жеребьевка стала... Решила исход этой встречи. Да, потому что спортсмены ярко выраженно любят, наверное, внутренний захват. Как мы еще отмечали, с повышением класса вот этот фактор уже не очень становится решающим, да. Спортсмены одинаково сильно держат и широким, и узким захватом. Поэтому пожелаем, чтобы они на тренировках этому компоненту тоже уделяли внимание, умению вести схватку при разных положениях захвата. Это тоже такой фактор, чтобы повысить свое мастерство, скажем. Ну и поздравления. Еще раз поздравим Ценибекулу Русланбека из Кыргызстана. Ну а Диего да Сильва Полита завершает свое выступление на этом чемпионате мира. И у нас следующая пара выходит. Следующая пара выходит, приглашают на помост Атиллу Китанович из Словакии и представитель Армении Аганеса Давтяна. Спортсмены уже на помосте, и сейчас мы начнем наблюдать за этой схваткой. Так, спортсмены вот из Армении используют наколенники, что не часто увидишь в соревнованиях по масс-рестлингу. Но это не запрещено правилами. И выравнивается палка, дается команда Ч. Да. Спортсмены из Словакии атакуют. Нет. Попеременно идет. Да, и атака Давтяна оказалась эффективнее. Спортсмены из Словакии что-то на ладони свои смотрят. И, заметим, секундирует словакскому спортсмену вчерашняя чемпионка, да? Да, по всей, с комментаторской позиции еще не смогу точно увидеть. Яна Васкова. Да, напомним, одну золотую медаль взяла спортсменка как раз из Словакии. Да. Единственное золото, которое досталось не сборной России. Первого соревновательного дня. Медаль высшей пробы тогда завоевала Яна Васкова. В финале одолев американку Мэри Тул Кейн со счетом 2-0. И у нас вторая схватка сейчас готова стартовать. Вторая схватка. И Давтян быстрее, чем в первом случае, вырвал палку. Со счетом 2-0 побеждает. Ну, тут может быть дело в том, что уже, как мы уже отмечали, пятая схватка. И у словакского спортсмена просто
вот пальцы не держат. Уже усталость накопилась, получается. И резко вот так даже против воли они отпускают. Такое бывает, если специальной такой подготовки не хватает. Но мышцы имеют свойство, да, набиваться, Да. уставать. И недостаточно времени для восстановления. И получается, вот если бы они в первом круге встретились, может быть, совсем другая картина была бы. И у нас следующая пара готова выйти на помост. Это у нас Билгун Мунхбаатар из Монголии. Его соперник Аскат Джунушев из Кыргызстана. По-прежнему это весовая категория до 80 килограммов. И по-прежнему это группа «Б». Проигравшие выбывают. Напомним, в этом весе России представляет Джулус Наговицын. Уже в финале ждет финального поединка. Стартует первая схватка, и Джунушев становится победителем дебютного отрезка. 1-0. Ведет представитель Кыргызстана. Дорогие зрители, в перерыве будет сниматься кино «Джулур». И желающие, не расходитесь. Ну и давайте посмотрим на повторе. Помощник режиссера попросил вас поучаствовать в этом. По прямой, сильно ничего не двигаясь, решил спортсмен из Кыргызстана решить исход этой схватки, скажем так. Билгун Мунхбаатар является чемпионом Монголии в своей весовой категории. И посмотрим, что монгольский спортсмен сможет противопоставить. Нет, 2-0. И представитель Кыргызстана побеждает. 2-0. Билгун Мунхбаатар становится победителем в этом поединке. И отметим, что в группе Б в этой весовой категории два представителя также Кыргызстана, да? Да. Остается, есть спортсмен из Армении. И у нас венгр свободный был, да? И вот мы видим повтор последней схватки. Дорогие друзья, Билгун Мунхбаатар таким образом вышел. Нет, еще у них будет круг, наверное, еще в группе Б. Скорее всего, да, потому что Да. трое участников осталось. Четверо должно быть. Ну да, тут интересная ситуация в группе Б, да, в этой весовой категории. Посмотрим, что же решат организаторы. Ну что ж, дорогие друзья, вот таким получилась утренняя программа. Увидели также множество интересных схваток. И отрадно, что спортсмены сборной России продолжают нас радовать своими успехами, своими красивыми схватками. Да, и надо отметить, главная сенсация была, да, в утренней программе. Да, к сожалению, без этого не обошлось. Да, Татьяна Григорь потерпела поражение. Финском, спортсменки из Финляндии, но это и есть спорт, да? Без поражения и побед не бывает. Да. Ну что же, дорогие друзья, мы на этом с вами попрощаемся. Увидимся с вами после перерыва. И мы продолжим смотреть второй соревновательный день чемпионата мира. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Еще раз приветствуем всех наших дорогих телезрителей, любителей спорта, в частности масс-рестлинга. В Якутске продолжается настоящий праздник этого вида спорта, нашего вида спорта мирового масштаба. Третий по счету чемпионат мира
Продолжается в Якутске, столице нашей республики, второй заключительный соревновательный день у нас в самом разгаре. Завершилась у нас утренняя программа ближе к обеду, и сейчас у нас начинается товарищеский турнир серии Мастерс среди ветеранов. А после этого очень интересного и захватывающего турнира мы приступим к просмотру финальных встреч и поединков за бронзовые медали. У нас, давайте ознакомим, да, составом команд. У нас есть команда сборной Европы. В нее входят Юха Веса Янти из Финляндии. Мы видели его выступление сегодня видели. Степан Колодезников, Россия. Тамас Дели, Венгрия. Далибор Зелен, Сербия. Исайя Кантола из Финляндии. Таков состав сборной Европы. Теперь идем дальше. Сборная мира. Конрад Пол Колби, Соединенные Штаты Америки. Иннокентий Макаров, Россия. Заба Юхас, Венгрия, тоже мы его видели сегодня. Хоген от Эрлинг, США. Холл Линдси, и также команда США. И сейчас давайте мы немножко прервемся и поприветствуем участников. Нас, видимо, ждет парад участников. Как было объявлено на ваших экранах, сборная Европы. Да, формат товарищеской встречи предполагает, что сборные будут встречаться стенку на стенку. То есть в каждой команде по 5 спортсменов. Ну и давайте пройдемся по списку. Дальше у нас приглашается на сцену, на помост сборная команда Азии. В составе Рамик Раматова, Кыргызстан, Илгам Кадыров, Узбекистан, Эмрек Курманалиев, Кыргызстан, Джолдош Сулейманов, Кыргызстан, Олеся Гуреева, Кыргызстан. Ну, 4 спортсмена сразу представлены из команды Кыргызстана и 1 представитель Узбекистана. Да. На помост выходит сборная мира. И давайте еще раз объявим состав сборной мира. Конрад Пол Колби, США. Иннокентий Макаров, Россия. Джаба Юхас, Венгрия. Хоген от Эрлинг, США. Холл Линдси, США. Приглашается команда сборной России. Представят команду сборной России Нюргон Уваров, Валерий Савинов, Андрей Винокуров, Анатолий Баишев и Екатерина Белолюбская. Уважаемые любители масс-рестлинга, представляем состав сборной команды Европы. Ну и сейчас Янти, Финляндия. представление, да, составов команд будут по одному. Колодезников, Россия. Степан Колодезников получает свою порцию аплодисментов. Тамас Дели, Венгрия. Далибор Зелен, Сербия. Исайя Кантола, И Исайя Кантола, спортсменка из Финляндии. команды Азии входят. Вот такие командные соревнования тоже носят свое новое, да, в единоборствах. Совсем другое это дух состязательный уже. И тут в одной команде представители разных стран, что, конечно, тоже выполняет свою какую-то другую функцию спорта, да? Жолдош Сулейманов, Кыргызская республика. Да, на одном помосте собрались Олеся Гуреева. легенды, живые легенды, герои прошлых лет и те спортсмены, которые продолжают выступать и радовать болельщиков своих стран. Пол Колби Конрад, Соединенные Штаты Америки. Продолжается у нас объявление составов. И, как я знаю, пока что жеребьевки не было. И, как приветствую, да? Жеребьевка будет
вот в скором времени, как я думаю. Но, как уже сказал Александр, у нас формат турнира будет проходить, турнир будет проходить в формате стенка на стенку и круговая система. Представляем состав сборной команды России. Вот как раз представительница Америки, она вчера заняла 2-е место. И сегодня постарается записать в свой актив еще одну медаль. Да. Вот в составе сборной России все знакомые лица, сильные наши маджины, представляющие нашу республику, Екатерина Белолюбская. скажем, легенды масс-рестлинга, маджины. Внимание. Да, легендарные маджины республики получили больше всех аплодисментов и оваций, что вполне логично. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас, по всей видимости, будет проведена жеребьевка нашего товарищеского турнира. Еще раз отметим, может быть, кто-то только что присоединился к нам. У нас вечерняя программа открывается товарищеским турниром серии Мастер среди ветеранов, легендарных спортсменов. У нас есть 5 команд. Это сборная Европы, сборная мира, сборная Азии, Команда мира. сборная России. 4 команды. Да. 4 команды, и они оспорят между собой звание сильнейших. Анатолий Баишев, легендарный амгинский маджины, живая легенда якутского спорта на ваших телеэкранах. Человек, внесший неоценимый вклад в развитие масс-рестлинга, в популяризации данного вида спорта. Человек, который является примером для нескольких поколений, ну и продолжает влюблять подрастающее поколение в масс-рестлинг, якутские виды спорта. И по всей, как я понимаю, капитан сборной. Да, конечно, вот капитаны провели жеребьевку. Итак, организационные моменты, как я понимаю, все решены. Спортсмены отправляются готовиться и по пути еще раз приветствуют собравшихся зрителей. И, дорогие друзья, приглашаем вас еще раз в Центр спортивной подготовки «Триумф» посмотреть на легендарных спортсменов, на этот товарищеский турнир, по завершению которого начнется соревнование уже будущих легенд. Финалы и поединки за бронзовые медали у нас по программе начинаются в 16:40. В финальных поединках наши члены сборной команды России представлены в 5 весовых категориях. Как и вчера. Да, так же, как и вчера. Поэтому еще раз призываем всех подойти в спорткомплекс «Триумф», поболеть за наших спортсменов. Да, поддержать наших спортсменов. Вчера было достаточно много людей. Хотелось бы, чтобы сегодня было еще больше. Ну, сегодня у нас заключительный день чемпионата мира. И давайте, пользуясь вот этой заминкой, да, перед стартом товарищеского турнира, еще раз напомним нашим дорогим телезрителям, то, что по итогам вчерашнего первого соревновательного дня в активе сборной команды России 5 золотых медалей из 6 возможных. И у нас неплохо вчера выступили представители Кыргызстана. В их активе 2 серебра, 2 бронзы. У Узбекистана 5 медалей, все бронзового отлива. Украина завоевала вчера 1 серебряную, 1 бронзовую медаль. И Казахстан, в их активе 2 награды бронзового отлива. Ну и все остальные команды, это Финляндия, Чехия и все остальные завоевали по 1 медали. У нас первыми встретятся команды Азии и мира. И первыми на помост пригласили Рамига Раматова из Кыргызстана. Он в красной форме. Его соперником будет из команды сборной мира Конрад Пол Колби, Соединенные Штаты. Да, в этом турнире принимают участие спортсмены возрастом старше 40 лет. Некоторые из них уже участвовали и в официальном чемпионате мира. Команда Азии. Марат Раматов. Да, Так, и сейчас внимательно смотрим. хотелось бы отметить то, что турнир у нас пройдет по системе выбывания. Да, Активно работает Раматов, но американский атлет первый. Итак, Раматов берет первую палку.
Ну и, И делает заявку. Да. Пока одно очко сборной Азии получается у нас. Да, сборная Азии выходит вперед, ведет в этой встрече. У нас получается два полуфинала. Это у нас первый из них, и победитель выйдет в решающий матч и будет оспаривать звание победителя этого турнира серии Мастерс. Ну а мы видим, как Рамик Раматов вырвал палку в первой схватке. И сейчас будет Да. вторая. Очень активно поработал. И стойку пытался сделать, и зашагивание. Рамик Раматов 1968 года рождения. Что касается его соперника из Соединенных Штатов, он 1970 года рождения. Начинается вторая схватка. Вторая схватка. О, вот, Досадно получилось. да. Отпустил одну руку. Такое бывает, когда уже, чтобы не упасть, застраховался. 1-1, и жребий пал в пользу команды Азии. Хват будет выбирать Рамик Раматов. Четыре команды участвуют в этом турнире серии Мастерс. Мы сейчас наблюдаем за первым полуфиналом. В следующей паре встретятся Россия и Европа. Так, спортсмен из Америки уже вышел на помост, ждет своего соперника. Рамик Раматов получает последние наставления и тоже выходит на помост. Итак, решающая схватка первого поединка между командами Азии и мира. Активно поддерживает Конрада Пол Колби. На многих соревнованиях можно услышать, да, это USA, USA. Ну что ж, посмотрим, как это поможет Конраду. Ну, вторую схватку Рамик сам проиграл, можно так сказать. Да, да. Ну и сейчас все решится в этой третьей Также схватке. Рамик начинает атаковать, и у него преимущество. 2-1. Рамик Раматов, Кыргызстан, приносит первое очко сборной команде Азии. Победу одержала команда Азии. Раматов получает порцию аплодисментов. И сейчас он пойдет к своей команде. Сейчас мы ждем в составе сборной команды мира Иннокентия Макарова, нашего очень известного, прославленного спортсмена Маджане, который у нас в 90-е годы был одним из таких зачинателей, скажем, такого масс-рестлинга, да, нового в формате. Активно они вот, передвижение вот, начали применять. И Иннокентий и сейчас находится в очень прекрасной спортивной форме. Может стать примером, можно сказать, пример для молодого нашего поколения, что надо поддерживать здоровый образ жизни, заниматься спортом и быть в прекрасной спортивной форме в любом возрасте, можно сказать. Мы видим, как Иннокентий настроен, заряжен на этот поединок. И его, ну что ж, представим еще раз. Сборная Азии. Илгам Кадыров, представитель Узбекистана, и Иннокентий Макаров, сборная мира, Россия. Нет, это другой кто-то зашел, кажется, или что? Со стороны сборной Азии. А можно ли делать замены? А, нет, Кадыров нам сказал. Так, напомним, Иннокентий у нас 1957 года рождения.
Вот посчитайте, сколько лет. О, Иннокентий сразу берет. И как в свои лучшие годы в стиле стойка вырывает палку. Под овации собравшихся любителей спорта Иннокентий Макаров берет первую палку. 1-0 в пользу сборной мира. Можно сказать, вот времени подвластно над Иннокентием, да? Как в свои лучшие годы стойку выполнил. Спокойно. Ну, как вы отметили, Александр, действительно, Иннокентий находится в прекрасной физической форме. И здорово он, конечно, одолел своего соперника в первой схватке. И спортсмены уже вернулись по мосту. И сейчас будет вторая схватка. Ильгам Кадыров 76-го года рождения, да? Да, Сыновья годится, да. И также Иннокентий взял и также выполнит стойку. Да. повторение первой схватки. Да. Иннокентий Макаров побеждает со счетом 2-0. Поздравляем Иннокентия. Еще раз хочу сказать, что Иннокентий является, скажем, примером для всех нас. И что спортом надо заниматься всю жизнь. Иннокентий является у нас трехкратным победителем игр Дыгына. Очень разносторонний спортсмен. И является мастером спорта по якутским прыжкам, мастер спорта по масс-рестлингу. Талантливый Так, человек, да. талантлив во всем. Да, также очень универсальный спортсмен, скажем. Ну, и какую же убедительную победу одержал Иннокентий. И, кстати, счет сравнял, да? Стало 1-1. Да, по одной победе теперь у обеих команд. Сборная Азии и сборная мира 1-1 после двух поединков. И сейчас мы наблюдаем, как Иннокентий празднует эту победу. И следующими у нас выходят в составе сборной Азии Эрмек Курманалиев. Еще один представитель Кыргызстана в составе сборной Азии. И его соперник Жаба Юхас, Венгрия. Обоих спортсменов мы видели уже в рамках нашего чемпионата. Ну что ж, по итогам этой встречи одна из команд выйдет вперед. Пока счет равный 1-1. Юханс у нас представитель мира, он выступает за сборную Венгрии, да? Да. Очень тоже себя мощно показал. И сейчас первую схватку побеждает. Юхас выходит вперед в этой встрече 1-0 в пользу венгерского атлета сборной команды мира. Ну и смотрим в замедленном действии, Да. как это было. Очень мощная тяга. Что мы видели ранее вот в рамках чемпионата мира соревнований. Да, не изменяет, да, своему стилю. Юхас в силовой, в агрессивной манере выиграл эту первую схватку. И сейчас посмотрим, что будет во второй. Итак, все внимание на помост. Венгр Юхас, сборная мира. И кыргыз Курманалиев, сборная Азии. Вторая схватка, и все равно вот это вот чудовищное
по силе тяга Юхаза приносит очко. Еще одно очко сборной мира. Да. Юханс приносит второе очко сборной мира. Ну и теперь у сборной мира 2 победы. Да. Против одной сборной Азии. Сейчас мы ждем на помост выхода Ода Хогена, да? Самого возрастного, наверное, участника этого Да, скорее товарищеского всего. турнира. Да, вызывается, мы слышим, вызывается следующая пара. Да. Од Хоген 1950 года рождения. Да, друзья, 1950 года рождения, представитель США. Хоген от Эрлинг, сборная мира. Его соперник из Кыргызстана Жолдош Сулейманов, сборная Азии. Ну да. Сулейманов и по весу потяжелее получается Ода. И возрастом моложе. Ну, посмотрим, что. Ну, да, как мы уже отметили, пожалуй, самый возрастной участник этого турнира. От Хоген 1950 года Ну, рождения. спортсмены настроены по-боевому. Товарищеский формат, наверное, забыли. Да, видим, как Да. они оба заряжены. С какой серьезностью они подошли к этому противостоянию. Первая схватка стартовала. 1-0 в пользу американца. От Хоген показал очень грамотно, скажем так, использовал вот свое преимущество в силе захвата, да, он с наклоном закрутил, можно сказать, палку изнутри. И вот, захват отпустил его сразу соперника, скажем. Ну что ж, 1-0. И уже во второй схватке все может решиться. Тогда сборная мира улучшит. Да, уже третья преимущество. победа будет, да? Напомним, сейчас со счетом 2-1 ведет сборная мира. Под руководством Ода Хогена, скажем. Итак, в этом поединке счет Ну, посмотрим, что Сулейманов впереди команда «Мир». сможет сделать во второй схватке. От Хоген, Соединенные Штаты Америки. От Хоген на правах лидера. Американец, По всей видимости, он капитан в этой команде. От Хоген побеждает 2-0. Да. И сборная мира увеличивает отрыв. Да, у сборной мира уже 3 победы против 1 в активе сборной Азии. Поздравления принимает от Хоген, США, сборная мира. Поздравляем. Ну и, конечно, благодарят друг друга спортсмены. И Сулейманов поприветствовал телезрителей, сложив пальцами. Если я правильно посмотрел, сердце он сложил пальцами, тем самым проявив любовь к этому виду спорта, любовь к этому мероприятию. Ну и как хорош Да. от Хоген. Напомним, что Сулейманов весит 138 килограмм. 138 килограмм просто даже перетянуть на свою сторону, если он не сопротивляется, тяжело будет. А тут человек еще сопротивляется. И надо Да. проявить значительные усилия, чтобы вытянуть на свою сторону. И выходят
Женщины. В составе сборной мира вышла Линдси Холл, США. Еще один представитель, да, вот США в составе сборной мира. Ее соперницей будет Олеся Гуреева из Кыргызстана. Кстати, обе они являются призерами нашего чемпионата. Выступали в разных весовых категориях. Американка 75, Гуреева на 85. Но несмотря на это, американка вытягивает. Да, вот в атаке действовала американка и повела в счете 1-0. А, нет, они в одной выступали, кажется. На 85 выступали, да? Вторая и третья стали. Да, как я помню, тоже так было. Да. И в этом противостоянии Линдси Холл вышла победительницей. Американка подтвердила, что она не зря вторая была. Пока ведет. Да, 1-0. И у нас по победам, да, у сборной мира 3, у сборной Азии 1. Одна победа. Напоминаем вам, дорогие телезрители, то, что это у нас первый полуфинал товарищеского турнира серии Мастерс. Интересно будет понаблюдать вот за схватками сборной России. Там у нас за женщину выступает опытная наша спортсменка Екатерина Белолюбская. Вот интересно будет ее понаблюдать вот, в схватках с этими спортсменками. Итак, вторая схватка. Ух ты! Ошибку сделала американка. 1-1. И будет брошен жребий. Ну тут скорее ошибка американки. И американка будет выбирать захват. Линдси Холл. Посмотрим сейчас. Вот вытягивает американка на свою сторону, делает шаг, только тут ошибка в том, что надо было шаг сделать сперва той ногой, какую сторону ты идешь. Как бы направляющая получается. Да, она наоборот сделала, ноги как бы ноги поставила узко, в это время вовремя Гуреева этим воспользовалась и ударила. Ну и тут же баланс был потерян. И счет стал 1-1. И что ж, решающая схватка. Американка выбирает. Да, очень сильные спортсменки, сильную тягу указывают, поэтому... Вот тут тоже немножко ноги соединила, но не смогла Гуреева воспользоваться. Тоже захотела ударить, но американка исправилась на этот раз. Да, Линдси Джоан Холл, Соединенные Штаты Америки, сборная мира, побеждает со счетом 2-1. Да, и подтвердила, что она не зря была вторая на чемпионате. Да, и таким образом мы можем подвести итог этой матчевой встречи. 4-1 в пользу Вот тут замедленно кадр сборной видно, мира. наверное. О, это уже конец. Там уже ноги она шире поставила, удобнее, когда ей тягу делать сильную в таком положении. Вот, вначале она вот тут вот немножко ноги соединила и потом сразу исправила. Да, очень сильная тяга у спортсменок. Я думаю, Олеся Гуреева ничуть не расстроилась. Поздравила соперницу. Да, очень зрелищную схватку подарили нам спортсменки. Благодарственным письмом и подарочным набором от Федерации масс-рестлинга Республики Саха-Якутия награждается Виктор Петрович Наговицын.
Очень Ну и вот хорошие видим. кадры. Обнимаются, улыбаются спортсменки. Да. Конкуренция конкуренции. Но остаются друзьями. Каратаев Петр Дмитриевич. Сейчас вот идет награждение Федерации масс-рестлинга. Вот наградили Виктора Петровича Наговицына. Мы знаем бытность, когда Виктор Петрович работал министром спорта нашей республики. Очень бурное развитие получил масс-рестлинг, развивался во всех районах. Сейчас вот видим Петра Дмитриевича Каратаева, первого мастера спорта республики по масс-рестлингу. Дмитрий Иннокентьевич Шарин на сегодняшних наших соревнованиях работает заместителем главного судьи соревнований, один из ведущих наших судей. Да. Кривошапкин Петр Иванович. Алексей Трофимович Афанасьев, тоже с 96-го года он работает в Федерации масс-рестлинга, и в Республиканской Федерации, и Всероссийской Федерации работал, сейчас и в международном уровне развивает масс-рестлинг. Шарин Владимир Яковлевич. Все очень заслуженные, почетные люди. Ионович. Так, мы видим Виктора Николаева, Хотой, один из первых тоже мастеров нашей республики по масс-тардыгы. Если не ошибусь, если скажу, легенда масс-тардыгы. Владимир Шарин. Поздравляют друг друга люди, внесшие Иван Ильич. неоценимый вклад в развитие. Владимир Яковлевич Шарин. Видим. Скрябин Илья Ильич. Иван Евсеев, если я не ошибаюсь, так со спины посмотрел. Из Вилюйского района в свое время тоже ведущий масс-рестлеров нашей республики. Бурдашев Семен Семенович. Так, это призы вручает Федерация масс-тардыгы нашей республики. Да. Приз получил Илья Ильич Скрябин. Поздравляем всех награжденных заслуженной наградой. Вручили благодарственные письма и подарочные наборы, как было озвучено на арене. Да. Ну что ж, и публика, собравшаяся в триумфе, тоже благодарит наших героев. И сейчас наш турнир серии Мастер среди ветеранов старше 40 лет будет продолжен вторым полуфиналом, в рамках которого встретится сборная России и Европы. В предыдущей встрече в рамках первого полуфинала сборная мира одержала 4 победы против одной сборной Азии и вышла в финал. Команды России и Европы. Да, на помост приглашаются сборные команды России и Европы. Итак, встречаем первую пару. Юргун Уваров, Россия. Юха Весаянти. В составе сборной России вызывается Нургон Уваров. Его соперником из команды Европы будет Юха Весаянти, Финляндия. Юха Весаянти запомнился, да, сегодня Да. своим замечательным выступлением, ну и своей татуировкой знаменитой, конечно же, мы его... Если я не ошибаюсь, он за третье место еще будет, наверное, да? Или выбыл? Еще, может, увидим. Точную информацию, да, дадим немножко позже. Но Нургун Уваров очень сильный тоже спортсмен.
до недавнего времени соревновался среди молодых. Если не ошибаюсь, в прошлом или позапрошлом году очень удачно выступал у нас на чемпионате республики. Итак, на помосте Россия и Европа. Итак, матч между Россией и Европой стартует встречей Нургуна Уварова и Юхавеса Янти. Нургун очень хорошо делает вот ту же стойку, прием. Нургун Уваров защищает цвета России, он на красной стороне. Итак, отдается команда Чай сразу. Нургун Уваров выходит вперед 1-0. Нургун по своей сейчас форме спортивной может на равных конкурировать и с молодыми, наверное, спортсменами. Как мы видим, секундирует Владимир Шарин, наш тоже очень известный маджине. В свое время много раз становился победителем всевозможных соревнований, и российских, и республиканских. И сейчас секундирует сборной команде России. Итак, Нургун Уваров вышел вперед 1-0. Сейчас будет вторая схватка. Нургун Уваров, сборная России, и Юхавеса Янти, сборная Европы. Вторая схватка. Юха Янти подумал, поменять ли захват. Не стал меня. Не оставил шансов Нургун. Да. Уваров. За счет быстроты движений победил. Победу одержал Нургун Уваров. Россия. Нургун Уваров побеждает со счетом 2-0 и приносит сборной команде России первое очко в этом матче. Валерий Савинов, Россия. Степан Колодесников, Европа. Ну и посмотрим. Ну, действительно, да, спортсмен из Финляндии не смог ничего поделать. Ну, надо тоже признать, что спортсмен из Финляндии уже с утра сколько уже поединка провел, да? 3 или 4, усталость накапливается. Уже не такой свежий, а Нургун первая схватка за сегодня. Да, на это тоже стоит обратить Да. внимание. Ну, поздравляем Нургуна. Ну и тем более, если вспоминать, какие схватки были у Янти, да? Да, такие. Продолжительные, вот, очень упорные. Итак, у нас вторая пара этого матча. В составе сборной России вышел Валерий Савинов и его соперник Степан Колодесников. Да, Валера Савинов тоже один из наших ведущих спортсменов. Среди молодых он становился и чемпионом республики, побеждал в многих турнирах в свое время. Но и сейчас, и после перехода в ветеранский возраст, он был призером игр Манчара, чемпионата республики среди ветеранов. И Валерий Савинов выходит вперед. И сейчас он, Валера, очень активно занимается. Я думаю, и среди молодых бы он дал бой в своей весовой категории. Ну и стоит еще отметить то, что состав, да, вот, ну, список участников из числа якутских спортсменов, которые принимают участие на этом турнире серии Мастерс, определялся по итогам турнира ветеранов, который прошел 20 Да. октября в Мадуне. Получается, отбор прошли наши ветераны, да? И сегодня вот на этом помосте выступают лучшие из лучших ветеранов нашей республики. Интересно, как проводился отбор в других странах. Ну, заранее было
объявлено, что такой турнир в рамках чемпионата мира проведется, будет проводиться. И спортсмены знали. Валерий Савинов побеждает со счетом 2-0. Верхневилюйский Маджингы. Побеждает со счетом 2-0. И в активе сборной России уже 2 победы. Да. И ситуацию вот, попробуют исправить из команды Европы Тамас Дели, венгерский спортсмен. Андрей Винокуров будет представлять сборную России. В свое время Андрей становился чемпионом республики в 3 разных весовых категориях. Он очень точно помню, 68 побеждал, 74, 82, потом и 90 переходил, но я не помню, 90 он был чемпионом республики или нет. Итак, Тамас Дели, сборная Европы, и Андрей Винокуров, сборная России. Андрей сейчас очень успешно выступает в соревнованиях среди ветеранов. Один из самых таких сильных, я бы сказал, спортсменов. В атаке Дели. 1-0 в пользу венгерского спортсмена, представляющего сборную Европы. Ну, сейчас Андрей что-то придумает. Андрей попытался по прямой, на равных потягаться. И упустил, да, момент упустил. Сейчас очень интересно будет, понаблюдаем, что же придумает Андрей. Тамас Дели пока ведет со счетом 1-0. Ну да, Тамас Дели, он 77-го года, Андрей Винокуров у нас 68-го года рождения. Пока вот эта разница дает преимущество, но будем надеяться, что Андрей сейчас покажет свои лучшие качества. Вот уже Андрей заряжен. Итак, начинается вторая схватка. Еще немножко удержать, и Андрей будет, я думаю, вот. Да, как вы и говорили, Александр. Андрей Винокуров что-то придумал и сравнял счет 1-1. Да. В первой схватке слишком заряженный зашел Андрей. Надо было немножко контролировать свои движения. И я думаю, сейчас Андрей соберется. И еще раз повторю, Андрей Винокуров в свое время, когда молодой был, я по моим таким прогнозам один из самых сильных Маджингы. За счет своей техники, за счет своих вот таких морально-волевых качеств. И разносторонний, мог и атаковать, мог и удержать. И такой самый, ну я с ним боролся, да, один из самых, скажем, честных, справедливых. Никогда, когда с Андреем сидишь на помосте, никогда не было такого, чтобы он на себя натягивал или что-то. Берет и по прямой. Итак, Андрей Винокуров сравнял счет, и жребий пал в пользу представителя сборной Европы. Дели уже немножко подустал, наверное. Итак, начинается решающая схватка в этом поединке. Дели решил на пальцах, но это... Ух ты! Да. Не зря Тамас Дели Дели участвовал на чемпионате мира. Да. Побеждает Тамас Дели. Да. Но И в любом случае мы увидели очень красивую схватку, зрелищную. И приносит Тамас первую победу в актив сборной Европы.
по победам у нас. 2-1 в пользу сборной России. Показал, что он не хочет тянуть далее, да, как бы сидел. Андрей начал работать. Вот, лево-право, хотел еще стойку. И в это время упустил, когда корпус двигал из стороны в сторону. Да, друзья, и у нас следующий матч, следующая встреча в матче между сборными России и Европы. Анатолий Баишев, Россия. Легендарный амгинский богатырь выходит на помост. И его соперник Далибор Зелен, представитель команды сборной Сербии, выступает за сборную Европы. Да, в этой схватке, ну, я лично тоже болею за Анатолия. Вот, И с Андреем Винокуровым, и с Анатолием мы много раз встречались на помостах, поэтому очень отрадно видеть их на помосте. Хочется самому сейчас выйти, да. Но я восхищаюсь, они старше меня возрастом и до сих пор вот держат форму. И смотрим, дорогие друзья, Анатолий Баишев в атаке. И да, 1-0 в пользу Анатолия. И тут важно отметить, заявлено, да, вот в протоколе, что вес Далибора Зелена равняется 210 килограммам. Вот, представьте, да, 210 килограмм. Мне сейчас штангу 210 килограмм поднять, просто штангу тяжело, да. Тут человек, который еще тянет. Да, Анатолий Баишев. Анатолий показал, как надо бороться с теми, которые тебя вот превосходят вот, и в габаритах, и в весе, да, массе тела. С ними, конечно, по прямой тянуть сложно. И уходить надо от таких спортсменов, которые прямо от прямой тяги, скажем. Но Анатолий прекрасно это понимал и добился победы. Себ, что устраивает-то, а? Танцует. К сожалению, по телевизору нам не показали, но очень пластичный оказался спортсмен. Такие движения показал. Завел толпу перед началом второй схватки. И, дорогие друзья, все внимание на помост. Нет, не было команды. Не. Предупреждение. Анатолий. Да, заранее старт, предупреждение. У Анатолия предупреждение, надо быть повнимательнее. Толя, конечно, понимаем, завелся, да. Любой человек, выйдя на помост, заводится, скажем. И да, 2-0. Анатолий Баишев. Да, 210 килограммов. До сих пор в прекрасной спортивной форме находится Анатолий. Было бы очень хорошо увидеть его, я думаю, и среди молодых. Толя даст бой. Легендарный якутский Маджингы побеждает просто огромного соперника из Сербии. И тем самым Анатолий Баишев записывает в актив сборной России третью победу. Да. По победам 3-1 в пользу России сейчас. Еще раз смотрим в замедленном действии, как Анатолий Баишев победил Далибора Зелена из Сербии. И вот так, сейчас танцы в исполнении Зелена. Ну, и да, вот еще. И магнезии. Вот как здорово. Да. Да. Вот. Веселые ребята из Сербии. Но эти танцы не помогли. Итак, у нас вышли... Да, Катя Белолюбская. Да, в составе сборной России. И против нее Сая Кантола, Финляндия, сборная Европы. Да, сразу заметно, что финская спортсменка, она превосходит также по весу, по массе тела, но только что Анатолий продемонстрировал, как надо с ними бороться. Надеюсь, Катя тоже воспользуется этим. Ну и какая тяга. Да, к сожалению, не смогла противоставить Катерина.
Сая Кантола выходит вперед 1-0. Первой схватки. Ну, надо сказать, вот Катя Белолюбская выступает обычно 65 килограммах. И на отборочных на чемпионате России была второй. Там, как мы знаем, Ирина Сибирюк представляет сборную команду России. Ее соперница, финская спортсменка, выступает в тяжелой весовой категории, свыше 85. И разница, наверное, в килограммах, если не 30, то 40 где-то. Ну, в любом случае, существенная разница. Да, существенная разница. Это... Ну что ж, вторая схватка. И сейчас Екатерина Белолюбская будет активно передвигаться, постараться вывести из баланса свою соперницу. Видел, как секунданты подсказывали ей, показывали движение туловищем и влево, и вправо. Ждем, когда выровняется палка по уровню опорной доски. Да, он сейчас. Сая Кантола ведет, Финляндия. Защищает цвета Объединенной Итак, Европы. 1-0, Кантола впереди, вторая схватка. Дается команда чай и... Да, тоже Катя упускает. Но, к сожалению, Да. Сая Кантола побеждает со счетом 2-0. И таким образом это у нас была заключительная встреча в матче между сборными России и сборной Европы. 3-2. 3-2, да? В пользу сборной России. И формат у нас какой? Победители в финал выходят? Не круговой? Да, сейчас нас ждет финал. Это была вторая встреча 1-2. И нас ждет встреча за золото, за победу в этом турнире серии Мастерс. За третье тоже, наверное, будет. Думаю, да, за третье тоже будет матчевая встреча. Ну и Сая Кантола в замедленном действии видим, как она добилась успеха в встрече с знаменитой Екатериной Белолюбской. Ну, эту спортсменку мы еще увидим, наверное, в вечерней программе. Итак, на помосте Азия и Европа. Кыргызстан и Финляндия. Марат Раматов и всеми уже любимый Юха Весаянти. Дорогие друзья, мы вновь возобновляем трансляцию второго соревновательного дня чемпионата мира. У нас идет турнир серии Мастер среди ветеранов. И у нас бронзовая встреча между командами Азии и Европы. Первая пара у нас уже вышла в составе Рамига Раматова, Кыргызстана, сборная Азии. Против него Юха Весаянти, сборная Европы. И ведет у нас встречи Раматов 1-0.
И вторая схватка, дорогие друзья. Никогда не сдавайся на якутском языке. Да, вот Янти уже за сегодняшний день 6-я, наверное, где-то схватка. Зрители активно поддерживают. Да, полюбился местной публике, конечно, Юха веса Янти. Местные болельщики болеют за представителей Финляндии. Что-то Так, у нас повреждение там, у Юхи. Да, у нас... Нет, ну теперь сел обратно. Надеемся, что ничего серьезного, но видим, что по лицу, да, ощущает Да. он как минимум дискомфорт. Ну что ж, вторая схватка все-таки стартует. Скандирует Юха, Юха. Трибуны триумфа. И вторая схватка стартовала. Рамик Раматов побеждает со счетом 2-0. Ну, видно, спортсмен получил какое-то повреждение. И помогает Раматов покинуть помост своему сопернику. Ну и Юха покидает помост. И смотрите, кинул он, кажется, полотенце или... Футболка, да? Да, или футболка была, не успел я разглядеть, но я думаю, очень ценный сувенир. Ну и сразу отправился к врачу. Да. Пожелаем здоровья Юха веса Янти. Любимец трибун уступил в первой встрече матча сборной Азии и Европы. Рамик Раматов. И сборная Азии выходит вперед. Ну и вот, да, конечно, Рамик Раматов помог своему сопернику подняться и хотел проводить его за пределы помоста, но Юха сам решил. Да, видно было, что Юха до этой периода уже получил травму, да, но все-таки решил до конца побороться. Да, в составе сборной Азии вышел Эрмек Курманалиев, хотя мы ждали Илгама Кадырова. И в составе сборной Европы Степан Колодезников. Пока счет 1-0, да? Нет, ну да, если вообще мы имеем в виду матчевую встречу, да, 1-0, Азия вышла вперед. Итак, дается команда Чай. Колодезников вырывает палку и делает счет 1-0. Степан Колодезников отправляется восстанавливаться. Ассистирует ему спортсмен из команды Финляндии. Ну и смотрим в замедленном действии. Да. Накрутил тоже палку за счет движения кистью и сорвал захват у соперника. Континент 1-0. Впереди Степан Колодезников. И Курманалиеву сейчас предстоит постараться, да? Улучшить свое положение в этой схватке, в этой встрече. Ну, Колодезников более предпочтительнее выглядит, на мой взгляд.
И у сборной Европы есть все шансы сравнять счет в этой встрече. Итак, Степан Колодезников, сборная Европы, и Эрмек Курманалиев, сборная Азии. Напоминаем вам, дорогие друзья, что у нас идет бронзовый финал турнира среди ветеранов серии Мастерс. И стартовала вторая схватка. Да, шанс был у сборной Азии. Степан Колодезников. Воспользовался, и Колодезников довел дело до победы. 2-0 побеждает Степан Колодезников. И тем самым он сравнивает счет в матчевой встрече. По победам у нас 1-1. Ну а в финале этого турнира, напомню, встретятся команды России и сборной мира. Ну а пока оспаривается третье место. Вот. Прием ключ начал делать Степан. И в этот момент немножко был шанс. Вот очень отчетливо видно, как тянет Степан, нагружая захват у рук соперника. И сейчас потом второй раз наклонится, вот, и сорвать захват. Итак, мы идем дальше. Это третья пара. В составе сборной Европы вышел Томас Дели из Венгрии. И вот как раз-таки появился, мне кажется, Илгам Кадыров из Узбекистана. И какой старт от Дели Томаса. Да. Томас Дели очень сильный атлет. Тоже успешно выступал в основной программе, да, чемпионата мира. И тоже нужно учитывать, что который уже по счету, да, вот Дели проводит встречу за сегодняшний день. Ну, молниеносно, конечно, действовал представитель Венгрии Тамаш Дели. Вторая схватка. Кадыров, Узбекистан, и Дели, Венгрия. Ну и видим тоже, да, тяга все-таки сильнее. Да, физически сильнее, и за счет этого Тамаш Дели доводит дело до победы. Со счетом 2-0 побеждает Тамаш Дели. И таким образом сборная Европы, уступая в счете 1-0, выходит вперед в этой матчевой встрече. Счет в настоящий момент 2-1. Ну и видим победу Дали Тамаша. Ну и сам, да, мы видим то, что Эрмек, не Эрмек, а, конечно же, Илгам Кадыров, после того, как лишился палки, чуть ли руками не развел. Что ж тут я могу поделать? Вот так. Итак, следующая пара у нас в составе сборной Азии. Давайте сначала представим. Вот, да, Далибор Зелен, Сербия. И против него из команды Азии Джолдош Сулейманов, Кыргызстан. У Сулейманова 138 килограмм. Против 210 разница Зелена Далибора. 70 килограмм, да? Да. Итак. Ну, Анатолий Баишев прекрасно всем продемонстрировал, как нужно бороться с теми, кто во многом превышает тебя в весе, но Сулейманов не смог повторить это. Зелен уже со старта показал, что он не просто сидит, а он умеет еще тянуть.
мы видели, как он умеет танцевать. Очень интересно, покажет ли еще что-нибудь представители сборной Сербии, Далибор Зелен. Думаю, увидим, наверное, как он победит. После, если победит, то покажет, наверное. Продолжение этого танца, да? Да, Ну очень да. уверенно победил. Ну и как бы ни старался Сулейманов, Да. тут, да, действительно сложно что-либо поделать. Но, с одной стороны, Баишев показал, да? Здорово выиграл у Зелена. Итак, вторая схватка. Далибор Зелен, сборная Европы, и Жолдош Сулейманов, Азия. Вторая схватка. И Зелен тоже в схожей манере. Без По проблем. прямой, да, вытягивает своего соперника. Далибор Зелен. О, посмотрите. И Сулейманов тоже поддержал. У нас теперь танцевальный баттл на помосте, дорогие друзья. Ну, будем считать, что в танцевальном баттле ничья у нас. Но в самой схватке победил Далибор Зелен. Молодцы. Ребят. Да, порадовали собравшуюся публику. И ох! Да. Но тут не оставил, да, шансов своему сопернику Далибор. Да. Ну вот по прямой с таким соперником бесполезно, я бы сказал. Тут надо, как вот показывал Анатолий Баишев, да, уходить от прямой тяги, сбивать соперника, попытаться. И вот импровизированный танцевальный баттл. Хорошая пластика. Да. Итак, у нас последняя пара в этой матчевой встрече. Олеся Гуреева, Кыргызстана. В составе сборной Азии выходит ее соперница Сая Кантола. В составе сборной Европы представляет она команду Финляндии. Да, сейчас посмотрим, Гуреева сможет ли оказать достойное сопротивление своей сопернице, которая также превосходит в весе, массе тела. Вот, слышим, как секунданты советуют, в какую сторону двигаться. Остается команда Че, и Вот, попыталась Олеся за счет движения, но финская спортсменка очень ловко передвинулась и успела, скажем, контрдвижением сделать. и Кантола выходит вперед 1-0. Да. Ну и Олеся посмотрим. очень хорошо вот начала движение, пошла, работала, Ну и Кантола подстроилась. да, подстроилась вовремя и Ну и перетянула свою соперницу. да. Надо заметить, финские вот спортсменки очень мощные, да. Мы сейчас и в финале тяжелой весовой категории увидим спортсменку из Финляндии. Вот два таких сильных спортсменки, они спарринги между собой делают, наверное, и помогают друг другу вот расти в спортивном плане, да. Потому что в тяжелой весовой категории найти достойного спарринг-партнера иногда бывает проблематично. Вот. Я имею в виду, например, вот даже Якутска, да, раньше, когда мы тренировались, вот Евгений Сипцев приходит, и приходилось иногда по два садиться, сажать двух спортсменов более маленького веса, чтобы они сопротивление ему давали. Мы же не могли один на один с ним. Вот, и сейчас видим Олеся. Олеся Гуреева сравнивает счет Да, 1-1. молодец, молодец. На этот раз Кантола не смогла, да, подстроиться под ее движение. Олеся Гуреева. Да. И бросается жребий. Кантола будет выбирать захват.
вовремя не подстроишься, в какой-то момент мышцы расслабишь, да, и уже вот все преимущество теряется. Вот. Ну, здорово. Вроде бы, да, было преимущество на стороне финской спортсменки, но она на какую-то долю секунды не стала дорабатывать, а вот успокоилась, хотела перехватить палку, и этим воспользовалась Олеся. Счет равный, 1-1. Но заявленный вес Саи Кантолы 118 килограммов. Против 84, да, вот Олеси Гуреевой. Разница тоже, да, ощутимая. Но несмотря на это, Олеся Гуреева просто замечательно держала победу во второй схватке. Посмотрим, что она сможет придумать в третьей. Внутренний захват выбирает Кантола. Итак, третья решающая схватка в последнем поединке матчевой встречи между сборными Азии и Европы. Дается команда. У Олеси шанс есть. Да, Вот, Олеся да. Гуреева. Вот, продемонстрировала вот динамичную такую схватку, резко меняла направление атаки и не успела вот приспособиться к этим движениям. Финская спортсменка не успела полностью включиться, и Олеся одержала заслуженную победу. Молодец. Да, но несмотря на такую вот яркую победу, да, Олеси Гуреевой, команда Азии терпит поражение. 3-2 с таким счетом сборная Европы побеждает в этой матчевой встрече. И подарочным набором от Федерации масс-рестлинга Республики Саха-Якутия награждаются абсолютные чемпионы Республики Саха-Якутия и лучшие спортсмены 20 века. Михаил Иннокентьевич. Вот, видим, да, как работала Олеся. Очень яркая и Да. зрелищная победа Да. представительницы Вот, Кыргызстана. Показала, как надо работать против спортсменов тяжелых весов, которые тебя превосходят по массе тела. В прямом эфире вновь прямая трансляция из Центра спортивной подготовки «Триумф». У нас уже стартовал финальный матч турнира серии «Мастерс» среди ветеранов старше 40 лет. И у нас, как видим, Валерий Савинов выигрывает в первой схватке и выходит вперед. Встречается у нас команда сборной России и мира. Это у нас финал. В первой встрече Ниргун Уваров очень уверенно со счетом 2-0 победил представителя США Конрада Пол Колби со счетом 2-0. Да, и сейчас мы видим, встречается вот Валерий Савинов и Иннокентий Макаров. В первом периоде повел Валера. Вот приемом стойко перетянул своего более старшего товарища, скажем. И вторая схватка. Да. До ухода на рекламу мы посмотрели бронзовый финал. Со счетом 3-2 сборная Европы победила. Азия 4-е место, Европа на 3-м месте. И вот сейчас решается судьба звания победителей. Ну, турнир имеет только товарищеский формат, но видим, как спортсмены все очень настроены по-боевому. И Валера тоже за счет стойки Валерий вытягивает. Савинов. Ну, надо отметить, что Валера, наверное, сыновья годится
Иннокентию. Иннокентий находится в прекрасной спортивной форме, надо отметить. Постоянно мы его видим в спортивном зале. И Валерий Савинов одержал победу со счетом 2-0. И это уже вторая победа в активе сборной России. Ведет российская команда. Ну и после схватки Валерий Савинов, конечно же, поблагодарил Иннокентия Макарова. Вот, Валера очень грамотно использует прием стойка. Он и в молодые годы, когда участвовал на соревнованиях, очень эффективно использовал этот прием, побеждая на многих соревнованиях. И на помост вышли спортсмены третьей пары. Андрей Винокуров, команда России, и Юхас Джаба, команда сборной мира. Ну, Юхан Джаба тоже участвовал в основной программе чемпионата мира за сборную команду Венгрии. Очень тоже сильный, атлетичный спортсмен. Наверное, такая будет упорная равная схватка. Посмотрим. Андрей Винокуров 1-0. Андрей со старта немножко попытался поработать, потом подождал. И второй уже таким усилием вырвал палку. И посмотрим в замедленном действии. Да. Потом дал немножко сопернику напрячься, потом... Вот замедленные кадры очень хорошо вот смотреть массрестлинг в замедленном кадре. Какие-то нюансы, которые не заметил, потом уже смотришь. Итак, вторая схватка. Андрей Винокуров, сборная России, и Джаба Юхас, сборная мира. 2-0. Да, 2-0. Убедительная победа Андрея Винокурова. С чем его и поздравляем. И команду России поздравляем. Еще раз приветствуем победителя этого поединка, Андрей Винокуров, сборная команда России. Наши ветераны, я думаю, и сейчас смогли бы среди молодых. Вот тот же Анатолий Баишев, Андрей Винокуров, Уваров Нюргун. И среди молодых могли бы конкуренцию составить достойную. И у нас вновь приглашается на помост легендарный ангинский мадига Анатолий Баишев. Его соперник, вот он, Анатолий Баишев. И его соперник Об Хоген, США, сборная мира. Вот Хоген очень активно развивает масс-рестлинг в Соединенных Штатах, ну, вообще в американском континенте и в Канаде. Он сам тоже известный специалист силовых видов спорта. Как сам говорит, уже 50 лет имеет стажа спортивного, да, уже 50 лет выступает на всяких соревнованиях по силовым видам спорта. Ну, вот продолжая тему, да, вот то, что 50 лет занимается Хоген Спортом, скажем, спортом, да, и ему... Угадайте, сколько лет ему? 68 Да. полных лет. И Анатолию Баишеву получается... Баишев 69-го года рождения. Анатолий Баишев, 69-го года рождения. От Хоген, Да, но 1950 года рождения. демонстрирует какую форму, да? Да.
Анатольевич в этом году вот 49 лет, на следующий год уже 50 лет будет. Как быстро время летит, а? Вроде бы недавно вот вместе соревновались на многих республиканских соревнованиях. А на следующий год уже Анатолию 50 лет. Ну, до сих пор вот Анатолий участвует во многих соревнованиях. Постоянно себя в спортивной форме поддерживает. Вторая схватка также остается за Анатолием Баишевым. Победа легенды якутского масс-рестлинга. Да. И счет становится в этом матче 4-0 в пользу сборной России. Да, поздравляю Анатолия. И надо тоже поблагодарить Ода Хогана, который своим примером показывает, что спортом, в частности масс-рестлингом, можно заниматься в любом возрасте. И у нас остается последняя пара. Эта встреча уже понятно, что ничего не решает. Да, обменялись четко улыбками, да? Улыбнулись друг другу легендарные атлеты. 4-0 впереди сборная России. И у нас последняя пара выходит на помост в составе сборной России. Екатерина Белолюбская. А это ее соперница Линдси Холл. Сборная мира, Соединенные Штаты Америки. А вот и Екатерина Белолюбская. Екатерина Белолюбская, родная вот сестра Ивана Белолюбского. Еще у них есть брат Сергей Белолюбский, тоже мастер спорта по масс-рестлингу. Вот, два брата и сестра, все являются мастерами спорта, да, по масс-рестлингу. Такая вот тоже спортивная династия, спортивная семья, надо отметить. Линдси Холл выходит вперед 1-0. Да. Вот мы вчера отмечали, что 85 килограмм очень сильный состав, да, среди женщин. Вот они и доказывают. Линдси Холл и вот Олеся Гуреева сейчас победила, да, спортсменку, которая выступает в тяжелой весовой категории. Да. Вот. Поэтому, ну, нам, вот, сборной команде России, надо этот вес как-то это подумать, скажем, чтобы наши спортсменки оказывали достойное сопротивление вот таким сильным спортсменкам. Итак, вот стартует у нас секунды через мгновение вторая схватка. Посмотрим, как на этот раз Екатерина Белолюбская будет вести борьбу с американкой. Катя, к сожалению, не смогла, проиграла. Линдси Холл побеждает со Линдси счетом Холл, 2-0. да. Поздравления принимает Линдси Джон Холл, Соединенные Штаты Америки, сборная мира. Поблагодарили друг друга спортсменки. И в общем итоге 4-1 получился у нас. Да, счет 4-1. Побеждает сборная России и становится победителем турнира ветеранов серии Мастерс, товарищеского турнира. Да. Напомню, в этом состязании участие принимали спортсмены, именитые спортсмены старше 40 лет. Да, было приятно еще раз увидеть на помосте наших известных маджине, посмотреть, что они еще в прекрасной спортивной форме. Итак, дорогие друзья, через 20 минут Еще раз говорю, и они вот являются примером для всех нас. финальные поединки второго Надо больше заниматься спортом, больше над собой. А сейчас пройдет церемония, торжественная церемония награждения. Да, безусловно. Каждый, кто выходил на помост в рамках этого турнира, является живым примером для всех, для подрастающего поколения, для людей старшего возраста.
Очень интересное состязание нам подарили спортсмены. Да. И в скором времени начнется у нас начнется вечерняя программа, основная вечерняя программа, в рамках которой мы увидим финальные встречи и поединки за бронзовые медали. Если посчитать медали, если говорить о неофициальном командном зачете сейчас по качеству, по количеству Россия, как и ожидалось, лидирует. 5 золотых медалей, 6 возможных вчера Маджингы сборная России завоевали. В число лидеров можно отнести сборную Кыргызстана, в активе которой 2 серебряные и также 2 бронзовые награды. Если так считать, да, то по количеству золотых медалей пока на втором месте Словакия находится, получается. У них 1 золотая медаль. Да, у них 1 золотая медаль. Действительно так. И у нас перед основной вечерней программой 2-го соревновательного дня прошел турнир в возрастной категории Мастерс, между участие в котором принимали сборные России, сборные Европы, сборные Азии и мира. И только что вот вручили награду команде сборной Европы, которая заняла 3-е место. И сейчас награждается у нас сборная мира. В матче за 3-е место этого турнира сборная Европы за счетом 3-2 победила сборную Азии. Ну а что касается сборной мира, то она в финале турнира оказалась слабее сборной России, хозяев турнира. И сейчас мы будем чествовать победителей данных соревнований. Сборная России сейчас взберется на первую ступень пьедестала. Сборная России в составе Нургуна Уварова, Валерия Савинова, Андрея Винокурова, Анатолия Баишева и Екатерины Белолюбской завоевывает золотые медали турнира среди ветеранов. Да, и капитаном был у нас Володя Шарин. Все члены нашей команды — это очень известные маджины. Было очень приятно видеть их снова на помосте. И еще раз хочу отметить, что эти спортсмены и сейчас могли бы оказать достойную конкуренцию своим более молодым маджине. Находятся в прекрасной спортивной форме и являются всем примером. Еще раз напомним итог этого турнира. 4-е место сборная Азии, 3-е место сборная Европы, 2-е место сборная мира и триумфаторы турнира сборная России. Нургун Уваров, Валерий Савинов, Андрей Винокуров, Анатолий Баишев, Екатерина Белолюбская. На мой взгляд, вот проведение этого турнира в рамках чемпионата только украсило программу чемпионата. Да, безусловно. Да, мы увидели и посмотрели своих ветеранов. Не забывая своих ветеранов, чествуем. Ну, так и должно быть. Дорогие друзья, в центре спортивной подготовки «Триумф» в городе Якутске в скором времени начнутся финальные встречи и поединки за бронзовые медали 2-го соревновательного дня 3-го чемпионата мира. Якутск во 2-й раз в своей истории принимает мировое первенство, и на протяжении 2 дней жители столицы республики и вы, дорогие телезрители, видите выступления ведущих маджингы со всех точек мира. Еще раз напомним, что 154 участника у нас выступают на первенстве из 39 стран. Глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев присутствует в зале, и в скором времени мы
все вместе начнем просмотр финалов, бронзовых и золотых финалов. Напомню, что сегодня во второй день соревнуются весовые категории среди мужчин до 70, до 80, до 105, свыше 125 килограммов. У женщин оспаривание звания лучших ведется в весовых категориях до 65 и свыше 85 килограммов. Итак, начинается у нас основная вечерняя программа. И мы начнем, как правило, вот и как и вчера, да, с бронзовых финалов. Начинаем с женщин весовой категории до 65. Тут будет один бронзовый финал. Так уж получилось, что Аюн Эрдене Тумбатар из Монголии вышла без пары. Она становится бронзовой призеркой третьего чемпионата мира. Ну а сейчас вы видите, как выходят спортсменки из Украины и Казахстана. В красных шортах Алтын Акилбек из Казахстана. Ее соперницей будет Юлия Лебеденко из Украины. Но спортсменки вот в предварительных схватках показали очень яркие зрелищные схватки. Юлия Лебеденко, мы отмечаем ее такой ярко выраженный защитный стиль схватки. Сейчас посмотрим. Ну, я думаю, тоже сейчас она в своей излюбленной защитной манере поведет схватку. Было очень так интересно наблюдать за ней. Действительно, в исключительно защитной манере действует Юля. А Алтын, она наоборот, в атакующем таком стиле побеждала свои схватки. Противостояние защитного и атакующего стилей, да, у нас получается в этом бронзовом финале. Есть спортсмены-универсалы, они могут в нужный момент поменять тактику. Сейчас вот также вот Лебеденко тоже защитным со старта. Акылбек в атаке. Да. Но мы все прекрасно помним, как Юлия Лебеденко может защищаться. Да. Ну, Юлия сейчас в не очень удобном для себя положении как-то села. Посмотрим, но все равно контролирует. Вот какие усилия, да, вкладывает Алтын Акылбек в эту атаку, но не получается пока. Сейчас, да, если Алтынбек поменяла бы направление атаки. Ну и видим, как Юлия Лебеденко тоже изо всех сил сдерживает эту атаку. Не смотрит на соперницу. Упорное противостояние. На кону бронзовая медаль, дорогие друзья. Спортсменки уже долгое время, да, уже ведут схватку. Сейчас уже морально-волевые такие качества выходят на передний план. Да, Акылбек все-таки добивается победы в этом периоде. Счет становится 1-0. Да, и Алтын Акылбек отправляется восстанавливаться, как ее соперница Юлия Лебеденко. Ну что ж, очень упорная борьба, продолжительная такая схватка. Да, продолжительная. Но теми отличаются, скажем, схватки среди женщин от схваток от мужчин, что у них более продолжительные такие схватки. За счет этого получаются такие эмоциональные, зрелищные схватки у женщин. Мы наблюдаем у мужчин, особенно в старших тяжелых весах. Там схватки скоротечные, быстрые. Ну там тоже своя специфика, особенность. Женщины. Вот видим, да, то, что сил-то не осталось. Да. Вырывает палку Алтын Акылбек и может тоже сказаться, сказаться то, что Лебеденко как защитный стиль до этого вот в предварительных схватках потратила, конечно, значительно больше сил, энергии. И этого может, к сожалению, ей как раз и не хватать. Настраивают ее секунданты. Вот секундантка Юлии тоже. Обе спортсменки готовы выйти. Алтын Акылбек является чемпионкой Казахстана и бронзовой призеркой третьего этапа Кубка мира. Что касается
Юлия Лебеденко, чемпионка Украины, обладательница Кубка Украины, бронзовая призерка второго этапа Кубка мира прошлого года и бронзовая призерка третьего этапа того же года Кубка мира. Да, Акылбек тоже продемонстрировала, что она тоже может долго держать. Алтын Акылбек впереди 1-0. И нас с вами ждет вторая схватка. Так, посмотрим. Да, захват во втором периоде выбирает спортсменка из синей стороны помоста. И Внутренний. Юлия, да, выбрала внутренний захват. Во второй, первой периоде она снаружи держала, да? Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Вторая схватка. Пойдет ли в атаку Юлия Лебеденко? Да, надо ей немножко поменять тактику, я так думаю. Не давать слишком много преимущества сопернице, потому что тем палку ты отдаешь дальше, тем, конечно, нагрузка увеличивается. И тоже сейчас упустила старт. Юлия как-то неудобно так села. И Алтын Акылбек снова вновь с криками. Да. Атакует и старается всеми силами Изо всех сил удерживать вырвать Юлия. палку. Но Юлия Лебеденко тоже. Да, получается, тут уже Защищается. даже борьба ногами идет. Вот такие действия раньше очень тоже активно использовали наши маджины. Судья останавливает схватку. Предупреждение синему. Предупреждение Алтын Акылбек. Да, предупреждение Акылбек дали за то, что она перекрутила палку. Предупреждение красному. Итак, счет по-прежнему 1-0 в пользу представительницы Казахстана. И у нас челлендж. Челлендж вылетает на помост. Да, команда Украины подает челлендж. По правилам Международной Федерации протест заявляется только в перерыве. Схватка не прервана. Да, согласно Не закончена. правилам Международной Федерации, протест, Да, может протест, может быть подан только в перерыве. Сейчас спорный момент, поэтому схватка еще как бы, ну, период не закончился. Без перерыва, без отдыха. Ну, и сейчас возобновится Да, схватка. 1-0 Алтын Акылбек. да, это впереди. нарастает, как бы сказать, да, это Да, напряжение, напряжение нарастает с каждой нарастает. Да, секундой. сейчас уже Юлия более так удобную для себя позицию заняла. Ноги наверху доски, упор, соответственно, более защита, более эффективно с этой позиции защищаться. И активно работает на пальце. И перетягивает и Юлия перетягивает, Лебеденко. да. 1-1 сравнивает представительница сборной Украины. Счет Более сейчас- эффективно защищалась, более активно, скажем, да. Не просто держала, удерживала, как в первом периоде. Она даже не смотрела на соперницу, потому что было неудобно занять. А сейчас успела, ногу поставила наверх доски, об колено уперлась и, можно сказать, контролировала. Да, здорово проявила себя Юлия Лебеденко в этой схватке. И счет сравнялся 1-1. И Да. жребий решил, что Алтын Акылбек будет выбирать захват в решающей схватке. Да, и, соответственно, сборная Украины свой челлендж вернули, да? Да. Не стали подавать. Готовятся Ну да, видно, спортсменки полностью силы оставляют на помосте, выкладываются полностью. И сейчас задача секундантов, тренеров, вот, за отведенное правилами время постараться восстановить мышцы. Акылбек сидит, сидя отдыхает, а мы видели, Юлия стоит. И главное Юлии сейчас восстановить, наверное, мышцы рук,
чтобы захват был уверен. Это ее козырь было в предварительных схватках. Да, очень интересные схватки она нам демонстрировала. В упорных поединках побеждала Юлия, находясь в защите. И сейчас жеребьевка и, соответственно, выбор захвата за спортсменом из Казахстана, да, я так Да. понял? И сейчас интересно, какой захват она выберет. Предпочтительный тут внутренний, конечно, на фоне утомления, когда уже пальцы уставшие, недовосстановленные. Тут эффективнее, конечно, лучше рекомендовать внутренний захват. Но дело в том, что она взяла, попала на ключ. Может сейчас Лебеденко этим воспользоваться. Заметили, вот захват верхний, верхний, нижний, нижний получается. Но Акылбек может сейчас дело не довести до поздних, скажем так. Третья решающая схватка. Старается крутить, вот перехватывать, но и вот она, вот ключ пошел, ключ старается Лебеденко сделать. Немножко ей еще усилия, немножко. Во. И предупреждение, да, вот за... Судья, арбитр, очень опытный арбитр у нас на помосте работает, Егор Ермолаев. Процентов 90 была победа за Лебеденко. Вот надо было контролировать во время тяги. Положение палки. Да, положение палки и не перекручивать, держать на 90 градусов и Но, к сожалению, довести дело до победы. не смогла проконтролировать и перекрутила, да, палку Юлия Лебеденко и получила предупреждение. Ну, победа была так близка. Да, победа была очень близка. Счет 1-1. Очень такие. Медицинская пауза 2 минуты. Алтын Акылбек да, нуждается эти в помощи 2 медиков. минуты могут, да, Акылбек сейчас необходимо, на мой взгляд, потому что она сейчас может за 2 минуты постарается восстановиться. Ну и Юлия Лебеденко тоже воспользуется этой заминкой. Секунданты дают дополнительные советы, наставки. Ну, сейчас уже советы, сейчас надо настроить спортсмена, какие-то найти слова, чтобы она вот сделала, скажем, финишный такой рывок, усилие, да, собрала все силы. Захват уже есть, какой они держат. Вот видите, вот она вот начала вот прием ключ уже использовать. Спортсменка получает Вот. медицинскую помощь. И тут вот пошло немножко 90 градусов, Сторона старается использовать как можно Да, наклон более 90 градусов, скажем. проконтролирую в этой ситуации Юлия положение палки. И Да, это уже последнее Бронзовая медаль. усилие было. Вот она сразу, Акылбек тоже опытная такая спортсменка, сразу отметила, вот отпустила и указала, она было это. Да, обратила внимание арбитра, то что Да. перекрут был, да, палки. Ну что ж, подходит к концу отведенные, предусмотренные регламентом 2 минуты на оказание медицинской помощи. Но тут, как сказать, тут наклон, что перекрут не только та, которая вот Лебеденко может быть виновата, да, в этом, и Акылбек может содействовать тому, что наклон чрезмерный получился. Поэтому тут очень такой щепетильный момент. Надо тут прочувствовать арбитру. Бывают такие моменты, когда спортсмен нарочно, уже проигрывая, использует этот последний шанс, скажем, да. И помогают Помогает, чтобы сопернику перекрутить, да, перекрутить палку. да. Такие моменты тоже есть. Соломинка, скажем, да, за которую можно держаться. Последний шанс. Что ж, продолжается противостояние Алтын Акылбек и Юлии Лебеденко в бронзовом финале весовой категории до 65 килограммов. Сейчас надо Лебеденко сразу со старта чуть активнее работать. Вот она тоже упускает, нога внизу. Вот.
спортсменка из Казахстана из всех сил старается вот за счет движений. Понимает, что если долго, то у нее шансы уменьшатся. Да, мы знаем, как Юлия Лебеденко может долго терпеть и включиться в нужный момент. Сейчас. Акылбек, да. Не останавливается у тягу. И да, Алтын Акылбек! показала характер. И вот 2 минуты, которые она взяла паузу, да. Получилось ей. Да. Были нужнее, скажем, да? Ну и, мне кажется, слезы наворачиваются на глазах, да, представительницы Казахстана. Ну и сразу первая такая схватка, первая такая яркая, скажем, бескомпромиссная такая борьба, где спортсменки все показали. И то, что они умеют тянуть, и то, что могут долго держать, терпеть, и в то же время знание правил. Использовали весь арсенал, да? Обе спортсменки, да, оставили всю себя на помосте, действительно выложились по полной. И в итоге этой увлекательнейшей схватки победительницей вышла Алтын Акылбек, Казахстан. Становится она бронзовой призеркой чемпионата мира. Вторая бронза, как мы уже сказали ранее, у Аюн Эрдене Томбатор из Монголии. Ну и сейчас, дорогие друзья, главная схватка этой весовой категории у нас стартует на помосте. Еще раз поздравляем Алтын и приступаем к просмотру финала. Финала весовой категории до 65 килограммов. У нас встречается Ирина Севрюк, Россия, и Фанни Ребекка Варга, Венгрия. Да, мы, конечно, все болеем за Ирину. Ирина представляет Россию, Республику Саха и свой родной Тампонский район. Двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка Республики Саха-Якутия, абсолютная чемпионка Азии. Достижение Ирины Севрюк. Начинается первая схватка. Ирина, молодец! Ирина побеждает спортсменку. Ирина выше ростом на 1-0. И грамотно собранная, не оставила шансов, скажем. Хотя тоже ее соперница, спортсменка из Венгрии, в предварительных кругах показала очень такую мощь, силовой такой манере побеждала своих соперниц. Да, на старте даже палка чуточку была на стороне Варги, да. Но Ира собралась и вытянула. Да, Ребекка Варга тоже может похвастаться достижениями на международной арене. У нее есть победа на фестивале Арнольд Классик, и также она входила в число призерок Кубка мира. Так, секундантами у Ирины работает старший тренер сборной России Яна Захарова и Марина Федоренко. В свое время все эти спортсменки выступали и конкурировали внутри республики много раз, наверное. Ну и сейчас вчерашние соперницы, да, помогают своей молодой подруге, скажем, да. И вторая схватка. Ирина Севрюк в атаке. Так, Ребекка держит. Молодец. О. И да, 2-0. Ирина Севрюк, чемпионка мира в весовой категории до 65 килограммов. Поздравляем Ирину. Молодец, Ирина. Но тоже стоит отметить Ребекку. Ребекка очень хорошо держала. Остановила, скажем, первый такой натяг Ирины. Но Ира за счет того, что постоянно быстро меняла направление атаки, за счет вот наклонов, шагов, Ребекка не смогла. Молодец, Ирина. Принимает поздравления от своих секундантов. Вот, с Мариной Федоренко в отличном настроении покидает помост. И давайте посмотрим, как Ирина... Первую тягу остановила. Держит Ребекка. Ирина работает и на пальцы. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев.
Ирина Севрюк 2 победам на чемпионате России, 2 победам в чемпионате Европы и 5 победам на чемпионате республики прибавляет победу на домашнем чемпионате мира. Дорогие друзья, сейчас слово предоставляется главе Республики Саха-Якутия Асену Николаеву. Жокускай коракка туймады кочотугар андойдута мастардыгытын үстүгүлүн чемпионаты тыллан хитилактык түмүктенеринен ититик истинlik кагардылыбын көңүллөр. Дорогие друзья, я искренне рад поздравить всех собравшихся в этом зале, всех тех, кто смотрит прямые трансляции с прекрасным замечательным событием, с 3-м чемпионатом мира по масс-рестлингу и с его приближающимся финалом. Dear friends, I congratulate all the guests who have gathered today at this arena and all the audience who is watching the live airings on the completion of the 3rd Mass Wrestling World Championship. Масс-рестлинг, перетягивание палки – это наш национальный вид спорта народа Саха. Я уверен, что, наверное, это один из тех видов спорта, национальных видов спорта, о которых говорил президент нашей страны Владимир Путин, когда говорил, что национальные виды спорта России надо продвигать на олимпийский уровень. And mass wrestling, or the tugging of stick, is our traditional ethnic sport. And probably it's one of those events that the president of Russia, Mr. Putin, mentioned when he said that ethnic events should be promoted to the Olympic level. В этом году, как никогда, много стран приняло участие в чемпионате мира, 39 стран. Это по сравнению с прошлым чемпионатом уже на 17 стран больше. Я уверен, что если наш вид спорта, масс-рестлинг, будет развиваться такими темпами, то через некоторое время, через 7, через 11 лет, мы его сможем уже номинировать на олимпийский вид спорта. И этому доказательство прекрасное проведение нашего 3-го чемпионата. And this year, the competition has seen an unprecedented number of participants. 39 countries this year, which is 17 countries more compared to the last championship held here. So I am sure that with such a good pace, mass wrestling will be able to become one of the Olympic family sports in 7 to 10 years from now. And a good proof to it is today's World Championship. Якутия становится центром спорта, и не только спорта регионального, не только центра российского спорта, но и мирового спорта. Дорогие друзья, я рад вам сообщить, что вот буквально мне сейчас сообщили, завтра до вечера Международная федерация спортивной борьбы точно уже примет решение о проведении в марте 2019 года Кубка мира по вольной борьбе в городе Якутске. Yakutia is becoming the center of the sports, not only of regional level or Russian level, but of a worldwide level. And I have burning news. By tomorrow night, we will have a decision whether the next World Wrestling Championship will be held in March in Yakutsk. Дорогие друзья, я благодарю всех организаторов чемпионата, всех спортсменов, всех болельщиков. Уверен, что Якутия и ее национальные виды спорта будут идти вперед к мировым вершинам вместе с нами. Уруэ халболун саха спортуга! Dear organizers, athletes, and all the fans,
I want to sincerely thank you, and I believe that Yakut or Sakha ethnic sports will soon be very popular around the world. So long live the Sakha sport! Начинается торжественная церемония вручения сертификатов генеральным спонсором третьего чемпионата мира по масс-рестлингу. Ladies and gentlemen, the ceremony of awarding certificates to the general sponsors of the third Mass Wrestling World Championship. Сертификат генерального спонсора третьего чемпионата мира по масс-рестлингу вручается обществу с ограниченной ответственностью Arctic Capital, генеральный директор Матвей Николаевич Евсеев. Сертификат вручается публичному акционерному обществу «Якутскэнерго», генеральный директор Александр Степанович Слоик. Сертификат вручается акционерному обществу «Авиакомпания Якутия», генеральный директор Владимир Павлович Горбунов. Сертификат вручается акционерному обществу «Республиканская инвестиционная компания», генеральный директор Петр Вячеславович Алексеев. Сертификат вручается обществу с ограниченной ответственностью управляющая компания «Центр», директор Айталина Михайловна Вишнякова. На помост приглашается заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, президент Международной Федерации масс-рестлинга, сопредседатель Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по масс-рестлингу Александр Константинович Акимов. Ladies and gentlemen, the Deputy Chair of the Committee of the Council of Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation for Federal Structure, Regional Policy, Local Self-Governance and the Affairs of the North, the President of the International Mass Wrestling Federation, Co-Chair of the Organizing Committee of the Third World Championship, Alexander Akimov. Этиктабуллах, Сахачерин Улух-Тохтора, Этиктабуллах, Айсен Сергеевич, дорогие друзья, уважаемые участники третьего чемпионата мира по масс-рестлингу, уважаемые зрители, гости, спортсмены, дорогие друзья, вот и подходит к концу наш чемпионат мира по масс-рестлингу. Они прошли замечательно, интенсивно. И, как всегда, наши якутяне оказали доброжелательность и гостеприимство. Все гости, участники очень довольны. Провели мы
научно-практической конференции, конгресс участников масс-рестлинга на высоком уровне. И мы договорились, что масс-рестлинг еще интенсивно, еще быстрыми темпами будет развиваться по всей планете. И мы обязательно добьемся, чтобы именно масс-рестлинг вошел в олимпийское движение при поддержке всех участников нашей масс-рестлеров в правительстве Республики Саха-Якутия. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Арсена Сергеевича Николаева. Мы на Конгрессе избрали его почетным президентом Международной Федерации масс-рестлинга. И сегодня хочу от имени участников, любителей масс-рестлинга поблагодарить за поддержку и так держать. И правильно Арсен Сергеевич сказал, что именно Якутия является спортивным центром. И дальше также будет развиваться и масс-рестлинга, и вольной борьбы. С праздником, дорогие друзья! Мастарды Тигар Уруй! 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 Айхал! Айхал! И позвольте вручить кубок третьего чемпионата мира почетному президенту Международной Федерации масс-рестлинга и пожелать ему успехов и здоровья на его сложной, многогранной и благородной работе. Спасибо. Dear friends, participants, athletes in the audience, the championship is coming to an end. It has been amazing and intensive days. Thank our local people for hospitality, and we've had very prolific work, and I hope with the support of all of us, the mass wrestling discipline will soon become Olympic one. And I would like to thank Mr. Arsen Nikolaev, who was a couple of days ago elected the honorary president of the International Mass Wrestling Federation. And I want to present him this memorable cup and wish him all the success and in his work. Thank you. Итак, продолжаем поединки за третье место. Дорогие друзья, программа второго соревновательного дня чемпионата мира сейчас продолжится бронзовыми финалами весовой категории свыше 85 килограммов среди женщин. И в первом бронзовом финале встречаются Татьяна Григорь, Россия, и Тора Торштейнсдоттер, Исландия. Ну а сейчас встречаем Татьяну Григорь. К сожалению, да, мы все были удивлены, когда Татьяна проиграла в своей предварительной схватке. Но сейчас она, наверное, собралась, как говорится, спортивная злость. И верим, что она сейчас одержит победу и завоюет бронзовую медаль нашего чемпионата. Ну и сейчас на помост приглашается Тора Торстейндоттер, Исландия. Соперница Татьяны Григорь по бронзовому финалу представляет Исландию. Она является двукратной обладательницей звания сильнейшей женщины Исландии 2010 и 2013 годов. Ну а Татьяна Григорь — это именитая спортсменка, все ее прекрасно знают. Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, 12-кратная чемпионка России, 5-кратная абсолютная чемпионка России, 3-кратная чемпионка игр Манчары и дважды обладательница Кубка мира.
Ну и сегодня, как бы мы не хотели, да, она Сейчас оспаривает бронзу, а не золото. Татьяна заряженная сидит. Дается старт этой схватки. Татьяна Григорь. Да. 1-0. Старт натянула и сделала шаг. Классический такой прием, скажем. Ну, надо отметить, да, соперница, которой проиграла Татьяна, вот финская. Анина Варманма. Да, она была, скажем, если не на 40, то, не знаю, на 50, на 40 килограмм тяжелее Татьяны. Вот это очень такой значительный фактор, который тоже необходимо учитывать. Ну и отметим то, что вот эта спортсменка, которая победила, да, Татьяну, мы ее увидим в финале. Да, ее увидим в финале. Сейчас решающая вторая схватка. Татьяна взяла изнутри. Очень внимательно, сосредоточенно сидят спортсменки, чтобы не... И также Татьяна работает, и, я думаю, доведет, да, доводит дело до победы. Татьяна Григорь становится бронзовым призером домашнего чемпионата мира. Да, и поздравим, давайте, Татьяну Александровну. Татьяна Григорь принимает поздравления, и все эти аплодисменты адресованы ей. Да, на протяжении более чем 10 лет она, Татьяна, является лидером нашей команды тяжелой весовой категории. Ну, по такому же сценарию действовала Татьяна. Ну, видно тоже спортсменка, вот соперница из Исландии, тоже такая сильная, мощная. Пыталась удержать, но не получилось, скажем. Да, но тем не менее не смогла противопоставить нашей Татьяне Григорь. Счет 2-0. Итак, это у нас следующая пара бронзового финала на ваших телеэкранах. Дильдора Рахманова, представительница Кыргызстана. И спортсменка из Финляндии. Сая Кантала, ее соперница, представляющая Финляндию, да. Да, мы эту финскую спортсменку увидели в составе сборной команды мира, да, в товарищеской встрече. Она там тоже, скажем, 2 схватки провела. 2 схватки точно провела, да. И эти 2 схватки, сейчас посмотрим, может быть, эти схватки и зря можно было, силы, может, лишние потратила. Но с другой стороны, может быть, наоборот. Проснулась, да? Да. Разминку провела. Ну вот сейчас посмотрим. Она там очень такие сильные схватки провела с Екатериной Белолюбской и Олесей Гуреевой. И, кстати, Олеся Гуреева победила ее. Да, посмотрим, как сейчас Сая Кантала после стольких схваток за один день проявит себя. Но сейчас, да, нужно, конечно, выжимать из себя все, что осталось. Последний рывок сделать. На кону бронза чемпионата мира. Дается команда финская спортсменка, да, активно включилась со старта. Сая Кантала выходит вперед 1-0. Успокаивает ее секундант. Любимец местной публики, скажем, да? Да. Ну и смотрим повтор в замедленном действии. Очень эмоционально Сая отпраздновала этот успех. Ну, это простительно, я думаю, спортсменам, особенно масс-рестлерам, потому что тут за такой короткий отрезок времени, за секунду, надо выкладываться полностью и буквально взрываться. Да, взорваться. И потом схватку закончил, а у тебя еще прет, да, скажем. Да, одна из особенностей этого вида спорта. Поэтому масс-рестлерам простительно, я считаю, вот такие
может быть, для кого-то чрезмерные такие свои эмоции показывать. Любимца уже якутской публики. Но сейчас он в роли. И сейчас решающая вторая схватка. Очень хорошо, вот, отмечу, вот финские спортсменки подготовленные пришли, что Исая и что ее подруга по команде, которую мы сейчас увидим в финале. Сейчас она вытягивает, но пока усилий не хватает немножко. Держится Дельдора, Да, держит. в защите работает. Да, шанс у нее последний, скажем, да. Сейчас удержать. Скажем, еще 5 секунд удержи, и у тебя будет победа. И вновь усиливает свой натиск Сая Кантала. И да, там покидает силы Рахманову и Сая Кантала. Из последних сил, скажем, вырывает палку. Еще несколько секунд, можно сказать, не хватило. Несколько секунд не хватило спортсменке из Кыргызстана. Ну и слезы радости, да, на лице эмоции. Саи Канталы. Да, Поздравляем Саю Канталу. Поздравляем тренерский штаб сборной Финляндии с этой бронзовой медалью. Да, очень грамотно использовала то, что соперница у нее взяла на ключ. Какие эмоции. Благодарить своего тренера. Надеемся, мы впредь будем видеть эту спортсменку на международных соревнованиях по масс-рестлингу. Очень хорошая даже футболка у сборной Финляндии. Масс-рестлинг Финлянд. Вот. Посмотрите, как работает из последних сил. И опять наклоняет палку. Несмотря на то, что захват уже ослаб, Дельдора до последнего держалась, цеплялась. Ну, финской спортсменки тоже пальцы-то устают же во время схватки, поэтому общая тяга ослабевает. Ну, очень эмоциональная и зрелищная схватка у нас прошла, по итогам которой Сая Кантала завоевала право зайти на 3-ю ступень пьедестала почета чемпионата мира в Якутске. Поздравляем еще раз Саю Канталу. Ну и сейчас у нас начинается финал этой весовой категории. В весе свыше 85 в финале встречаются Джоан Линдсей Холл из Соединенных Штатов Америки. Ее соперница в синих шортах Анина Варманма. Ну, спортсменка из Америки, опытная спортсменка, она еще и в первом чемпионате мира присутствовала. Ну, заметим, что да, финская спортсменка первая, наверное, которая одержала победу над Татьяной Григорь. Посмотрим. Но тут уже более габариты схожи. Ну, финская спортсменка вытягивает палку, работает. Да, и счет 1-0 в пользу Анины Варманма. Физически очень мощный представитель сборной Финляндии. И осталось последнее усилие, последний шаг, можно сказать, да, сделать, чтобы стать чемпионкой мира по масс-рестлингу. Посмотрим замедленно повторе. Вот, чуть немножко равновесие чуть не потеряла финская спортсменка, но потом исправилась и продолжила атаку. Видно, что в тяге она сильнее своей оппонентки. Ну что ж, и сейчас Линдси Холл попытается всеми силами переломить ход, постарается всеми силами переломить ход встречи.
первой схватке немножко был шанс. Вот финская спортсменка немножко там была в одной опоре, да, чуть равновесие не потеряла. Вот этим возможно можно было воспользоваться, но упустила момент, скажем. Будет ли такой шанс во второй схватке, сейчас увидим. Холл снаружи держит. Дается команда Чай и мощная атака, да, мощная атака. Анина Варманма побеждает в этой встрече и становится обладательницей золотой медали весовой категории свыше 85 килограммов третьего чемпионата мира. Давайте поздравим финскую спортсменку, очень мощная спортсменка. Да, получается, две сильные спортсменки в сборной Финляндии в этой весовой категории. Ну и празднуют победу с флага Финляндии. Поднимает своего секунданта Анина Варманма. Поздравляем сборную Финляндии. Да, еще раз зрители приветствуют спортсменку из Финляндии. Ну, ровным счетом не смогла, да, на одном уровне конкурировать Линдси Холл со своей соперницей из Финляндии. Да. На сегодня она оказалась сильнее. Анина Варманма на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Смена судейской бригады. Победительница чемпионата мира весовой категории свыше 85 килограммов. Таким образом, в активе Финляндии в этой весовой категории одна бронзовая медаль и золотая. Здорово выступили спортсменки из Финляндии в этой весовой категории. Ну а дальше мы будем наблюдать за ходом состязаний в весовой категории до 70 килограммов. Но прежде будет церемония награждения в весовой категории до 65 килограммов. Женщины. Награждение проводит заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, председатель организации... Итак, мы видим то, что чемпионка и призерки этой весовой категории уже вышли на сцену. И прямо сейчас начнется церемония награждения отличившихся в этом весе спортсменок. Третьи места. Третьи места, конечно, мы начнем с бронзовых призеров. Ну и видим то, что Ирина Севрюк с волнением ждет того самого момента, когда она зайдет на первую ступень, на высшую ступень пьедестала. И что самое приятное, на домашнем чемпионате мира. Ну и чествуем бронзовых призеров этой весовой категории. Юнер Дене Томбатар, Монголия, и Алтын Акылбек, Казахстан. Ну, Алтын Акылбек очень такой упорной схватки вырвала, скажем, да, с последних секунд вырвала победу. У Юлии Лебеденко, представительница Украины. Ну а Юнер Дене Томбатар по воле жребия оказалась без соперницы на этой стадии турнира. Но тем не менее... Не умаляет, да, вручение медали. Итак, приветствуем серебряную медалистку этой весовой категории. Фанни Ребека Варга, представительница сборной команды Венгрии. Отметим, что в целом сборная Венгрии очень прибавила и в техническом, и в физическом плане. Очень сильных атлетов привезла на этот чемпионат мира. И, конечно же, Ира Севрюк. От души поздравляем Ирину с этой победой. В финале, напомним, Ирина одержала победу над Фанни Ребекой Варга со счетом 2-0. И получила
это право взойти на высшую ступень пьедестала. Ирина Севрюк. И ее тренером поздравляем Татьяну Александровну Григорь. Так. Очень хорошо и успешно работает этот тандем последние годы. И, внимание, гимн Российской Федерации, друзья. In honor of the champion, the anthem of the Russian Federation. Прозвучал гимн Российской Федерации в честь победительницы в этой весовой категории Ирины Севрюк. Ну и сейчас ко всем своим титулам представительница сборной команды России добавила еще и золото чемпионата мира. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас программа соревнований будет продолжена состязаниями мужчин в весовой категории до 70 килограммов. И на помост приглашаются участники первого бронзового финала: Алексей Кушнир, Украина, и Кудайназар Алимов, Кыргызстан. Алексей Кушнир в красных шортах, как и полагается, выходит первым. Ну и следом Спортсмены выходят на помост, очень сосредоточенно, настроена на эту схватку. Ну и Кудайназар Алимов на ваших телеэкранах, представитель Кыргызстана. Я тоже думаю, будет, наверное, очень такая равная схватка. Алексей Кушнир является чемпионом Украины, обладателем Кубка страны, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, бронзовым призером второго этапа Кубка мира прошлого года, серебряным призером чемпионата Европы 2018 года. И также в его активе третье место на Всемирных играх кочевников. Алексей Кушнир до этого вот встречался тоже со спортсменом из Кыргызстана в полуфинальной стадии, и проиграл. И сейчас еще один спортсмен из Киргизии. Посмотрим сейчас. Здорово сборная Кыргызстана выступает на этом чемпионате мира, стоит отметить. 4 медали уже в их активе. Сейчас Алимов постарается записать в актив своей команды 5-ю по счету награду. Алексей, на мой взгляд, излишне так, может быть, напряжен. Алексей Кушнир 1-0.
победил первую схватку. Счет 1-0. Осталось еще один шаг сделать, чтобы стать бронзовым призером нашего чемпионата. Двукратным уже бронзовым призером чемпионатов мира. Ну что ж, сейчас секунданты будут настраивать Алексея на вторую схватку. Первую очень даже убедительно победил представитель Украины. Да, видно, что такой опытный спортсмен, не первый год занимается масс-рестлингом, уже знает нюансы масс-рестлинга. И вторая схватка у нас сейчас начнется. Алексей Кушнир впереди, 1-0. Посмотрим, что сейчас предпримет спортсмен из Кыргызстана. Стартует вторая схватка. И сравнивает счет Кудайназар Алимов. 1-1. Да, тут немножко вот внимание расслабил, да. Может быть, излишне легко взял в первом периоде. Из-за этого, может, уже какая-то уверенность появилась излишняя, скажем, да. Вот это и сыграло злую шутку. Вот. Тут очень хорошо заметно, что вот Алексей сделал наклон, как бы упор за колено, и в это время же в ту же сторону резко двинулся соперник и вырвал победу. Ну, Кудайназар Алимов таким образом сравнял счет, и к тому же жребий пал в его пользу. Да. Он будет выбирать захват. Как мы и предполагали, уже вот на стадии вот этого уже схватки равные идут, да, счет уже 1-1. Итак, решающая третья схватка. Счет у нас равный, 1-1. Алексей Кушнир, Украина, и Кудайназар Алимов, Кыргызстан. Ну, спортсмены очень собранные, скажем так. Но чувствуется внутреннее напряжение у них. Бывают такие спортсмены, которые наоборот вот с криком, с таким этим заходят. А тут видим, что спортсмены слишком высока цена. Каждое движение надо контролировать и себя, и в то же время не упустить соперника. Сейчас уже более равная такая борьба пошла. О, спортсмен из Киргизии. Да. Что взял. Кудайназар Алимов выбрал внутренний захват в решающей третьей схватке и не прогадал. Одержал победу со счетом 2-1. Тут повреждение получил Алексей Кушнир. Да, вот очень получилось, нога сошла, да, вот, и растянулась, скажем. Сейчас будет оказана необходимая медицинская помощь представителю сборной Украины. Надеемся, что нет там серьезного повреждения, и с ним все будет в порядке. Ну и смотрим повтор. Да, вот тут равная борьба идет, движение. И тут уже вытягивает киргизский спортсмен. Идет в сторону, и вот нога вот пошла. Вот. Да. Вот тут, кстати, спортивная обувь должна быть. Вот это. Поэтому мы отмечали, да, у нее обувь, скажем, оригинальная у этого спортсмена. Но должна быть обувь специальная, вот, чтобы не скользить в таких случаях. Да, ну что ж,
Поздравляем мы Алексея Кудайназара Алимова и желаем здоровья Алексею Кушниру. Надеемся, все обойдется. Ну и сразу, да, вот Кудайназар Алимов забеспокоился о своем сопернике. Ну а сейчас, дорогие друзья, у нас готово интервью с победительницей весовой категории до 65 килограммов среди женщин Ириной Севрюк. Внимание! 4 года назад я была на первом чемпионате мира, который также проходил в Якутске, но была и среди зрителей. То есть и тогда болела за Марину Федоренко, как раз, которая выступала от России. И то есть, зарядившись этим мероприятием, я поставила себе задачу, во что бы то ни стало, то есть самой быть участницей чемпионата мира. С каждым разом конкуренция все выше, соперники новые, то есть подходы могут быть разные. Нет предела совершенства, и нужно дальше работать. Ну что ж, еще раз поздравляем Ирину Севрюк с этим успехом, с долгожданной победой на чемпионате мира. А сейчас мы обращаем все наше внимание на помост. Сейчас у нас стартует второй бронзовый финал весовой категории до 70 килограммов. Перед вами Клейтон Ролим Антонес, Бразилия. Его соперником в борьбе за бронзу будет Темирлан Шамет из Казахстана. Вторая бронзовая награда сейчас будет разыграна в этой весовой категории. Так, интересно будет понаблюдать за этой схваткой. Два, скажем так, не похожих по стилю спортсмена. Итак, первая схватка сейчас у нас стартует. На кону бронзовая награда чемпионата мира. И Шамет Темирлан вырывает палку и выходит вперед 1-0. Темирлан Шамет является чемпионом Казахстана 2016 года. Бронзовый призер третьего этапа Кубка мира 2017 года и бронзовый призер Всемирных игр кочевников 2018 года. Да, очень хорошо вот передвижение в сторону сделал. И соперник не успел. Не был готов к такому развитию событий. Клейтон Ролим Антонес из Бразилии. И еще раз надо отметить, что вот рост более вот такой высокий, да, уже является преимуществом в масс-рестлинге. Более рослые спортсмены, они в более выигрышном положении уже заранее находятся. Что и сейчас доказывает спортсмен из Казахстана. Да, у Темирлан ростом 180, Клейтон Ролим 170. 10 сантиметров разница в росте. Итак, вторая схватка. И стойки. Шамет Темирлан. Да, показывает разностороннюю подготовку. Если в первой схватке он победил за счет передвижений по доске, то во второй уже в силовой манере выполнил прием стойка и перетянул соперника. И таким образом член сборной команды Казахстана становится бронзовым призером третьего чемпионата мира. Да, поздравим Казахстан с этой заслуженной наградой. Темирлан Шамет перед вами празднует свой успех, свой бронзовый успех. Мы посмотрим на повторе. Да, очень здорово выполнил стойку. Классический, можно сказать, так, эталон выполнения приема, можно сказать. Итак, дорогие друзья, у нас начинается финал весовой категории до 70 килограммов. Сейчас мы узнаем имя номер один в этом весе. Это звание будут оспаривать Бекжан Амуралиев из Кыргызстана и Сергей Константинов, Россия.
Вот секундант Сергея Николай Ильич Константинов, главный тренер сборной России по масс-рестлингу. И родной отец Сергея дал последние наставки и выпустил своего сына на помост. Посмотрим, как выступит Сергей на домашнем чемпионате мира. Мы все верим, что Сергей проявит свои лучшие качества и должен победить, на мой взгляд. Так, все внимание на помост. Сергей ярко такой выраженный атакующий спортсмен, что и демонстрирует, да. Вот молниеносная победа. Да, представьте, вот толчок от доски, полет был метров на 2, наверное, на 3. Учитывая то, что с той стороны тяга еще была. Да. Но Сергей Константинов, трехкратный чемпион Республики Саха-Якутия. Вот, посмотрите, как красота масс-рестлинга. Да. Сергей Константинов также является чемпионом России последних 2 лет и обладателем Кубка мира 2017 года. Его соперник Бекжан Амуралиев, представитель Кыргызстана, бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, бронзовый призер Кубка мира 2017 года и серебряный призер Всемирных игр кочевников. Тут при такой тяге с таким опытным спортсменом, да, уже можно сказать, техникой ничего не противоставишь. Нужно иметь такую же мощь, такую же силу. Как говорится, силу побеждает сила в этом плане, да. Поэтому нужно также иметь такую же тягу, скажем, что и Сергей. Ну, Бекжан Амуралиев сейчас получил предупреждение за преждевременный старт. О, тут сейчас более спорный момент получился. Да. Сергей за счет техники, вот за счет передвижения захотел победить, но вот кыргызский спортсмен показал, что он в этом компоненте не уступает Сергею. И сейчас, наверное, Сергей тоже по прямой постарается поработать в силовой манере. Да, тем временем челлендж был выбросен со стороны команды Кыргызстана. Бекжан Амуралиев. Ну что ж, и у нас, по всей видимости, будет да, короткое совещание с просмотром видеозаписи. Ну, я думаю, это что кыргызская сторона использует все шансы, все свои шансы. Да, действительно, последняя схватка на этом турнире, финал, и, по всей видимости, пытается цепляться за любую возможность. Да. Ну и помним по ходу турнира, когда вот действительно кинули челлендж, выбросили челлендж, но когда казалось, что тут может быть, оказывается, с той стороны-то там было касание, и в итоге оправдывалось, да, такое вот решение. Но посмотрим, что будет на этот раз. Бекжан Амуралиев со своим секундантом с волнением продолжает ожидать решения. Да. Когда смотришь на схватку с одной стороны, ты же не видишь, что происходит там, да? С другой стороны помоста, и может мы что-то и не заметили. Вот на это, наверное, указывает, что у Сергея раньше нога отошла, вторая нога. Но тут и палка была более 90 градусов ушла. И вдвоем они у них шанс, чтобы сказать, что у Сергея обе ноги вот раньше отошли от доски упора. Вот опора, вот у кыргызского спортсмена еще опора есть, вот Сергея раньше отошла вот опора. Вот они на это могут, на мой взгляд. Но что решит судейская коллегия? Предупреждение красного.
Ну да. Ну, счет остается прежним. Судья, остановите схватку. Так, схватка вновь остановлена. Так, что у нас? Было объявлено то, что предупреждение, да, вот выдается Бекхану Амуралиеву. И перед стартом, перед самим стартом было попросили остановить поединок. Так, как я понимаю, все-таки победу присудили во второй схватке Сергею Константинову. Второе предупреждение у Амуралиева, что ли? Снова челлендж вылетает со стороны команды Кыргызстана. Вот такие моменты, конечно, не красят, да? Любые соревнования. Да. Сергей Константинов продолжает ждать. Что же в итоге решат представители судейского корпуса? Судья на помосте подзывает к себе Бекхама Бекжана Муралиева. Видимо, для оглашения результата этой встречи, но нет. Продолжаются дискуссии. Сергей готов провести схватку. Мы видим. Да. Счет 1-0. И продолжается этот поединок. Да, Сергею надо, на мой взгляд, просто по прямой силовой манере, какой он умеет, в каком компоненте у него есть преимущество, да, в этой манере и работать. Итак, Сергей Константинов доказал, что он может выиграть этот финал, соревнуясь, да, без различных судейских решений, без наказаний соперника, да? Да. А просто вот на помосте он действительно переиграл. С одной стороны, началось-то все из-за того, что челлендж команда Киргизии бросила. Из-за этого все началось. Судья-то спорный заранее назначил. Вот, отец поздравляет своего сына. Поздравляем и Сергея, и Николая Ильича с этой заслуженной победой. Да, Сергей Константинов таким образом становится хозяином золотой медали весовой категории до 70 килограммов. Ну а Бекжан Амуралиев, соответственно, серебряной награды. Да, тоже это результат, с которым надо поздравить спортсменов из Киргизии. Серебряная медаль чемпионата мира. Весовой категории свыше 85 килограммов среди женщин. Ну и сейчас нас ждет с вами награждение в весовой категории свыше 85 килограммов среди женщин. Награждение проводит депутат Государственной Думы Федерального собрания ну что ж, Российской Федерации. еще раз поздравляем Сергея Константинова. Замечательная победа со счетом 2-0 над Бекжаном Амуралиевым из Кыргызстана. К результатам этой весовой категории мы еще вернемся. А сейчас мы сфокусируемся на награждении женщин, которые оспаривали звание сильнейшей в мире в рамках состязания весовой категории свыше 85 килограммов. Но тут, как мы уже отмечали, да, вот сюрпризом стало то, что Татьяна Григорь
потерпела поражение на старте турнира. И вот приветствуем, собственно, Татьяну Григорь и Саю Канталу. Они становятся бронзовыми призерками этой весовой категории. Татьяна Григорь, Россия, и Сая Кантала, Финляндия. В своих встречах в бронзовых финалах Татьяна Григорь со счетом 2-0 одолела Тору Торштейнсдоттир из Исландии. Ну а в свою очередь Сая Кантала оказалась сильнее Дильдоры Рахмановой. Чествуем обладательницу серебряной медали, представительницу сборной команды Соединенных Штатов Америки Джоан Линдси Холл. Ну и главная героиня этой весовой категории Анина Варманма, Финляндия. Решающие схватки за эту золотую медаль. Анина Варманма со счетом 2-0 выиграла у Линдси Холл, напомним. Награждается также и тренер Анины Варманмы за то, что подготовил чемпионку мира. Ну и памятная фотография и гимн Финляндии. Еще раз поздравляем победительницу и призерок весовой категории свыше 85 килограммов. И наша соревновательная программа будет продолжена в весовой категории до 80 килограммов мужчины. Ну и продолжают главные героини этой весовой категории фотографироваться на память. Что ж, нас ждут бронзовые финалы в категории до 80 килограммов. Так, мы продолжаем дожидаться и видим, как Юханесу Ятти, представителя Финляндии, вручают якутский нож. Да. Как же, да, вот приехать в Якутию и не получить такой сувенир, нужный в быту. Ну и тем более, учитывая, насколько Ятти понравился местным болельщикам. Это уже народное признание, да. При зрительских симпатий, можно сказать. Ну что ж, дорогие друзья, в скором времени начнется у нас состязание, продолжится состязание, и мы приступим к просмотру бронзовых финалов весовой категории до 80 килограммов. Первыми оспаривать бронзовую награду на помост выйдут Марк Андрас из Венгрии и Тинебек Улу Русланбек из Кыргызстана.
Спортсмены выходят на помост. Марк Андрас Паул на ваших телеэкранах. Член сборной команды Венгрии. Спортсмен 1990 года рождения. А вот его соперник Ченебек Улу Русланбек из Кыргызстана. Спортсмен 1992 года рождения. И они сейчас по итогам этой схватки выявят бронзового призера весовой категории до 80 килограммов. Спортсмен из Венгрии выходит с красной стороны помоста. Соответственно, он выбирает первое положение захвата и выбирает наружный широкий захват. Мы отмечали, что спортсмены из Киргизии очень прибавили в техническом плане. И как бы показалось, что отдал палку, да, спортсмен из Киргизии. Но за счет вот техники, за счет того, что успел зашагивание сделать и опрокинул своего соперника. Ну, как раз, Александр, вы говорили, да, о том, что спортсмены из Кыргызстана прилично прибавили в технике. Тут же Ченебек Улу Русланбек в подтверждение вашим словам. Тут же так здорово действовал на помосте. Ну что ж, 1-0. Представитель Кыргызстана выходит вперед. Да, и сейчас интересно будет понаблюдать за второй схваткой. Сейчас уже может вообще рисунок поменяться от того, какую тактику изберут спортсмены. Обычно бывает так, в первой схватке спортсмен старается вот вторым номером работать, а во второй уже сразу, что победить первым, начинает работать. Сейчас посмотрим, вот спортсмен из Киргизии начнет ли активно атаковать с первых секунд. Тоже вот ушел в сторону. И почти схожая также была. Да, очень похожие схватки получились, да. И по итогам которых Ченебек Улу Русланбек из Кыргызстана побеждает и становится хозяином бронзовой медали весовой категории до 80 килограммов. Со счетом 2-0 Ченебек Улу одержал победу и идет принимать поздравления от представителей тренерского штаба своей команды. Второй поединок за третье место. Похожие очень победы получились. Да, похожие. Но в одинаковом, скажем так, стиле победил. Он более рослый, более такой высокий, да, за счет этого он делает широкий шаг и опрокидывает соперника за счет такого размашистого движения руками и широкого шага. Поздравляем спортсмена из Киргизии с заслуженной победой. Ну а сейчас мы приступаем к просмотру второго бронзового финала, в рамках которого на помосте сойдутся Аганес Давтян из Армении. Он в красных шортах и, соответственно, в синих шортах его соперник Аскат Джунушев, Кыргызстан. В этой весовой категории было, если не ошибаюсь, 26, что ли, спортсменов. И по результатам вот соревновательного дня эти спортсмены отобрались, чтобы побороться сейчас за третье место. По формату соревнований у нас 2 третьих места. И может так статься, что спортсмены из Киргизии обе зайдут на эту строчку пьедестала, могут зайти. Но с этим согласен ли армянский спортсмен? Вот в чем вопрос.
Очень упорная Более борьба такая у нас равная, идет. упорная борьба. Вот. Еще раз спортсмены из Киргизии показывают хорошую техническую подготовку. И с помощью приема стойка перетягивает соперника. Аскар Джанушев выходит вперед 1-0. Ну и, как вы и сказали, Александр, да, может получиться так, что в этой весовой категории у нас третья ступень пьедестала будет представлена спортсменами из команды Кыргызстана. Да, ну, по положению максимальное количество 2 спортсмена могут представлять одну страну в одной весовой категории, при условии, если в каком-то весе нету, да, участника. Вот. Кыргызстан воспользовался этим условием. И, да, 2 достойных спортсмена выставил в этой весовой категории. И оба спортсмена имеют все шансы зайти на пьедестал почета, скажем. Ну, я думаю, сейчас спортсмен из Армении чем-то должен удивить. Все в его силах и возможностях. Итак, вторая схватка бронзового финала весовой категории до 80 килограммов. Аганес Давтян, Армения, Аскар Джанушев, Кыргызстан. Также стойку выполняет. Дважды успешно проведя стойку, Аскар Джанушев выходит победителем из этого противостояния. И вместе со своим сокомандником Русланбеком Улу Чинибеком взбирается на третью ступень пьедестала почета чемпионата мира 2018 года. Да, очень такой атлетически слаженный спортсмен. Рост, соответственно, высокий. Заслуженно победил. Ну, поздравляем Аскара Джанушева с этим успехом. Действительно, он здорово смотрелся в этом поединке и смотрелся предпочтительнее. Аскар Джанушев с криками и воплями вырывает палку и становится бронзовым призером. Ну и сейчас нас с вами, дорогие друзья, ждет финал. Финал этой весовой категории. Да, и мы все болеем за Джулуса Наговицына. Да, ему будет противостоять Хушиддин Элиев из Узбекистана. Ну и в этом финале Россию представляет, как мы уже сказали, Джулус Наговицын. Джулус вышел на помост вместе со своим тренером Иваном Белолюбским, тоже очень известным нашим спортсменом Маджине. Ну а вот Хушиддин Элиев был на ваших телеэкранах. Иван Белолюбский настраивает своего подопечного, который сейчас через пару мгновений выйдет на помост оспаривать золото. Да, за Джулуса здесь среди зрителей болеет его родной отец Петр Наговицын, тоже известный Маджине, мастер спорта, чемпион республики. Однако вот отец выступал, скажем, в маленьких весовых категориях, да, Джулус, видите, вырос так, 80 килограмм выступает, и я думаю, еще он и перейдет в скором времени на 90, наверное. Время покажет. Ну а вот, да, вот сидят болельщики Джулуса Наговицына. Джулуса Наговицына. Земляки из села Магарас горного района нашей республики, где откуда родом, кстати, наши известные борцы, братья Кантоевы из этого села. То есть очень спортивное село. Кузница наших чемпионов. Да, чемпион мира Герман Кантоев из этого села. И сейчас может стать, что Джулус Наговицын станет сейчас чемпионом мира и продолжит славные вот такие спортивные традиции
Первый шаг к этому сделан. Да, остался последний шаг сделать. Да, Джулус Наговицын является чемпионом. В этом году он выиграл чемпионат республики. Саха-Якутия выиграл и чемпионат России. В прошлом году он победил на первом этапе Кубка мира и занял 3-е место на чемпионате страны. И сейчас на домашнем чемпионате мира имеет прекрасную возможность записать в свой актив золотую медаль 3-го мирового первенства по масс-рестлингу. Да. Вот Джулус проявил, да, показал, как надо тянуть, если у тебя есть, ты чувствуешь в себе запас, за силу, что ты можешь по прямой за счет тяги победить. Итак, спортсмены готовы начать вторую схватку. (1-0) впереди Джулус Наговицын. Вот школьники из Магарас тоже болеют за Джулуса. Дается команда старт и Джулус Наговицын одерживает убедительную победу. Поздравляем Джулуса. Радуются односельчане, радуются земляки из Горного. Также поздравляем, да, спортсмена из Узбекистана. Да, Хушиддин Илиев становится серебряным призером. Ну а Джулус Наговицын, член сборной команды России, приносит очередное золото в копилку национальной сборной. Да, с теми поздравляем всех нас. Поздравляем Россию, республику и родной горный улус Джулуса. Как говорится, Джулус масс-рестлинг, да? Масс-рестлинг получается. Ну и Джулус Наговицын принимает поздравления от своего тренера Ивана Белолюбского и отправляется дожидаться церемонии награждения. Ну, а мы смотрим за победой Джулуса во второй схватке, который решил исход. Узбекистана пытался вот последним движением перетянуть. Есть такой прием контрстойка, когда вот соперник поднимается в стойку, самому подняться в стойку и перетянуть, да, но это очень сложно и чувствовать надо вот выполнение. Джулус очень опытный спортсмен, прочувствовал, что спортсмен может так пойти, постраховался, не поднялся слишком высоко и не дал себя перекинуть через доску. Джулус Наговицын на ваших телеэкранах. Его эмоции после победы в финале чемпионата мира. Да. Очень рад. Я тоже за Джулуса. Ну и сейчас у нас стартует церемония награждения спортсменов, которые состязались в весовой категории до 70 килограммов. Очень интересные соревнования у нас прошли в этой весовой категории. И, конечно, отрадно, что триумфатором в этом весе стал представитель России Сергей Константинов. И сейчас, как и полагается, чествование начнется с награждения бронзовых призеров этой весовой категории. Итак, Кудайназар Алимов из Кыргызстана первым стал бронзовым призером в схватке за 3-е место, победив Алексея Кушнира из Украины. Кудайназар Алимов. И также на 3-ю ступень пьедестала зайдет Тимирлан Шамет из Казахстана. Он в бронзовом финале оказался сильнее представителя Бразилии Клейтона Ролимантонеса. Ну, еще раз поприветствуем. Кудайназар Алимов, Кыргызстан, и Тимирлан Шамет, Казахстан.
бронзовые медали вручены, и нас ждет сейчас церемония вручения серебряной награды. У нас Бекжан Амуралиев из Кыргызстана стал серебряным призером. Ну вот замечаем, да, дорогие друзья, сразу два представителя Кыргызстана на пьедестале почета в этой весовой категории. Бекжан Амуралиев получил свою заслуженную серебряную медаль. И триумфатор этой весовой категории Сергей Константинов, дорогие друзья. Сборная России. Очередное золото Сергей принес в копилку нашей команды. И ну и награждается также его тренер по совместительству. Отец, родной отец и главный тренер сборной команды России Николай Ильич Константинов за то, что воспитал чемпиона. Ну и сейчас в честь победителя прозвучит гимн России. Еще раз поздравляем Сергея Константинова и призеров этой весовой категории. Ну и давайте еще раз вспомним. Золотая медаль у Сергея Константинова, сборная России. Серебро у Бекжана Амуралиева, Кыргызстан. Ну, обладателями бронзовых наград стали Кудайназар Алимов, Кыргызстан снова, и Тимирлан Шамет, Казахстан. Чемпион и призеры весовой категории до 70 килограммов на ваших телеэкранах. Соревновательная программа, дорогие друзья, будет продолжена в весовой категории до 105 килограммов. Мужчины, среди мужчин. Тут у нас будет один бронзовый финал. Один обладатель третьего места уже известен. По жребию без соперника оказался Хосе Мурадян. Ну и сейчас у нас есть интервью. Давайте послушаем. Первый чемпионат проходил здесь, я посмотрел и после этого начал тренироваться. И получилось так, что я на третий чемпионат попал. И очень рад, что этот чемпионат выиграл, третий чемпионат мира. Перед выходом на помост, что вам говорил отец, ну и, соответственно, он ваш тренер? Ну, как тренер, он говорил сразу выигрывать, не играться. Но было все равно как-то трудно, соперники прибавились ему. Ну что ж, дорогие друзья, это у нас бронзовый финал. И в счете повел Сергей Трофименко. Как мы видим, он победил в первой схватке и вот так эмоционально празднует свой успех на дебюте этого поединка. С соперником Трофименко
является спортсмен из Венгрии. Юхас Кшаба. Ну и посмотрим на повторе, как Сергей добился успеха. Да, со старта наклонился в противоположную сторону, который сидел, и вытянул палку. Ну что ж, счет 1-0 в пользу Сергея Трофименко. Как мы уже сказали, да, ранее, дорогие друзья, в этом весе будет один бронзовый финал. Получилось так, что Хосеф Мурадян без соперника оказался на этом этапе, и он уже является бронзовым призером. Итак, да, Сергей Трофименко тоже в силовой манере не дал шансов своему сопернику и стал обладателем третьего места, чем мы его и поздравляем. Да, Сергей Трофименко убедительную победу одержал в этом бронзовом финале над своим соперником из Венгрии. И мы помним, да, вот Трофименко как в предварительной схватке тоже так ярко победил, и потом его скрутило вот от спазма мышц. Сейчас тоже его что-то там тревожит, но это уже не важно. Да, радость победы он не показывает это. Молодец, собрался в решающей схватке и добился, скажем, своего. Ну и как радуется Сергей. Да, и Узбекистан — это уже не первая медаль. Да. Да, много там Узбекистан уже призеров. Очень результативно выступают представители этой команды. Ну а сейчас начинается финал. Финал весовой категории до 105 килограммов. Дмитрий Попов, Россия. А вот его соперник Атайбек Улу Кельпибек, Кыргызстан. Да, мы в предварительных схватках отмечали, да, очень такую взрывную силу спортсмена из Кыргызстана. И поэтому интересно сейчас будет понаблюдать за этой схваткой. Конечно, и мы знаем силу и мощь Дмитрия, но Аталбек был настолько ярок, да, предварительных схваток, что кое-какие у меня лично, да, небольшие опасения да? такие есть. Смотрите, как поддерживают трибуны. Этой схватки, но я знаю Дмитрия давно уже, когда он только вот начинал взрослую карьеру. И, да, скажем так, сразу было видно, что это очень спортсмен, очень с хорошим будущим, большие такие перспективы можно было заметить, как только он пришел во взрослую такую категорию. Сейчас все внимание на экран. Первая схватка. Дима заряженный сидит. Дается старт. Да, Дима без шансов. Давай, Дмитрий! 1-0. Да, киргизский спортсмен, на мой взгляд, хотел со свободного старта, но это не тот случай. Дима очень богатый опыт. И такого спортсмена так не возьмешь. На мой взгляд, надо было постараться потягаться со старта. Может быть, там что-нибудь появилось. Мы посмотрим. Сейчас, наверное, из этого какой-то урок для себя сделал спортсмен из Кыргызстана. Отмечали мы вот представителя силу тяги, да, представителя сборной Кыргызстана, но, как оказалось, вот. Да, ну тут, когда сила твоя проявляется, когда ты вытягиваешь со старта палку на свою сторону, тогда она эффективна. Когда ты уже со старта отдал на той стороне, это тебе очень сложно уже вытянуть обратно.
интересно, опять снаружи взял спортсмен из Кыргызстана, хотя его выбор был во второй схватке, мог бы изнутри поменять. Значит, комфортнее ему работать с этим захватом, по всей видимости. Итак, вторая схватка. Дмитрий Попов! Да. Чемпион мира! Чемпион мира в весовой категории до 105 килограммов. Дмитрий Попов, сборная России. Видно, что Дмитрий очень настраивался на эту схватку и не дал шансов спортсмену из Кыргызстана. Ну и как приветствует его трибуны Центра спортивной подготовки «Триумф». Позади очень много работы, титанический труд, результатом чего... Поздравляем личного тренера от Дмитрия Петра Давыдова, старшего тренера сборной России Ивана Готовцева. Иван Готовцев, он родом из Узалданского района. Дима Попов тоже много раз выступал за Узалданский район, родом оттуда. Ну что ж, Дмитрий Попов. Да. Второй раз побеждает на мировом первенстве. Да, и я думаю, не последний раз. У него еще... Соглашусь, да. Да. Спортсмен еще молодой. 92-го года рождения. Да, еще относительно молодой для масс-рестлинга, скажем. Да, главное, дай бог, травм не было. Ну и примечательно, что первую победу на чемпионате мира Дмитрий Попов одержал также в этом же зале, в Центре спортивной подготовки «Триумф» во время проведения первого чемпионата мира в 2014 году. Ждем от Дмитрия побед. Да, на второй чемпионат он, да, я так припоминаю, у него там на отборочных соревнованиях травма была. Немножко растянул там заднюю поверхность бедра. Из-за этого, кажется, не прошел отбор на второй чемпионат. Ну что ж, продолжаем радоваться за успех Дмитрия Попова. Ну и Келдибек Улу Атайбек становится серебряным призером. Да, надо отметить, что это очень сильный спортсмен. Просто, на мой взгляд, он, когда выходил на финальную схватку, он чуть неправильную тактику вот избрал для себя. И вот видели, мы захват не менял, да, 2 раза сделал наружный захват и пытался за счет какого-то со свободного старта, за счет резкого старта что-то отработать, но не получилось. Да, работа над ошибкой будет проделана, и будет очень интересно, да, потом посмотреть на Атайбека Улу в других международных стартах. Спортсмен тоже молодой, 93-го года рождения. Желаем ему успехов на следующих стартах. Ну а пока у него сегодня серебро. Дорогие друзья, сейчас у нас начинается церемония награждения в весовой категории до 80 килограмм. Итак, мы видим спортсмена уже на сцене. Тут у нас тоже очень интересные состязания прошли. Бронзовыми призерами стали представители Кыргызстана. Сразу 2 спортсмена. В бронзовом финале Ченебек Улу Русланбек из Кыргызстана одолел Марк Андраспала из Венгрии. Ну а его сокомандник Аскат Джунушев в свою очередь одолел Аганеса Давтяна из Армении. Вот они, 2 представителя сборной Кыргызстана на 3-й ступени пьедестала почета 3-го чемпионата мира по масс-рестлингу. Еще раз поприветствуем Ченебек Улу Русланбек и Аскат Джунушев. Приветствуем серебряного призера этой весовой категории. Хушиддин Элиев, Узбекистан. В финале не смог представитель Узбекистана ничего противопоставить нашему спортсмену Джулусу Наговицыну. Джулус Наговицын на ваших телеэкранах.
Член сборной России 1990 года рождения, триумфатор весовой категории до 80 килограммов. Награждается также его тренер Иван Белолюбский. Живая легенда якутского спорта. Множество побед увидел Иван на своем веку и продолжает делиться своим богатейшим опытом с молодыми спортсменами. Сейчас в честь победителя Джилуса Наговицына звучит гимн Российской Федерации. Прозвучал гимн России в честь победителя весовой категории до 80 килограммов Джилустана Наговицына. Еще раз давайте пройдемся по списку лучших спортсменов в этом весе. Джилустан Наговицын — золотая медаль. Хужиддин Элиев, Узбекистан — серебряная медаль. И хозяева бронзовых наград — представители сборной команды Кыргызстана Ченебек Улу Русланбек и Аскат Джунушев. Остается у нас одна весовая категория. Самая тяжелая весовая категория. Сейчас мы увидим выступление самых крепких, самых крупных, массивных атлетов. Весовая категория свыше 125 килограммов. Итак, бронзовые финалы. Программа открывает встреча между Деванта Камал Монгомери из США и Рикардо, Бразилия. Спортсмены приглашаются на помост. Самая такая почетная весовая категория. На ваших телеэкранах Рикардо, представляющий Бразилию. Осталось провести 3 схватки в программе чемпионата мира. И сейчас схватка за 3-е место. Спортсмен из Бразилии уже вышел на помост, ждет своего соперника. Рикардо является победителем фестиваля Арнольд Классик по масс-рестлингу. Ну а вот его соперник Деванта Камал Монгомери, Соединенные Штаты Америки. Да, мы помним, у спортсмена из Америки он очень ярко тоже провел предварительные схватки. Своеобразный такой настрой. И с виду кажется таким, да, неуклюжим, но очень быстрый, резкий спортсмен. Да, Деванта Камал Монгомери является призером чемпионата Северной Америки по масс-рестлингу.
бразильский спортсмен чисто вот такой силовой был. Силовые манеры проводил схватки. Он в полуфинальной стадии проиграл нашему Сергею Фролкину. Очень известный стронгмен, известный силач, таскающий И бразильные грузовики. видим, как спортсмены настраиваются на эту схватку. Огромные самолеты. Дается команда старт и Да. спорный. Спорный. Вроде бы Рикардо уже взял на свою сторону, но спортсмен из Соединенных Штатов сумел за счет движения опрокинуть и перевести схватку вот на спорное положение. При такой комплекции прекрасно играет на рояле классическую музыку и даже до сих пор выступает в концертах. Итак, возобновляется у нас схватка. Дождемся того момента, когда палка сравняется по уровню с опорной доской и Сейчас Рикардо. Рикардо сейчас уже не стал рисковать, не стал никуда наклоняться. Решил просто по прямой. Рикардо выходит вперед, 1-0. Видим, дается команда Че. И Рикардо сразу перетягивает палку на свою сторону вместе с оппонентом. У сборной Бразилии еще, на мой взгляд, еще нету медалей, да, чемпионата? Да, где-то, как я помню, тоже. Да, и сейчас реальный шанс Рикардо завоевать медаль. Так далеко приехали. Итак, судья приглашает спортсменов к центру помоста. Нас с вами ждет вторая схватка этого противостояния между бразильцем Рикардо и американцем Денвонта Камал Монгомери. И вторая схватка. Судья очень внимательно смотрит, чтобы палка была ровно над доской посередине. И в той же силовой манере Рикардо побеждает во втором периоде, доведя счет до 2-0 и завоевывает третье место. Да, поздравляем Рикардо. Ну и Денвонта Монтгомери мы желаем удачи на следующих стартах. Дорогие друзья, представители Бразилии празднуют бронзовый успех на чемпионате мира 2018 года. Бразилия и зрители поблагодарят тоже атлетов. Рикардо Ивайр Норт, представитель сборной команды Бразилии, победитель. Да, вот такие фестиваля яркие Арнольд богатыри Классик. Бразилии есть, да? Не только футболом единым, но и масс-рестлингом в Бразилии есть. Два раза перекинул своего соперника из Штатов. Перетянул, да, через доску, через себя в том числе. В первой схватке немножко пытался Рикардо с наклоном тянуть, но спортсмен из Америки продемонстрировал, что в этом компоненте он может с ним конкурировать, да. Был спорный момент, и Рикардо не стал рисковать по прямой, тем более у него есть преимущество и в антропометрии, ростом выше, ноги длиннее, вот. И в силовом компоненте тоже, как мы видим, у него преимущество было.
Итак, вторая пара бронзового финала. Ямал Фейзуев из Азербайджана. Он в красных шортах. И его соперник в синих Антонас Абрутис, Литва. Да, мы отмечали, что Абрутис тоже очень сильный спортсмен. В силовой манере всегда тянет. Сейчас посмотрим, что может преподнести ему более такой молодой спортсмен из Азербайджана, только 2000 года рождения. А Антонас Абрутис у нас 1969 года рождения. Арбитр очень внимательно смотрит за тем, что спортсмена... Вот, Стартует первая схватка. Да, очень. И Абрутис. В начале, да, спортсмен из Азербайджана вытянул палку на свою сторону, но не смог развить дальше успех. И Абрутис... Ну и напомню, что Антонас Абрутис является победителем фестиваля Арнольд Классик 2014 года. Также он призер Кубка мира 2017 года. Ну и участвует он часто на различных соревнованиях международных по силовому экстриму. И по масс-рестлингу уже не первый раз участвует. Да. Поэтому опытный спортсмен. И Антонас Абрутис ведет в этом поединке со счетом 1-0. И через пару мгновений мы узнаем, как Ямал Фейзуев попытается переломить ход встречи. Так, и второй период. Спортсмены садятся на помост. Джамал Фейзуев, кстати, в этом году занял второе место на чемпионате Европы. А также в Азербайджане у себя стал обладателем Кубка текущего года. Итак, вторая схватка стартовала. И Абрутис побеждает его второй раз и становится серебряным призером весовой категории свыше 125 килограммов. Антонас Абрутис. Поздравляем Антонаса. Бронзовым призером, конечно, дорогие друзья. Поздравляем Антонаса. Спортсмены из Азербайджана пожелаем в дальнейшем дальше совершенствоваться, развиваться. У него для этого все есть, все данные. Принимает поздравления Антонас Абрутис. Ну и давайте посмотрим в замедленном действии, как у нас прошла вторая схватка. Да. Спортсмены из Азербайджана только 18 лет, все у него впереди, скажем, да? Да. Ну что ж, и у нас остался один поединок. Последняя встреча третьего чемпионата мира. Финал весовой категории свыше 125 килограммов. И в этом ответственном и решающем поединке Сергей Фролкин, сборная России, встретится с Бласко Ласцло из Венгрии. Ну, Сергей ждал, наверное, этого поединка в течение всего года. Готовился специально для этого. Секундирует Сергею старший тренер сборной России Николай Константинов и личный тренер Сергея Виктор Докалов. Еще один представитель, да, вот Венгрии.
Еще раз напомню, что Сергей родом сам из Тампонского района. Сейчас многие, наверное, сидят у экранов телевизоров, болеют за своего земляка. Не только в его родном Тампонском районе, но и по всей Якутии. Сергей Фролкин, чемпион России, обладатель Кубка мира, призер абсолютного чемпионата мира против Блашко Ластцла из Венгрии, бронзового призера чемпионата Европы. Итак, первая схватка. Спортсмены настраиваются. Сергей Фролкин 1-0. На старте немножко запоздал со стартом Сергей, но впоследствии уже, когда уже полностью включился, то спортсмен из Венгрии уже не смог удержать палку. Вот посмотрим. Мы видим радость Николая Аляевича на заднем плане. Да. Ну что да, ж. надо отметить, что в целом, да, подготовка всей сборной команды очень хорошо подвели всех к этому старту. Надо это отметить. И на этом чемпионате вот предсоревновательные сборы сборная команда проходила здесь, в Якутске. И видно, спортсмены очень хорошо были подведены. Не только Сергей, но и все в основном. Да? Вторая схватка, которая может стать решающей, стартует прямо сейчас. Дается команда «Чай». Сергей Фролкин вырывает вторую палку и празднует свою победу. Да, поздравляем Сергея, поздравляем Россию, республику и его родной Тампонский район с победой на чемпионате мира. Обладатель золотой медали чемпионата мира по масс-рейсингу 2018 года на ваших телеэкранах Сергей Фролкин, сборная России. Да. Принимает поздравления от своего соперника. Стать чемпионом тяжелой самой весовой категории всегда вдвойне почетно, да, во всех видах спорта, скажем так. Поэтому от души поздравляю Сергея, его тренера и весь тренерский штаб сборной команды России. Еще раз хочу отметить очень хорошую слаженную работу всего тренерского штаба. Как старший тренер, вот, с личными тренерами спортсменов в контакте всегда поработали. И вот и результат, скажем, да. Сборная России имеет 10 золотых медалей из 12 весовых категорий. Ну и до старта чемпионата мира главный тренер сборной России Николай Аляевич Константинов говорил то, что рассчитывают на 9-10 медалей, и его прогноз в принципе сбылся, да? Ну что ж, дорогие друзья, у нас сейчас есть интервью, давайте послушаем. Приостановил тренировки по другим видам спорта и на протяжении всего года готовился к этому чемпионату мира. Прошел тяжелый отбор, выиграв чемпионаты Якутии и России. И вот я достиг своей цели. Посвящаю победу своим тренерам, родителям и землякам. Ну что ж, дорогие друзья, прошли все схватки во всех весовых категориях. И мы знаем итоги. 10 золотых медалей по итогам домашнего чемпионата мира в активе сборной России. Согласитесь, друзья, отличный результат, который радует нас, всех любителей спорта. И сейчас нас ждет церемония награждения. С волнением давайте наблюдать за этим.
Последний заключительный день чемпионата мира. Ну, спортсмены подарили нам 2 замечательных соревновательных дня. Было множество красивых, зрелищных схваток, которые надолго еще запомнятся любителям силовых видов спорта, силовых единоборств. И хочется отметить, что очень красочное открытие было, да? Да, и очень красочное. В ходе соревнований вот это живое музыкальное сопровождение, когда выходили спортсмены, тоже добавляло свой этот колорит нашим соревнованиям. Еще раз хочу отметить, что соревнования такого масштаба — это не только состязательная часть, но и соответствующие такие конференции научные, культурная часть. Все в комплексе проводится, что отрадно. И это для себя, наверное, думаю, отметили и наши гости приезжие. Чествуем призеров и серебряных, и бронзовых призеров. И приветствуем победителя в своей категории Дмитрий Попов, сборная России. И примечательно, награду вручает олимпийский чемпион Андрей Сильнов. Награждается также тренер Петр Давыдов за подготовку чемпиона. Петр Давыдов является у нас одним из ведущих тренеров. Он не только в масс-рестлинге и пауэрлифтинге имеет очень большие достижения, его воспитанники. Ну и звучит гимн России. Еще раз поздравляем Дмитрия Попова. Поздравляем также и Калдибега Улу Атайбек из Кыргызстана с тем, что он стал серебряным призером. Ну и также мы очень рады за бронзовых призеров этой весовой категории. Сергея Трофименко из Узбекистана и Хосепа Мурадяна, представляющего Армению. Ведущая четверка весовой категории до 105 килограммов. Отличное настроение у Петра Давыдова. Ну и Дмитрий Попов, триумфатор весовой категории до 105 килограммов среди мужчин. Еще раз, если говорить об итогах чемпионата мира. 10 золотых медалей в активе. Сборная команды России по итогам 2 дней. Плюс еще одна бронзовая медаль.
Да, 11 медалей, 10 золотых и 1 бронзовая медаль. Ну и можно отметить, да, то, что 10 золотых из 12 возможно. Да. Ну и у нас в скором времени начнется последняя церемония награждения спортсменов весовой категории свыше 125 килограммов. Ну а сейчас, дорогие друзья, у нас интервью с Дмитрием Поповым. Этот чемпионат мира получился для меня очень сложным, так как он проходил у нас дома в Якутске, при наших болельщиках. С другой стороны, побеждать при таких обстоятельствах вдвойне приятней. Задача, поставленная тренерским штабом, выполнена. Будем работать дальше и стремиться к новым победам. Дорогие друзья, у нас идет чествование победителя и призеров весовой категории свыше 125 килограммов. Наградили уже всех. Ну а мы хотим еще раз напомнить то, что победителем стал Сергей Фролкин, и Виктор Докалов, его тренер, на ваших телеэкранах, также награжден золотой медалью. И звучит гимн Российской Федерации в честь победителя Сергея Фролкина. Ну что ж, давайте еще раз пройдемся по списку ведущей четверки этой весовой категории. Золотая медаль у Сергея Фролкина, сборная России. Второе место в этой весовой категории занял Ластло Бласко, представитель Венгрии. Ну а хозяевами бронзовых наград стали Рикардо Норт, Бразилия, и Антонас Абрутис, Литва. От себя хочу добавить, да, еще раз поздравить Сергея Фролкина, его тренера Виктора Докалова, своих всех земляков, тампонцев. Да, масштабный праздник масс-рестлинга, праздник спорта и добра в Центре спортивной подготовки «Триумф» подходит к концу. На протяжении 2 дней у нас оспаривали звание быть лучшими в этом виде спорта 154 участника из 39 стран мира. Да. Вот сейчас на экране вы видите, у нас в гостях олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, чемпионка Олимпийских игр по тройному прыжку. Сейчас показали вот на экране. И наш тоже вот прославленный Маджине Николай Александрович Колотко очень бурно обсуждает. Сейчас мы знаем, Николай Александрович очень успешно работает тренером по легкой атлетике, готовит спортсмена именно по толканию ядра. Ну что ж, дорогие друзья, 2 увлекательных соревновательных дня подошли к концу. Надо отметить, наши соревнования вот посетили, да, 2 олимпийских чемпиона, Андрей Селенов и Татьяна Лебедева. Это как добрый знак, скажем, да, что масс-рестлинг
ждет прекрасное олимпийское будущее, надеемся, да? Все в это верим, работаем для этого. Да, конечно, все надеемся и ждем, что масс-рестлинг пополнит семью олимпийских видов спорта. И, кстати, вот как объявил, да, в своем выступлении. И у нас готовое интервью с Ролкиным. Давайте послушаем. Перед стартом было много волнения. Мы все прошли тяжелый отбор. Позади чемпионаты республики и страны. В моей весовой категории большое значение имеет сила тяги. Соперники были очень сильные. Рад, что в самый ответственный момент смог проявить себя с лучшей стороны и выиграть золото. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас было объявлено о том, что будет проведено награждение неофициального командного зачета. Ну, мы уже знаем то, что сборная России лидирует по этому показателю. 10 золотых медалей из 12 возможных, плюс 1 бронза. И на третьем месте в общекомандном неофициальном зачете команда Узбекистана. Второе место в неофициальном общекомандном зачете достается команде Кыргызстана. Ну, командный зачет выявили по общему количеству всех медалей, получается, да? И первое место команда сборной России. 10 золотых из 12 возможных и 1 бронзовая награда. Да, еще раз поздравляю весь тренерский штаб, поздравляю Михаила Дмитриевича, президента Всероссийской Федерации масс-рестлинга. Очень активно федерация работает, развивает масс-рестлинг практически во всех субъектах России. Ведет полномерную такую целенаправленную работу. Итак, дорогие друзья, наш чемпионат подходит, близится к завершению. Подвели мы итоги общекомандного зачета. Ну а сейчас, дорогие друзья, у нас есть интервью с Татьяной Лебедевой, олимпийской чемпионкой по тройному прыжку. Чемпионат мира по масс-рестлингу – это торжество спортивного. Татьяна, добрый вечер. Ну, скажите, пожалуйста, какой вот чемпионат мира сейчас проходит, по вашему мнению, да? Ну, как вам не знать, вы во многих чемпионатах мира, олимпийских играх выступали, поэтому знаете лучше всех, наверное. Говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вот мы снова уже во второй раз на якутской земле, хотя он такой морозный, но здесь было в течение 2 дней очень жарко. И та борьба, такое усилие, даже не только именно наши спортсмены, а спортсмены более 10 стран стали обладателями медалей. И это говорит о том, что вид спорта, масс-рестлинг, он развивается, что он такой становится популярный. Он очень зрелищный, такой динамичный и доступный. В то же время не надо каких-то супер сооружений, экипировки. И, наверное, этим он и притягателен. И, конечно, так вот даже захотела самой попробовать, потому что, говорю, такого, с одной стороны, ничего сложного нет, но когда смотришь, как спортсмены получают, срывают мозоли или получают какие-то травмы, понимаешь, что это спорт, это большой труд, это огромные усилия. И поэтому, конечно, сама организация, она на самом высоком уровне.
я как скажу, как участница 4 Олимпийских игр и многих спортивных соревнований, с какой душой, с какой открытостью, теплотой подходят жители именно к спортивным соревнованиям, как они воспринимают, как они поддерживают любых спортсменов. Это мне есть с чем сравнить, и я скажу, поэтому, наверное, Якутия так притягательна и для иностранцев в том числе, потому что, с одной стороны, их притягивает первое, это экзотика, когда они ищут на карте, где это находит город Якутск, где это республика, но когда они понимают, что это 1/5 такой страны Российской Федерации, что это большая, огромнейшая территория, богатая территория, и при этом развивают и национальные виды спорта, и я думаю, они здесь получили такое, сначала приехали, а потом увидели, получили кучу эмоций, море позитива, и я думаю, что они не раз сюда вернутся, еще со своими друзьями, детьми, внуками и так далее. Спасибо вам большое, приезжайте к нам еще, ну и не поздно начинать заниматься масс-рестлингом. Конечно, обязательно мы сейчас продумаем в Комитете Совета Федерации по социальной политике, где я являюсь координатором палаты молодых законодателей, чтобы летом провести здесь какой-то слет, съезд для того, чтобы, ну, может быть, это будет туристская деятельность, тема, или какой-то молодежная, потому что действительно, ну, она энергетически оставляет такой след в душе, именно такую благодатную почву на созидание. Поэтому мне хочется, чтобы и мои друзья тоже это прочувствовали, прониклись. Поэтому дай Бог, мы еще сюда вернемся. Спасибо. Хочу пожелать, чтобы каждый занимался физической культурой, спортом, чтобы, посмотрев соревнования, он тоже вдохновился и попытался лишний раз подняться с дивана, сделать приседания, отжимания, потренироваться, чтобы быть физически крепким, здоровым и быть примером для нас, молодых. Татьяна, еще такой вопрос. Есть ли будущее масс-рестлинга, ну, олимпийское будущее? Ну, с такой энергией, которая Федерация масс-рестлинга таким буквально 10 лет назад, может быть, еще не так знали даже об этом виде спорта, а сегодня уже проводятся чемпионаты мира, и на конференции была выработана стратегия с теми вливанием, с тем подходом, энтузиазмом, альтруизмом, который работает именно президиум. Я думаю, что будущее у него точно есть. Это и всемирные универсиады, и азиатские игры, и европейские игры. Он хорошо и органично вписывается такой в игры и кочевников, и силовой экстрим. Его можно проводить везде. Но то, что на Олимпиаде, конечно, здесь будет сложно. Но если задача поставлена, если есть цель, как говорят спортсмены, никогда не сдаваться, верить в себя, не останавливаться на достигнутом, и все будет обязательно успешно. Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрим, что подготовили организаторы 3-го чемпионата мира по масс-рестлингу. Церемония закрытия. Я слышу в облаках, на 10 различных языках. Хвалу тебе твои возносят дети. Нам хорошо средь вечной мерзлоты, поющим с леденящими ветрами.
Да здравствует третий чемпионат мира по масс-рестлингу! Дорогие друзья, мы всех приглашаем в хоровод дружбы, в хоровод мира, на танец Осохой. Friends, let's all join hands in the circle dance of friendship, Осохой. From the ancient times, the Sakha people have had a tradition to bond friendship with Osokei circle dance. It is a dance of peace and harmony. Hand in hand, all dancers form a circle resembling the sun. Moving clockwise, everyone repeats the words after the lead singer. Tonight, our joint voices will celebrate mass wrestling and the third mass wrestling world championship.
Уруй Айхал. Уруй Тоско. Айхал Мехин. Ну что ж, дорогие друзья, на такой ноте единства народов завершается наш третий чемпионат мира по масс-рестлингу, который собрал на якутском помосте 154 участника из 39 стран. В спорте нет политики, дорогие друзья. Спорт объединяет многие нации, многих людей, несмотря на их взгляды, несмотря на их сферу деятельности. Ну что же, дорогие друзья, чемпионат мира, третий по счету, завершился. Еще раз напомним, сборная России завоевала 10 медалей золотого отлива из 12 возможных и 1 бронзовую награду. Дорогие друзья, занимайтесь спортом, любите спорт и будьте здоровы. До скорых встреч в эфире.